gibi işkencelerinin yapmasıyla. Гульсум Ханум, ну давайте спробуємо державною мовою. Я би все-таки хотіла, щоб почула як можна більше коло людей, які зараз дивляться АТР і загалом потім його переглядають на Ютубі. Ну, я думаю, що останні 2-3 години всі зараз передивляються відео з Наріманом Аметовим, де він розповідає про тортури, про ситуацію затримання і про все те, що сталося з ним в ФСБ. Це велика мужність. Людина живе, мешкає на території Криму, не виїхала, перебуває там постійно і розповідає про все це відверто. І я думаю, що всім нам зараз, я маю на увазі не тільки представників Меджлісу або кримсько-татарської спільноти, всім тим, хто має відношення до питання Криму, необхідно розповсюджувати це відео для того, щоб люди знали про те, що насправді відбувається в Криму, яким шляхом, якими засобами там утримується так звана згода з перебуванням Російської Федерації, що відбувається по відношенню до громадян України і в яких таких складних умовах перебувають зараз люди. Тому ми всі маємо не стояти осторонь, а так чи інакше долучатися до цієї ситуації і намагатися, ну, в наших силах зараз розповсюджувати це все на всіх своїх площадках, на всіх своїх майданчиках і розповідати про ситуацію. Ya mına evet biz bunu tarif edecekmiz. Elbette ki demek informasyon cihetten biz de destek etemiz. Sizler de bu malumatlarını tarqatasınız. Qorçalayıcılar ve ilahri bu aslında Rusiyaga nasıl tesir etmesini bekleyimiz. Sizin fikrinizce böyle praktik cihetten vatandaşlarımızın, hususan Nariman Ametov'un aklarını qorçalamak için hangi bir daha hareketlerini işletmege mümkün ki eşitkendirsiniz videoda ozu ayta eğer işte bularını açıklık getirse, aydınlatsa ve ilahri ona karşı nevbetteki represiyalar kullanılacağı hakkında da işte işgalciler böyle bir sözü tembihlev bergenler. Yani bu ona karşı daha da diğer tehlikelerini yaratabilir. Загалом вважалося те, що розповсюдження інформації, надання об'єктивної картинки, таке, скажімо так, зображення з Криму, воно допомагає мешканцям Криму. Я в минулому році робила опитування, працювала з громадянськими журналістами. Так. І там на запитання, що необхідно робити Україні як державі, українському суспільству, всі вони, в переважної більшості, всі вони сказали про те, що їм необхідна інформаційна допомога. Вважалося те, що розповсюдження інформації, наголос на цю інформацію, реакція з боку української держави, реакція з боку українського суспільства надає певний імунітет мешканцям України в тимчасово окупованому Криму. Але зараз ми бачимо те, що маємо, на жаль, справу з такою державою, з такими людьми, які представляють цю державу, що просто, ну, я не знаю, де та межа, де та точка, після якої вже ні про що не можна говорити. І на жаль, нічого гарантувати, нічого говорити про захист, про допомогу тим, хто зараз в окупації, ми не в спромозі. Ми можемо просто допомагати в якомусь такому сенсі косвенно, безпосередньо контактуючи з родинами політв'язнів, з ними безпосередньо, але загалом держава не в спромозі захистити. Тому я вважаю, що тут не можна зупинятися і необхідно надавати інформацію, зв'язуватися з родиною і робити все необхідне для того, щоб їх захистити. Ну, дуже складна ситуація. Немає українська держава доступу до території. Немає такого прямого втручання, немає контролю. І тут ми всі розуміємо, що люди, які перебувають в умовах окупації, вони так чи інакше заручники. Bu hakikaten bu doğru. Ukrayna devletinin Kırım'a tam olarak böyle bir kiriş imkanı olmasa da işgalcilerge karşı demek başka imkanları kenede mevcuttur. Mana şimdi Ukrayna etrafında siz takip ediyorsunuz, bilem bu demek bu
işgal ve nevbetteki bu çarpılı savaş meselesi çok laf etile. Faal şekilde taraflama işte Ukrayna'nın garbi ittifakdaşları dey ki Rusya demek böyle bir agresiyanın nevbetteki tecavüzünü başlatsa onlar çok böyle radikal sanksiyalarını kırsetecekler. Ama hiç kimse söylemey bu tecavüz nasıl olması gerek ki sanksiyalar kırsetilsin. İşgal etilgen Kırım'da yapılgan bu baskılar bu nevbetteki tecavüz mü? Ne için değil tecavüz? Ya da Donbas'ta yapılgan nevbetteki eskalatsiya, nevbetteki tecavüz mü? Ne için değil tecavüz? Ya da nasıl yani onlar nege göre bu sanksiyalarını kırsetecekler? Artık bilmeyeyim Rusya'nın bombardımanı Kiev'de olganı vakit mı? Yani bu çok böyle ağır bir mesele. Nasıl etip bugün Garbi ittifakdaşlarımızı Kırım'da olsun Donbas'ta yapılganlarını, şimdi sonki bu represiyalarını Rusya'nın nevbetteki tecavüzü olganına işandırmağa ki zaten öyledir. Endi sanksiyalarının kırsetilmesini talap etmege. Yoksa bu çok yıllarga uzanabilir. Yoksa kun represiyalar olganı vakit, vatandaşlarımızga işkenceler yapılganı vakit, işte Kırım işgal etildi deyip oturmak da başka hiçbir ne yazık ki informasyon cihetten yapabileceğimiz şey olmaganını aytmak da bu yani doğru değil деп düşünüyorum ben. Гульсум Ханум, я повністю підтримую вас і розподіляю ваше обурення. Я розумію всі ваші емоції, тому що теж в мене такі ж самі емоції. Але знаєте, от я не зовсім не хочу зараз занурюватися в теорію політичну, в теорію війн, інформаційних війн. На жаль, є різні види конфліктів. Є відкриті гарячі конфлікти, військові дії, є конфлікти громадянські, є триваючі конфлікти. І от, на жаль, знову ж таки, хоча я повністю з вами погоджуюсь, ці люди в заручники, і що з ними завтра буде, ніхто не знає. Але як працює загальна спільнота світова, як вона реагує і яку надає таку, скажімо так, відповідь на ці події, які відбуваються? От вважається, що якщо немає відкритого військового конфлікту, тоді можна реагувати зовсім по-іншому. Тоді можна дотримуватися інших стандартів, включати там гуманітарну політику. Ви знаєте, що гуманітарна політика по-іншому трактується на Заході, і це в першу чергу соціальна допомога. Можна говорити про перемовини тощо. На жаль, знову ж таки, я повністю підтримую ситуацію і говорю про і теж погоджую, що чого чекати, коли тут відбудеться відкрите військове втручання, і тут вже на території України будуть перебувати російські війська. Чи можна зараз вже реагувати, спостерігаючи ситуацію в Криму, збираючи всю цю інформацію, фіксуючи її, вже можна реагувати і Україні, і світовій спільноті. Але ми бачимо, що в світі працюють по-іншому. Ви розумієте? Тому ось така от складна ситуація. Хоча всі наші емоції, вони цілком такі цілком зрозуміли. Я вам більше скажу, коли ми зустрічаємось, я маю на увазі Меджліс з представниками західного світу, це можуть бути журналісти, це можуть бути представники політичного колу, і в наших словах є хоча б натяк на військовий сценарій розв'язання кримського питання, а такі сценарії є, ви знаєте, є аналітичні роботи, є роботи з прогнозів, є викладки певні, ми отримуємо таку реакцію непорозуміння. Нам говорять про те, що не може бути відкритого протистояння військового в питанні Криму, тому що для України це як смерть. Не може Україна витримати або вистояти проти такого ворога, як Російська Федерація в військовому вимірі. На жаль, знову ж таки. Тому ми мусимо зараз користуватися дипломатичними інструментами, політичними інструментами, звертатися до механізмів міжнародних судів. Я розумію, знову ж таки, ваше запитання стосовно того, що це все занадто довго, ці процеси тривають роками, Україна звертається і тільки через роки доходять до безпосередньо розгляду питання по сутності. Але
зараз от такого іншого механізму, да, про те, щоб захистити людей, які перебувають на території Криму, ну просто не знайти. Я знову ж таки проти того, щоб люди виїжджали з території Криму, але якщо це вже така опасність, да, яка пов'язана з свободою, з життєдіяльністю, то, мабуть, є сенс думати про те, щоб захистити себе вже на підконтрольній території. Це один з варіантів. Хоча це теж по великому рахунку не варіант. Якщо всі вийдуть, це буде тільки на руку окупанту. Він звільнить цю землю і буде говорити всім і всюди про те, що це суто руська земля. І тут нікого не залишилося, ми вже живемо тут століттями. Тому складна ситуація, я погоджуюсь, але знову ж таки в наших силах зараз захищати цих людей інформаційно, соціально, захищати їх підтримкою, надавати можливість всіма нашими такими засобами розповсюдження, підтримки, долучення до цієї діяльності. І це з боку громадянського суспільства, а з боку української держави це ці люди мають бути визнані як політв'язні і відповідно до цього мають отримати повний соціальний захист. Мына кечкен авта Украина Юқары Шурасы саяси мабуслер ile bağlı kanun liqasını birinci okuyuşta kabul etti. Millet vekilleri destek ettiler. Mına bu kabul etilgen kanun liqasına bakarakende kimen bilem Milli Meclisimiz de buna dahil oldu. Yani bu kanun liqasının işlep çıkarılması yönelişinde ve anda o'zining tavsiyelerini de yollagan edi demek liqaga. Mına siz begenetsiniz mi bu kanun liqasını Milli Meclis azası olarak beklegeniniz siyasi mabusler ile bağlı kanun liqасы bu gibi liqa edimi? Ya da bir şeylerini değiştirir ediniz? Ви знаєте, я ознайомилася з попереднім текстом, ознайомилася після того, як він був прийнятий в Верховній Раді. Це дійсно перше читання, будуть ще декілька процедур, друге читання, потім необхідно затвердити цей закон з боку президента. Загалом я вам хочу сказати, що, на мій погляд, він відображує реальність і там враховані всі категорії громадян, які підпадають під статус політичного в'язня. Майже більше 400 громадян, якщо я не помиляюся, на території Криму і на підконтрольній території Донецька та Луганська. І вони і їх родини, всі вони потребують соціального захисту. Тому в проєкті цей закон, на мій погляд, виглядає достатньо так суттєво. Це дуже важливо, тому що керувалися старими законами. Зрозуміло, що ці закони були написані тоді, коли ще не було відвертої агресії, не було втручання з боку Російської Федерації, не було окупації. Зараз ми маємо враховувати таку ситуацію, яка склалася. І в першому проєкті, з того, що я прочитала, цей закон достатньо повний, на мій погляд. Гайна ханым, мына işgal etilgen Kırımda yüz bergen hadiselerni beraberlikte böyle muzakere eter, analiz eter ekende, akatinde mına şimdi yapabileceğimiz en mühim hareketler sırasında bu bilgilendirmek, yani informasyon cihetten destek olganına keldik. Yani elimizde ne yazık ki bugün bu kele en azından mına tillerimiz olganca biz bularını anlatmaga, tarif etmege devam edecekmiz. Ve fakat bilesiniz şimdi ATR teлеканалы ile bağlı kene problemler meydana geldi ve Kırım hakkında 7-24 tarif etken, sizlerini bağlap, sizlerinin sesinin de eşittirgen yekene mına Kırım Tatar telekanalını bu geceden beri artık Sputnik'te sondıracaklar. Ukrayna devleti tarafından bizge ayrılgan bütçenin büyük bir kısmı hala da verilmegeni sebebinden ATR Sputnik hizmetleri için borcunu talep olamay ve bu sebepten işte gece artık Sputnik'te sondırılemiz ve işgal etilgen Kırım'da bizlerini seyretme imkanları aman yok ola. Sadece internet platforması kala ki YouTube'da biz çalışmaya devam edecekmiz. Nasıl bakasınız bu hadiselerge, sizin izatınız, sizin fikir ve gayeleriniz bunun ile bağlı neden ibarettir acaba?
Я на це питання особливо хочу відповісти українською мовою і, Так, будь мабуть, в такому вигляді звернутися до держави. Я не можу зрозуміти політики. Справа полягає в тому, що українська держава має цінніти, опікувати і підтримувати ці засоби масової інформації, які вийшли з території Криму. По-перше, це досвід. По-друге, це зв'язок. Третій момент – це робота тих, хто знає особливості регіону, його ментальність, його історію. Це люди жили в Криму, працювали, і вони більш гарніше орієнтуються в тому, що відбувається на території півострову. І от зараз ми знаємо, що 14 засобів масової інформації в загальній кількості вийшло, да? І перше ЗМІ, яке підпало під скорочення, це газета «Кримська світлиця». Зараз вже який рік ситуація така напружена навколо АТР, я не можу зрозуміти такої політики. Навіть якщо зараз створений канал «Дім» або «Дом», як вони його називають, і нібито нам держава говорить про те, що це буде головний інструмент зв'язку з тимчасово окупованими територіями. Хоча останнім часом з'являється інформація про те, що влада хоче переформатувати «Дім» з такого регіонального, скажімо так, ЗМІ на загальнонаціональне і вже його опрацьовувати як загальнонаціональне ЗМІ. Навіть такі ситуації не можна знищувати, не можна прибирати, не можна, так сказати, забороняти, не підтримувати ці засоби масової інформації, які вийшли з території Криму, тимчасово окупованого. Тому це цілком для мене незрозуміла ситуація. Ви знаєте, я спочатку все це розглядала як якусь системну помилку. Ну, іноді бувають які недосконалості, якісь такі незрозумілості в законодавстві, але зараз це все виглядає як нібито бажання прибрати цей канал, який дійсно має кримську історію. І оце дуже така прикра ситуація, серйозна ситуація. Я думаю, що її необхідно вирішувати всіма цими інструментами, які ми маємо, зверненнями, обговореннями, знову ж таки, роботою з владою. Там є наші представники, є зв'язок у керівництва Меджлісу кримськотатарського народу з українською владою. Найближчим часом це все необхідно вирішувати. Тому що інформація, насправді, це по великому рахунку те, що в нас залишилось, і це і те, що є дійсно дієвим. Тут дуже такий, знову ж таки, складний момент, коли працюєш на тимчасово окупованій території, на непідконтрольній території, дуже складно мати інструменти для вимірювання ефективності. Рейтинги, традиційні соціологічні опитування, реакція аудиторії, робота на місці, в польових умовах. Це вже все не працює. Працюють зовсім інші методи і форми праці. І це дуже складно, тому що ти не можеш отримати якусь таку відверту, відкриту реакцію. Хоча АТР отримує, я знаю, тому що те, що йому і пишуть, і підтримують, і реагують на його етери. Але в будь-якому випадку, коли мова йде про окупацію і коли держава говорить про те, що я не відмовляюсь від території, я буду працювати задля повернення цих територій від засобів масової інформації, які вийшли з цих територій, відмовлятися не можна. Это дуже така прикра для меня ситуация, да, просто то, что происходит с телеканалом сейчас, Первым крымско-татарским, абсолютно не укладывается в информационную стратегию Украины, не укладывается в стратегию деоккупации оккупированного Крыма, а также не укладывается в концепцию развития, распространения крымско-татарского языка. Чүнки АТР телеканалы катенде Крым-татар тілінде яйын япқан дүниедаки екене бір каналдыр ве Крым-татар тілінің инкишафы yönelisinde de birçok faaliyetlerini yapkan birinci kanalımız ve bunda bir taraftan işte tilini korçalaf konsepsiyası tizilgeni vakit diğer taraftan Kırım Tatar tilinde yayın yapkan kanalga imkanlar bermemek çalışmaga bu hakikaten böyle bir kognitif disonans yaratı. Maalesef. Afsus ki yani doğru aytasınız. Yine de her zamanki gibi umutumuz var. Bu mesele çözülür, bir şekilde çözülür ve ATR telekanalı o yayına devam edecek.
İnşallah çok sağ olunuz Gayna Hanım, bizlerge destek etkeniz için ve yayınımızga bağlanıp suallarımızga cevap verip kıymetli fikirlerinizni seslendirgeniz için teşekkürler. Gayna Yüksel Milli Meclis azası bizler canlı bağda edi. Saygılı arkadaşlar, biz yayınlarımızga devam etemiz ve nevbeteki demek bu programımızın kısmında biz işgal etilgen Kırım'dan vatandaşlarımız ile da bağlanacakmız ve işgal etilgen Kırım'da yüz bergen sonki işkenceler ve haberler meselelerini laf etmeye devam etemiz. İşte geçenleri bu ATR meselesine laf etkenimiz vakit işte geçenleri Ukrayna işgal etilgen topraklarının reintegrasiya naziri Irina Vereshchuk'nun degenine göre sanki dersin demek devlet ATR telekanalına yeterince mali destekini gösterdi ve demek bütçenin bir kısmı berildi ve bunun yeterli olganını ve buna anlaşkanları hakkında aytıp geçti ve sanki ATR telekanalı bu devlet kanalı olmaganı ve böyle şahsi bir kanal olganı sebebinden bütün mesuliyet idarecilik üzerinde olganını aytıp geçti. Ve ATR telekanalının böyle kommersiyon bir kanal olganlarını aytkanları vakit devlet tarafından mında hakikatinde mına aşikar bir şeylerini göstermege mümkün. Bugün biz yayınımızı neden başladık? Hangi haberlerden başladık? Bu işgal etilgen Kırım'da yapılgan represiyalar ve işkenceler hakkında haberler berip de başladık. ATR telekanalı bugün bir eğlence kanalı değildir. Biz siyasi bir kanal olganımız sebebinden mında kommersiya hakkında bile laf etmek hiç de uygun değil ve asıl da imkansız işkenceler hakkında tarif etken, işgal etilgen Kırım'da represiyalar hakkında tarif etken birinci yekene Kırım Tatar telekanalında reklamlar olması ve bu represiyalar ara bilmeyim çeşit türlü mayonezler, yogurtlar veya ketçaplar reklamını vermesi bu asıl da imkansız olgan bir şey ve bu Ukrayna işgal etilgen topraklarının reintegrasiya nazirinin aytkan olmayacak bu başka men kelimeler tapıp olamayın bağışlansa ama olmayacak bu gibi demek ATR telekanalına aytkan tabirleri çok doğru değil ve çok yanlıştır anlaganımızga göre ki ATR telekanalı 2015 senesinden beri mında ana kıtada çalışa ve bu şahsi böyle bir kommersiyon telekanal değil de siyasi telekanal olganını en baştan aytkan edik ve bugün Ukrayna devletinin Rusya'nın teşvikatına alıp bargan informasyon savaşında ATR telekanalının bu savaşka hissesini ölçemege mümkün bile değil. Çünkü bugün kıtada Kırım hakkında 7-24 tarif etken yekene Kırım Tatar telekanalıdır. Biz isteredik elbette ki diğer kanallar da Kırım meselesini kötersin. Diğer kanallar da yüz bergen represiyalarını aydınlatsın. Aydı bakayık, gösteriniz. Yok. Ne yazık ki bugün ana kıtada Kırım meselesiyle bu kadar meraklanılan Kırım mücadelesi, Kırım işgalden kurtarılması ile faaliyet alıp bargan ATR telekanalından gayrı hiçbir 7-24 tarif etken telekanallar ne yazık ki mevcut değil. Ve bu gibi şaraitlerde ATR telekanalının sesini kesmek bu artık özümüz neticelerini yapmak gerekmiz mence. Saygılar arkadaşlar, bizim yayınımızga serveraga çolakçık bağlana işgal etilgen Kırım'dan semitdeşimiz Korçalaycı ve Kırım Birdemligi Teşkilatının azası Server Bey. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam Gülsüm Hanım. İyi akşamlar. Server Bey, bugün hakikaten Facebook sayfası, bütün içtimai ağlar, haberler demek bizler bu Nariman Ağa Ametovga karşı yapılgan işkencelerle böyle gürüldedi dep aytmaga mümkün. Gürüldemege de devam ete. Mına siz bu hadisege asıldı nasıl bakasınız? Nariman Bey'nin şahsen konuşup imkanınız oldu mu? Ozu şimdi nasıl özünü hissetti? Sonki haberler nedeni bariyet buyurunuz. Elbette özünden konuştuk. Özüne korantasına varıp destek gösterdik. Cemaat öyle insanlarını özüne kaldırmay. Çünkü bugün bizim destekimizden onların geleceği bağlı. Nasıl cemaat buna kol tutacak, nasıl cemaat buna karşı laf yükseltecek, buna karşı hareket edecek. Onun için elbette vardık, konuştuk, laf ettik. Şimdi özüne bir yoruk duya. Elbette korantası ozu bir-iki gün şaşmamagan. Çünkü öyle azaplardan geçken insan özünü nasıl desem joymaga da
imkanı vardı ama cemaat yanında olganı sebebinden onu tutay ve bugün bu video çıktı. Herkese açıkladı bu insan onun üstünden nasıl azap yapkanlarına. Ya mına 17 dekabr күні tutulgan edi Nariman Bey. Bugün endi dekabrның 21 ve demek көргенімізге көре o күнден bu yana 4-5 күн keçti. Менің anlағаныма көре bu Kırım Birdemligi Teşkilatı asıldı bu müddet gerek oldu. Biraz ozuna kelmegen Nariman Bey'ge. Çünkü ozu da degenine көre sanki dersin bularını aydınlatsa ona işte daha da büyük işte repressiyalar başkalar yapacağını bile aytkanlar FSB hadimler doğru mu? Elbette birinciden bu azapları geçken son insan özüne gelmek gerek, fikirlerini toplamak gerek. Çünkü her zaman bunu göz önüne alganda bu insanın türlerine, öyle azaplardan geçken insan özünü rahat yaşı duymay. Bu birinciden bir iki vakit özüne gelmek için gerekli. İkinciden elbette fikirlerini insan toplamak gerek. Ben bu adımını yapsam neticesi ne olacak? Ama bu adım yapılmasa bu azaplar devam edecek. Hem de tek onun üstünden değil de diğer din kardeşlerimizin, semedaşlarımızın üstünde öyle azaplar olacak. Ve bu bütün şeyini tereziye koyup insan bu şeyini açıkladı. Bu vakayını gösterdi de ve bundan Allah razı olsun öyle durumdan, bizim ağamızdan, Nariman ağamızdan. Ya mına nasıl düşünüyorsun Server Bey? Şimdi Nariman Bey'nin de akrabaları bildirgenine göre 17 dekabr günü onu tutkanlara vakit demek ki Nariman Celal, Hasan ve Aziz Ahtemовlarga kabahatlaf diversiya işte davası çerçevesinde ona karşı bu şahatlık malumatlarını çıkarmağa istegenler benim anlağanıma göre bu demek baskılar ve ilahri. Buna nege gerek şimdi bu Nariman Bey Celal'ın Aziz ve Ahtemовlar kardeşlerinin davası çerçevesinde da diğer celp etip onlarga bu gibi işkenceler yapmağamına sizin fikrinizce FSB'nin bu yönelişteki işte mantığı neden ibaret? Birinciden bu Nariman ağamızın ve bu din kardeşlerimizin Aziz Hasan Ahtemовların işinde onlar bir balaban bir kapı kaldırdılar. Ve bu kapıya istegen insanların kirgizmege çareleri var. Demek неопознанные лица, неустановленные лица деген öyle terminler kullanırlar da ve bu davaga, bu işke istegen insanı bağlamağa mümkün. Ama bu Nariman ağanın interviusunda göre onlar Nariman Celal'ın işine göre aslında çok sual koymadılar. Onların maksadı insanı korkutmak, onların maksadı insanlarını çalıştırmak, onlara gerek imzalar koymağa, gerek vesikaların üstünde imza koymağa, öyle maksatları bu edi. Çünkü Nariman Celal'dan aslı Nariman ağamız bu Nariman Ametov şahsi tanış değil. Onun için o hiçbir şahsi bu işte olmağa aslında da imkanı yok. Ya eğer ki buna Nariman Ametov, Nariman Celal'ın bu gibi şahsi şekilde tanış olmagan olsa, öyle olsa sizin fikrinizce nege göre işgalciler insanlarını seçip evinde tıntıf geçirip degen demek bu gibi baskılarını yaparlar. Yani böyle olacak olsa bugün işgal edilen Kırım'da asıl da kimse kifayet yani garanti altında değil. Her birimizden evine gelip demek buna sen de dahilsin deyip bu gibi davaga celp edebilirler, doğru mu anlayayım? Pek doğru anlaysınız çünkü Kırım'da şimdi FSB tarafından, FSB hadimlerinden yakalanmak için hiçbir cinayet çalışmamağa gerekmiyor. O durumunu göstereceğin, cemaat içinde çalışacaksın, ahır vaziyette düşken din kardeşlerinize yardım edeceksin ve bundan sen cinayetçi deyip seni gösterecektir. Nariman ağayı da ben yaxşı taraftan tanıyım. Bir iki yıldan beri biz ondan tanışık. O misal için bayram merasimlerde de onlarını ötkürmeye yardım eteydi. Her vakit cemaatin arasında yardım eteydi. Öyle cemaat arasında yürüyen insan ve belki de bugün Kırım Tatarların arasında FSB'ge çalıştırmaya adam tapamaylar olar. Çünkü Kırım Tatar olgan, Müslüman olgan, akıllı yerge olgan insan olarga bugün varıp çalışmaya hiçbir hakkı da yok, hiçbir beti yok. Ve öyle insanlar Kırım Tatarların arasında ben bilesem pek az. Öyle adamlarını tapmak için, öyle adamlarını çalıştırmak için böyle azaplardan geçirelim. Çünkü o ayağından akıl sahibi olarak varıp çalışmayacak. Öyle bir struktura, öyle bir neler diyeyim,
öyle bir iş insan oyana ayağından varıp olara halkına karşı çalışmayacak. Aslı işlegen nasıl diyeyim? Çalışmaya layık yer değil o. Ki o işgalciler de galiba bunu yaxşı anlay bile ve hatta mına korkutkanları vakit degenler eken Nariman Bey'ge eğer bizden işbirlik yapmasan ve ilahri mına biz video falan çekemiz sonra halkına gösteririz ve halk içerisinde hain olursun, ihanetçi olursun. Yani bunun aslında halkımız için ne kadar önemli, mühim olganını bile işgalciler ve bileler hangi noktalarga mına basmaga tırışkanlarını ki halkımızda ihanetçilerinin ve hainlerinin miqdarı asıl da biraz var mına 0,001% olsa da ama asıl da umumen alganda böyle kütlevi şekilde olmaganını çok yaxşı bilirler. Bakınız bu meselede ne söylemeyi istemiyorum. Bu kıyanetler belki de aramızda var. Ama Nariman ağamız çıkıp bu video çıkarıp bütün şeyi destek gösterip tarif edip ozu imzalagan vesikalarını onlarını yok etti. Çünkü şimdi herkesge belli oldu ve o nasıl da imza koymasa da nasıl da bu FSB hadimleri video göstermeselerdi. Nasıl da onu halkımızın arasında satkın ya da misal için kıyanet gösterseler de bizim halkımız bunu kabul etmeyecek. Çünkü bizim din kardeşlerimizini halkımızdan gayrı birisi yaxşı bilmiyor. Bize öğretmege, bize göstermege gerek mi? Anda beyaz, anda kara ya da anda cinayetçi, anda yaxşı insanlar. Bizim bu nasıl diyeyim halkımızda bu şey anık. Çünkü bizim halkımız birlik, bizim halkımız birbirine destek gösteriyor. Bizim halkımız öz din kardeşlerine, vatandaşlarına yakın ola. Öyle vakitlerde biz birbirimizi bilemiz. Bize öğretmeye gerek mi kim yaxşı kim yaman. Nasıl vesikalarını göstermeseler de biz bilemiz. Bu insanlar hiçbir haber çalışmadı. Ve imzalarını koygan sebebi de bu üstlerinde yapılan azap. Öyle misaller çok. Renat Paralamov, Aziz ve Hasan Ahtemovler, Emil Muhteremov, onları korkuttular, onları dağa çıkardılar. Rahim Ayvazov, onlardan bir imza almak için bu azaplardan geçirdiler. Belki de halkımızın arasında öyle insanlar var ki şimdiki mahallede daha korka bunu açıp aytmağa. Öyle bir azaplardan geçip ama evde oturup misal için ben bu şeyini açıklasam ne olur diye korkarlar. Ama ben söylemek isteyeyim bunu bütün dünyaya açıklamaya gerek ve bu Kırım Tatarlarının üstünde yapılan azaplarını herkes bilmek gerek. Başka çare bunlarını toktatmaya bizim elimizde yok. Ama mına yayınımızın en başında bizlerge advokat Nikolay Polozov'un degenine göre işte sonki 2 hafta içerisinde biz davaga dahil etilmege tırışkan 2 vatandaşımızını көрген еді Kurtumir Çalgozov ve Nariman Ametov ve Nikolay Polozov bizge dedi ki 3. kişi de var eken ama işte bu sakıntı meselesi sebebinden çok aydınlatılmagan bu mesele ve ona da karşı bu gibi işkenceler yapılgan yani bu sizin yukarıda aytkanlarınızın böyle bir tazdıkla dep aytmaga mümkün. Belki de ama şimdiki zamana bize bu 3. şahs için hiçbir şey belli değil. Çünkü Allah bilir belki de öyle bir azaplardan geçti de ve öz canı için, öz korantası için korkup oturgan insan öyle düşünüyor. Misal için bir şey aytmayayım çünkü aytsam kene beni çağıracaklar, kene de gelip tentuf yapacaklar, kene bir baskı yeterler deyip özünü korçalar deyip belli ama bu yanlış fikir. Bu fikrini bizim din kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın başından alıp bırakmak gerek. Nasıl kıyın olmasa da biz elbette o podvallarda olmadık. Allah göstermesin onlara düşmeye, onlar böyle çalışmaya, asırlar boyunca insanlarını kıynayıp gerek malumatlarını almaya onlar bile. Ama bu meseleden çıkmaya tek bir yolu var, bu açıklamaya. Bizim misal için silahsız kuryaşlarımızı öyle şekilde devam etmeli. Hakikaten de çok doğru aytasınız. Menimce de bu yüz bergen hadiselerini sadece açıklamak gerek. Çünkü eğer ki açıklanmasa bu işgalcilerge daha da fazla represif hareketlerini yapmağa böyle bir kart blanş vermesi ihtimali mevcut. Serveraga sizge de karşı biz bilemiz ki sonki vakitlara böyle baskılar yapılgan edi ve hususan siz de Rus işgalcilerinin hapishanelerinden çıktınız geçenlere bu memuri dava sizge karşı açılgan edi. Bu
bu memuriy dava etrafında biraz daha laf edecek olsak, aslında sizge karşı yapılgan bu baskıga nasıl kıymet kesesiniz? Hapishanede bulunup müddeti vakit nasıl geçti? Bakınız, bizim hapishaneye oturtkanımızın sebebi biz Edem Similayevni karşılamaya İyi. keldik. Herkes bilir ki halkımız kuvvançlı günlerde de acık günlerde de beraber olar. Ve bu kuvvançını onun korantasından bölmege biz İBS'nin o güne geldik. Edem ağamızı karşıladık. Aslında ben bu Edem ağadan 15 yıldan ziyade tanışım, benim yakın dostum ve ben onda mecbur olmaya gerekim. Ve bu sebepten ona destek göstergenimizin sebebinden bizlerini sarıp aldılar. Ahmetçi Çayır'ın 3 polis bölgelerini darhattılar. Onlar 12 adam ve gelecek günü mahkemeye geçirdiler. Mahkemenin neticesi aslında biz bileydik. Bizim avratlarımıza, ablalarımıza, tizelerimize para cezasını verdiler. Bize ise 10, 12, 14 gece hapishanede yatmağa. Buna biz hazır edik ve aslında öyle bir tendensiya var. Şimdi mahkemelerin yanında toplangan, İBS'nin yanında toplangan insanlara karşı böyle davalar açmaya toplanmasınlar deyip. Aklımızda Nariman Celal, Aziz ve Hasan Akdemov gibi kardeşlerimiz gayip olanda FSB'nin o günde insanlar toplandı, onlarını da cezaladılar. Ve demek biz birbirimize kulak asmayık, biz birbirimize destek göstermeyik deyip sebebinden öyle işler yaparlar. Ama 10 kişini, 10 insanını alan son onların yerine 100 insan çıkar. Onlar düşünüp tapamaylar, bilmeyeyim niye için bu gaye onların başına, bu fikir onların başına gelmiyor. Ama bizim halkımız öyle bunu endi kabul etmek gerek. Çünkü biz toxtamayacak ve bu işini devam edecek. Çünkü biz kanunu bozmayız, bizlerini ise kanun bozgan insanlar olarak göstermeye isterler. Oz hükümetin içinde de dünya boyunca da göstermek isterler. Biz Kırım Tatarlara karşı kuruluş etmeyiz. Biz cinayet çalışan insanlara karşı işler açamız. Bu İBS içinde oturan vakit için laf etmek istesek aslında cemaatinin desteğini duyduk. 12 gün içinde bize 4 kere cemaatimiz bu peridaça yaptı ve biz onda öyle bir sıkıntı görmedik. Cemaatin arasında hareket devam etkenini fikirden özümüzü nasıl desem rahat tutaydık. Çünkü bizim kafamızdan hareket toxtalmadı, devam etti. Ama öyle bir devir vardı. Misal için Kırım Birdemligi 3 koordinatörü var. Mustafa Sidaliyev, Dilaver Mehmetov ve men ve öyle bir zaman vardı. Üçümüz de hapishanede oturaydık ve ben demesem bu Kırım Birdemligi karşısına öyle bir baskı. Mına Kırım Birdemligi faaliyeti hakkında laf edecek olsak, aslında mına siz aytasınız ki demek Kırım Birdemligine bile bu gibi baskı sizlerini tutulganlara vakit yapılgan edi ve hatta Mustafa Bey hakkında aytacak olsak, o da Tunev'in bizim yayınımızga bağlandı. Onu 2 defa demek memuri dava ona karşı açkan ediler ve hatta ilk defa hapiste çıkandan sonra çıkanı vakit hatta binadan çıkmadı. İkinci kere demek administrativный bu memuri protokol tızdılar ve bu Kırım Birdemligine yapılgan işte baskılar degenimiz vakit mına serveraga nasıl koresiniz nevbeteki öyle olsa faaliyetine, yani bu gibi vaziyet ne kadar da devam edecek, bu gibi vaziyetke ve kureşke digerlerinin celp etülüvü hakkında ne aytar ediniz? Birinciden bu sualga cevap vermeyi isteyeyim, ondan sonra bir iki fikir koşmaya. Elbette bize karşı Kırım'da öyle durum algan insanlara karşı bu baskı biz yenilegen kadar devam edecek. Çünkü onlar biz gece yuklasak, onlar gece gündüz yuklamaya çalışıp düşünürler nasıl hareket etmeye. Ve Mustafa Sidaliyev hakkında bu ikinci protokol hakkında laf yürütmek istesek aslında kendi men temelimize kayıtmak isteyeyim. Onu demek Peygamberimizin bayrağı Kontakt degen siyasi bağda yerleşkeni sebebinden yakaladılar. O 16. sene ya da 12. sene bu publikasyon. Ama ben gene kaytarmak isteyeyim bu bayrakta Kızın temeli La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen sözler yazılgan. Ve bu sözlerin yardımıyla biz halk olarak Kırım'da yaşayıp, Kırım'da kuruluşumuzu devam etmemiz, Kırım'da geleceğimizi kurmağa isteyip, öz vatanımızda, öz
dinimizni kutib, o'z medeniyetimizni kutib, o'z dilimizda laf etib, bolalarimizni istagan şekilde terbiyelemege bizlerge bu sözler la ilahe illallah Muhammed Resulullah degan sözler yardım etti. Ve bu hafta her bir Kırım Tatarını, her bir Müslümanını ona karşı öyle davalar açmağa mümkün. Bu hükümetin gözlerinde her bir Kırım Tatar, her bir Müslüman terörist ya da ekstremist ya da cinayetçi ya da daha bir şeyler. Ben öyle fikirge kelem ve yine de sualga qaytmağa istesek bu baskı devam edecek. Biz yengenimiz kadar. Çünkü bizim yengenimiz bu baskıları toktatacak. Ya siz şahsen o'ziniz sizge karşı yapılabilecek bu gibi baskılardan korkmay, sakınmaysınızmı? Elbette insan olarak her bir insan bu şeyden korkar ama yine de bizim temelimiz bu korkuyu yüreğimizden alıp bırakar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde öyle buyurdu. Allah'ın kulunun yüreğinde iki korku yerleşmeye çaresi yok. Ya da Allah'a korku yerleşe ya da bu dünyaya korku yerleşe yüreğinde. Elbette bizim korantalarımız var, balaçağalarımız var. Onlar için kasevet edesin. Ama bilirsiniz bu hapishanede oturganda bu fikir başımda çok aylandırdım ben. Ve bilirsiniz mi öyle halktan gayip olar. Sen onda oturasın, sen bilirsin korantana destek. Evlerimizin kapıları kapılmadı. Misafirler gece gündüz gelip destek gösterdiler. Balacıklarımız öyle oksuz kalmayacak. Onun için bu fikir bizi nasıl diyeyim güçlü etti ve oge adım yapmaya bizlerge yardım etti. Çok sağ olun Server ağa, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve o'zingizni böyle alıp barganınız, böyle pozitsiyalar üzerinde turganınız ve cesaret, cesurluk göstergeniz için büyük teşekkürler sizge. Sağ olun. Yapkan faaliyetlerinizden Allah razı olsun. Server Çolakçık, Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın koordinatörü, Akorçalaycı bizle canlı bağda edi. Sevgili arkadaşlar, biz ise yayınlarımızga muhakkak devam edecekmiz. Sadece men küçük bir teneffüsünü ilan etmege isteyim. Bu 5 dakikalık bir teneffüs. Sonra biz yayınlarımızda işgal etilgen Kırım'da yapılgan sonki repressiyalar, baskılar mevzusuna kotermege ve laf etmege devam edecekmiz. ATR telekanalı ile olunuz. 5 dakikadan sonra görüşkence. Kırım degenimde yüreğim açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemiz, ey ana vatan. Adını ayttım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar, denizinin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan.
Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Кырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Кырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet küreşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için küreş meydanı açıktır. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетini Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Seyğlatır telekanalının teleseyircileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve nevbeteki bölükünü biz Kırım Tatar tilinde alıp baramız ve iki esas mevzunu bu yayınımız devamında şüphesiz müzakere edecekmiz. Bu işgal etilgen Kırım'da yüz bergen sonki repressiyalar, hususan semiddeşimiz Nariman Ametovga yapılganlar. Malum olgаны gibi 17 dekabr günü keçken hafta biz sizlerge yayınlarımızda Kırım Birtemligi Teşkilatı'nın bergen malumatlarını aydınlatkan edik. Sabah saat 6'da eski Kırım'da yaşagan vatandaşımız Nariman Ametov'nun evine işgalciler tintuvnen basıp kirdiler ve tintuf ötkerilgenden sonra adamını tezden FSB idareciligi binasına alıp kettiler sorgu için. Demek tintuf onun evinde onsuz ötkerilgen edi ve birkaç müddetten sonra akşamga Nariman Ametov'nun artık azat etilgeni hakkında demek malumatlar alındı. Onun akrabaları bildirgenine göre Nariman Ametov'nu demek Perivalnaya kasabasında sözde diversiya davası boyunca sorguga çekkenler. Men hatırlatam bu davada Nariman Ağacilal birinci Milli Meclis reisimizden birinci muavini Aziz ve Ahtemov kardeşler keçeler ve Nariman Ametov'nu bu dava boyunca sorguga çekkenler. Onu tutulgandan bütün gün kayda olganları ile bağlı malumatlar hiçbir yerde yok edi. Sadece akşam o artık evge kayıttı ve bugün alıngan ve belli olgan malumatlarga göre demek bütün gün devamında o işgalcilerinin tarafından yani FSB xadimleri tarafından işkencelerge uğratılgan. Nariman Ağa Ametov bizler şimdi canlı bağda ve bu haqda tafsilatlıca bizlerge tarif etmege hazır. Nariman Ağa, selamu aleykum. Alo. Alo.
Узулды галиба баг, мана муаррирлерімнің шымды айтқанына көре галиба бағландық ве фақат баг яман олғаны себебінден сесіміз ешітілмей қала ве бізде Нариман Бейнің сесіні ешітмейміз. Зира бүгін Қырым бірдемліге өзінің демек Facebook сайфесінде білдіргеніне көре Нариман Бей Аметовға қаршы электрик боле токнен ішкенже біле япылған екен ве демек Нариман Бей бұларының ақында өзінің Facebook сайфесіне Қырым бірдемлігінің чекен видеосы вастасыйлы айдынлатты. Нариман Бей, селям алейкум, ештесіз мұ бізні? Алейкум ассалам, да. Слышу вас. Нариман Бей, насыл өзіңізні есетесіңіз, сағлығыңыз насыл? Алхамдулillah, Гузель, барышность можно на русском, мне будет удобно? Да, как вам удобно, вы можете отвечать, как вам удобно. Мен Қырым татар тілінде берсем суалерімні олар ма, анларсыз мы мені? Иншалла. Русча жауап бере білесіңіз, фарқы жоқтыр, сізге насыл ұйғын олса, ойлы жауап беріңіз лütfen. Сағлығыңыз яқшы олғанына севіндік, сіздерні жанлы яйында көрмеге севіндік. Қатенде бүгін сіздің айдынлатқан видеоңызны да көрдік. Жесаретіңіз үшін халық адындан, оз адымдан сіздерге тешекірлерін білдірмеге істейміз. Çok сағылыңыз жесаретіңіз үшін ве бұны açık айдынлатқаныңыз үшін. Келіңіз, тырышайық 17 декабрь күніне қайтмаға сіздің евінде тынтувнен ишгалчилер келгенлері вақыт. Насыл қабыл еттіңіз бұны? Не есеттіңіз? Не тұшындыңыз? Ве мұна о сабаны қатырлар екенде. Насыл ақылыңызда қалды о күн? Осадок остался очень сложный и тяжелый такой. Рассказать, как это происходило? Да, как вы помните этот день 17 декабря с утра? Ну, этот день у меня начался с 6 часов утра примерно. С сильным стуком в дверь, с криками «Открывайте дверь, ОМОН», ФСБ. Мы выломаем дверь, если вы не откроете. Я проснулся, разбудил сразу же жену, детей, предупредил их, чтобы они не переживали. После того, когда я открыл, я увидел людей в маске с автоматами. Они меня сразу сказали ложиться на пол, я лег. После этого вышла супруга в спальне. Они мне сказали сразу, то, что мне нужно одеться, то, что я сейчас сразу еду с ними. На что я им сказал, попросил, можно я останусь, пока будет обыск проходить? Они сказали нет. Тогда я отказался, я говорю, я никуда не поеду, чтобы обыск проходил в моем присутствии. Что они мне ответили, тогда мы тебя выведем волоком отсюда силой. Тогда я попросил взять омовение, и я возьму омовение, тогда я поеду с вами. Они дали мне согласие взять омовение и сказали одеться тепло. После этого меня вывели в коридор. Вернусь назад. Они были все в маске, кроме одного человека. Он зачитал постановление, якобы они подозревают меня в теракте взрыва газопровода. На что я им ответил, это бред. Но у них свои методы работы. Они меня вывели в прихожку. Я обратил внимание, то, что уже мои знакомые, которые знают меня хорошо, подъехали. И я увидел, как они меня фоткают. Я стоял в прихожке, но со мной стояли сотрудники ФСБ и дали команду. Один из них дал команду своим подчиненным
развернуть машину. Я в этот момент увидел, что тронулась машина. И через определенное время, короткое, выключили на улице свет. Ну, на улице было темно, это в районе 6 утра. Меня нагнули головой вниз, надели капюшон, подняли, задрали мои руки вверх спины, чтобы я не мог поднимать голову. Мгм. И таким образом машина подъехала, меня сразу же через боковую дверь завели в машину. А вы понимали, даже не куда вы успел. едете? Вам сказали, куда вас везут? Или- Нет, не сказали они. Мгм. Мгм. Таким образом, я даже не успел сесть на сиденье, как мы тронулись сразу. Надели после этого на меня мешок на голову и наручники. Но так как я здесь живу с 17 года, я эту дороги хорошо знаю и, в принципе, понимаю, что мы выехали на Таврит и повернули на развороте на Симферополь. Всю дорогу, мы которую ехали, мы не разговаривали. То есть они между собой не разговаривали, и со мной не разговаривали, а я с ними. У меня в голове крутилось многое. Что меня ждет? За что меня взяли? Я не мог понять, что происходит. Мгм. Ну, я понимал, что от них все что угодно можно ожидать. Я понимаю, что мы приехали в Симферополь, в город, потому что кольцо первое, да, вот это движение, светофоры, сигналы, движение машин. Я понял, что мы в городе. У меня была мысль, мои знакомые, то, что меня видели, как меня забрали отсюда. И я надеялся, что они меня преследуют, едут, следят за мной. То есть я не пропаду, в том плане, то, что не потеряюсь. Я вот это себя успокаиваю. Мгм. Но я обращал внимание, что мы по Симферополю все время петляли. То вправо, то влево, то останавливались на 5 минут, стояли, то опять мы куда-то ехали по городу. Это все происходило. После того, и вот так это несколько раз мы останавливались на 5 минут. После этого, я понимаю, видать, за мной едут ребята, они отслеживают, кто именно, и хотят каким-то образом их остановить с помощью сотрудников ДПС или еще каким-то образом, и не дать преследования. После этого это было мое мнение, после этого мы заехали в какое-то тихое место в городе. Я так в голове прокручивал, что это дворы этажи, потому что было намного тише, чем в городе. Мгм. Примерно мы вот так в тишине просидели минут 30, плюс-минус. После этого кто-то им позвонил, впереди сидящего. Телефон зазвонил. После этого звонка мы тронулись и начали снова движение. Я опять понял, что мы едем по городу, но мы уже так не петляли особо, мы ехали. Я слышал по звуку, что мы выехали из города и выехали на хорошую дорогу. Покрытие дороги было очень гладкой. Мы ехали довольно быстро, насколько я понимал. И примерно минут после как выехали с Симферополя, минут 40, мы приехали куда-то. И буквально там, как мы заехали в какой-то город, мы много не проехав, там буквально право-лево, несколько поворотов, и мы приехали куда-то. Мгм. После того, как мы остановились, примерно минут 10, мне сказали: Нариман, мы выходим. Я слышу, как открывается дверь. Сотрудники ФСБ, хватая меня за руки, приподнимают и ведут, выводят с машины. Я также в наручниках, также в мешке, не координируюсь, куда мне, как наступать. Они меня ведут.
И я понимаю, что мы заходим в какое-то здание. Зашли мы в это здание, прошли по коридору. Потом мы начали спускаться по лестнице. Лестница была довольно такая крутая и много ступенек. Мы спустились. Потом мы снова по коридорам петляли то вправо, то влево. Были наклоны. То есть периодически меня наклоняли. Я думал, это проем двери, ну, видать, низкий. И была мысль, может быть, они меня так запутают. Мгм. Потом мы снова спускались по какой-то еще лестнице. Я понимаю, еще глубже. Я понимаю, это был подвал, но это еще глубже. После того, как мы спустились еще по одной лестнице, меня опять вели по коридору. И завели в какую-то комнату. Мгм. Заводя в эту комнату, меня наклонили головой вниз снова. Они меня оставили на какое-то время, но я понимал, что при мне один или двое оставили. Мгм. Потом вернулись сотрудники ФСБ. Ну, я сидел все это время на стуле. Ve yani sizin gözlerinizni açmaydılar doğru ya ne bu çuval başınızda da. Все это время у меня был мешок на голове, до сих пор ничего не открываю. Ve Nariman Bey mına biraz demek tezleştirsek bu yüz bergen hadiseni çünkü ne yazık ki uzun böyle vaktimiz yok. Men esas bir kaçda sualdı bu mesele etrafında vermege isteyim. Mına sizge artık işkenceler yapılmağa başlagаны vakit. Ne talap ettiler, ne istediler ve ne için bu işkenceler yapıldı ve nasıl şekilde yapıldı? Mına bu meselede biraz tafsatlıca toxtacak olsak mına ne talap ettiler, işkenceler yapar eken de yani ne için ne talapnen yaptılar? Хорошо. Буду говорить коротко, пропуская много. Когда они вернулись, с меня сняли мешок с головы. Я обратил внимание, что вокруг меня реально дверь была низкой. Передо мной был стол метра полтора. И за ним сидел человек. Здоровое телосложение, весь был в черном и в маске. Справа был тоже человек в маске. И они, и сзади были люди. Они сказали то, что мне нужно сесть за аппарат, полиграф и ответить на их вопросы. На что я сказал, задавайте, мне скрывать нечего, я вам скажу и так. Полиграфу я не доверяю. То, что у меня волнение зашкаливало. Они сказали, у тебя есть 30 минут, у тебя есть время подумать, мы вернемся. Но до потери пульса ты сядешь за этот аппарат, моего или твоего, потеря пульса. И они ушли. Когда они вернулись, примерно через полчаса, он мне задал вопрос, готов ты сесть за аппарат? На что я ему ответил, я гражданин, находясь все это время, меня, когда они ушли, одели снова мешок, и он вернулся и спросил, готов я сесть за этот аппарат, полиграф? Я ответил, я гражданин России, и я имею право отказаться от этого полиграфа. На что они мне ответили, то, что твоих прав здесь никаких нет прав. И с этого момента человек, я не знаю, он уже был здесь или не был, но или только зашел, он подошел ко мне и громко, таким басами, он мне подошел и начал мне говорить, тебя как зовут? Я говорю, Нариман, меня зовут Максим, ты знаешь, кто я? Я ему ответил, нет. Он говорит, я тот, кто развязывает языки. Я тот, кто за кем государство. Я тот, кто машина. Я тот, кто давлю таких, как ты. Я приехал сюда, в Крым, таких, как ты, уничтожать, давить.
и таким методом, но там еще маты были, я это все говорить не буду. Да. Он именно меня давил морально. Потом он мне дал ребятам указания, то, что меня не скотчем обмотали, подняли, стул развернули спинкой у груди, руки опустили, намотали меня полностью скотчем. Это мотал Максим, потому что он, когда мотал, он меня оскорблял и так далее. Обмотал мои ноги, подняли они мешковину эту вот на уровне глаз, вот так вот, и обмотали это тоже. И потом я понимаю, что они вот туда что-то под уши засовывали. Засунули как тряпки какие-то. После этого засовывали провода. Я понял, что это провода, и сейчас будут меня бить током. И он мне сказал, задал вопрос, что ты не передумал? На что я ответил, давайте мне адвокат. Я требую адвоката, и они начали меня бить током. Первый удар был на самом деле очень болючий и сложный. Для меня он, я не знаю, меня сводило зубы, но с мозгами что-то происходило, не объяснить. Я на тот момент думал, что я оттуда уже не выйду. Но я в мыслях прокручивал, что я продержусь. Я после первого удара ни слова не пикнул, я держался. Я в себе говорил, я буду держаться. И я держался. После этого пронесся второй удар. Они были длительные, они не то, что вот ударил, а я отпустил. Я тоже продержался. Но тут я не знаю, что произошло, но тут третий был удар такой, что не... Этот третий удар меня просто снес. Я не знаю, я ощущал себя овощем в тот момент. Я после третьего удара этого, после третьего удара я прокричал. Я готов сесть за аппарат, я все говорю, я готов. На что мне Максим этот крикнул и сказал: я буду решать, когда теперь ты сядешь за этот аппарат. И наносил удары, продолжал эти удары наносить. После этих 4 сильных ударов и предыдущих 2 слабых, и я сказал: все, я возьму смерть даже Сталина или кого-то такого, я что-то сказал им, они нас посмеялись над этим и сказали: ты готов сесть за аппарат? Я говорю: да, я готов, мне все равно. А до этого человек, который меня допрашивал, весь в черном телосложении, он мне говорил, что они против насилия. Я говорю: где тот человек, который в черном? Он говорит: я здесь. Я ему говорю: вы же мне сказали, что вы против насилия. Он мне ответил, что я также сказал, что ты сядешь за этот аппарат. Извините, мне нелегко это рассказывать. Мен аңлайм, о себептен мен аңлайм, Нариман Бей, о себептен мен келіңіз бер ойлауса қысқартайық бұл әдиселерін, чүнки dinlemege bularını hakikatinde ağır emde. Хорошо, они посадили меня за этот аппарат, задали мне вопросы. Я ответил на их все эти вопросы, которые они задавали. До аппарата они меня заставили расписаться на некоторых бумагах. Я не знаю, что за бумаги, но мне, поверьте, было все равно, что это за бумаги. Я бы сознанная все, Нариман Бей. Потом я сел за аппарат и, отвечая на их вопросы, я ответил на их все вопросы, их интересующие. После этого меня отстегнули от этого аппарата полиграфа
и дали ручку и сказали пиши. И я писал там то, что я не имею что-то против, я особо не помню, там несколько бумаг было. После этого они еще написали на листке бумаги у себя сами. Вот этот сотрудник ФСБ в черном написал и сказал мне зачитать. Я зачитал несколько раз, и он говорит, запомнил? Я говорю, нет. После этого он поднял этот лист и снимал меня на телефон, и я зачитывал. А он это снимал на свой телефон, и я вот так зачитывал, и вот так бегали мои глаза, как я зачитывал все это туда. Ну там говорилось того, что я против них ничего не имею, и против ФСБ ничего не имею, и то, что там против меня никаких, то есть они меня не трогали. И они сказали, то, что теперь там твои родственники навели шума, дошло до СМИ. Если ты расскажешь то, что произошло здесь в пытках, мы через своих татар твоему народу покажем твою бумажку, то, что ты написал, что ты сотрудничаешь с нами, и ты упадешь в глазах их, а в следующем моменте ты пропадешь неофициально. А методы наши тебе знакомы. И нужно будет тебе, когда ты вернешься домой, тебе нужно будет сказать то. И они мне сказали, якобы они меня подозревали в теракте. Но оказалось, мы проверили, на самом деле ты сказал правду, ни в чем ты не виноват. И ты это скажешь, что ты ни в чем не виноват, и мы тебя отпустили. Вот это мне нужно было сказать. Но я решил не молчать. Я мына Нариман Бей, қайдан өзіңізде күш таптыңыз, бұларны бұл қадар ашықламаға? Ақатенде чоқ жесарет сайбы олмасы керек, бұларны бұл қадар айтмаға, мына қайдан таптыңыз бұл жесаретін өзіңізде? Если мы вернемся в 2014 год, когда мы перешли в Россию, у меня был обыск. У меня после этого было преследование. После этих обысков и преследования ничего не нашли, но мне угрожали, и начальник ФСБ после обыска меня привезли в Симферополь. До 7 часов вечера меня держали там. Меня там мучили морально, наручники сжимали. До такой степени у меня кровь шла. Не пускали в туалет, с рук шла кровь, и руки онемели. Я не чувствовал их, и они были синими. Я хотел в туалет, я думал, под себя скажу сейчас. Они меня не пускали в туалет, не давали прочесть намаз. Ничего не давали мне, воды не дали пить. И они меня морально там уничтожали. Я это все помню. Когда перед чем отпустить, начальнику ФСБ завели, и он мне сказал, я клянусь, что ты сгниешь в тюрьме, я тебе даю слово. Моя воля, я таких, как ты, перерезал. Я ему ответил, если будет на то воля Всевышнего, оно так и будет. После этого были давка с их стороны, приезды, звонки, типа начальник на вас зуб точит, лучше мы видим, ты хороший парень, давай дружи, давай с нами сотрудничать, мы тебе обеспечим крышей, у тебя будет зеленый коридор. Но я отказывался. После этого был опять в 2016 году обыск, опять. Ничего не нашли, и перед их отъездом, но меня тогда не забрали, перед их отъездом они мне сказали, это будет продолжаться до того момента, пока ты не приедешь к нам и с нашим начальством, то есть ФСБ, не поговоришь, то есть о сотрудничестве. И это происходило. И опять за мной была слежка. И эту слежку я видел. И они меня подрезали и угрожали. 1,5 года назад приехали в Старый Крым, когда я уже переехал в 17-й год в Старый Крым, они приехали сюда и хотели, чтобы
также предлагали, ну, узнавали о Украине, зачем я туда выезжал. Я рассказал всю правду. Они хотели на полиграф посадить снова меня. Я отказался. Ну, Е. и я что хочу сказать, и вот сейчас они пришли и заставили меня. Тогда они показали свои зубы и сказали: жди и не меняй номер телефона, потому что... А я ему ответил: я с 14 года не меняю номер телефона, я вас не боюсь. Мне все равно, я сказал. Мне не страшно. Но я не ожидал, что они такие бессовестные. То, что они свои законы переступают до такой степени, что меня привезли в какой-то подвал и били током, это не объяснить. Мгм. Нариман Бей, я мына И шым- я что хочу сказать, извините, что я картину понимаю. Они все время предлагали дружбу. Хотели, чтобы я сотрудничал с ними. Хотели, чтобы я им давал информацию. Хотели, чтобы я им все сливал. А сливал что? Что они мне скажут. Что они скажут. И я буду говорить, как скрытый свидетель где-то, как еще кто-то. Чтобы я был для них полезен. Им такие люди нужны. И они меня хотят сломать. Но я сказал, когда они 1,5 года назад приехали, я сказал, я до этого времени не оповещал о том, что происходило. С этого момента я буду оповещать обо всем. С вашей стороны, в мою сторону, я буду оповещать обо всем. Это я стал сотрудником ФСБ. Теперь я еще больше скажу, то, что я не говорил до этого. Я 3 могу опознать. Я знаю, я сейчас говорю это, и я могу завтра исчезнуть. Но я могу сказать открыто, я 3 могу опознать. Опознать того человека, который приезжал 1,5 года назад. Это был 2 фэшника и 1 был психолог. Вот этот психолог сидел у меня в подвале, хоть он и был в маске, я его узнал. Я его могу опознать также в маске, я его узнаю. Я могу опознать человека, который был, я как понимаю, главный, весь черным, который давал указания в подвале. Я его могу опознать, я его могу по голосу опознать. У него голос хорошо поставлен. И я могу опознать того человека, который, я, насколько понимаю, я его увидел до этого, я его видел у себя здесь в доме по этому же адресу, где был сейчас обыск. И я его видел там в подвале, когда у меня был этот. Он меня везде, как собака сидела, которая охраняла меня. Я их запомнил. Я могу в любой момент, если я их увижу, я скажу, кто вы. И я не боюсь, я говорю этого. Хотя я знаю, за этим может последовать меня. Я могу исчезнуть, как они мне и обещали. Но я молчать не буду. Они многих наших ребят запугали. Некоторые ребята с скрытыми свидетелями до сих пор работают. Ни в чем не виновных братья сидят, которые. Потому что они говорят то, что нужно ФСБ. Они боятся говорить. Многие до сих пор сидят, тишину ловят, но не говорят об этом. Балат, выходите и говорите. Их нужно остановить. Мое мнение, их нужно остановить сейчас. Вчера их нужно было остановить даже. Нариман, Но когда я сказал Максиму, то, что ты сказал, я машина, и этот аппарат развязывает языки, он ошибается. Этот аппарат не развязывает языки. Этот аппарат заставляет мой язык говорить то, что интересно сотрудникам ФСБ. Я был готов взять любого, смерть, взрыв и так далее, взять на себя и сесть в тюрьму хоть на 20, хоть на 30 лет. Понимаете, ситуация вот такая. Если бы меня мирно бы привезли, а меня привезли в подвал, и я не думаю, что оттуда выйду. Ve Naриман Bey, son olarak 2 dakikamız var. Ne yazık ki növbetteki işte misafirlerle de bağlanacakmız. Mına sizge yapılgan bu gibi hareketlerden sonra artık advokat tarafından bir şikayet yapmak düşünüyorsunuz mu? Ya da bilmeyeyim, belki de fikirler kergenidir. Endi başka yerge geçmege, işte hıtaga bilmeyeyim ya da başka bölgege mına advokatlar tarafından, akkorçalaycılık tarafından bunu bir yerlerge bir şikayet etmege planlaştırasınız mı? 2 dakikamız var, buyurunuz. Ситуация такая. По моему уезду с Крыма я не собираюсь уезжать. Я буду правду отстаивать здесь. Я понимаю, что это угроза для моей жизни, но я никуда не уеду. Пускай даже моя смерть, если это будет,
и это будет только если это суждено. Но пускай увидит все население, насколько они бессовестны. Это раз. Я отсюда не уеду. Второе. Я написал заявление в военно-следственный комитет Черноморского флота. На них. У меня есть адвокат. Я буду это распространять, насколько возможно, массово буду распространять, вплоть даже идти, вот так своим словом, соседу рассказывать, незнакомцу рассказывать, через вас буду рассказывать, через солидарность, любыми способами я это буду рассказывать, я не буду молчать. Если они решили меня запугать, и вот этими моей сотрудничеством, и вот этим, то, что меня выкрадут, они сделали ошибку. Им нужно было меня просто убить, чтобы я не рассказывал. Но я буду рассказывать. Я не буду останавливаться. Я максимально буду рассказывать. Çok sağ olunuz Нариман Бей. Bizle bağlanıp canlı yayında bu sizlerge karşı yapılgan baskılar hakkında tarif etkeniz için ve bu gibi pozitsiyalarda turup bizlerge ve halkımızga, dünyaya sizge karşı yapılgan şeyini korkmadan cesaretli şekilde anlatkanız için. Çok sağ olunuz. Самое главное, я еще хотел сказать. На самом деле, вот живешь спокойной жизнью. Меня многие люди знают. Очень многие люди знают. Это подтверждается тем, что меня вот то, что происходит, меня столько люди поддерживают. Даже незнакомые приходят. Столько знакомых звонят. Не только мусульмане звонят. Не только мусульмане звонят. Звонят многие, я сейчас всех не вспомню, очень многие звонят и говорят, как они могли так с тобой. Они, И онлайн. поддерживают меня. И вот я вам скажу, 14-й год, чтобы был примером, чтобы вы понимали, что за человек. Я родился в Ленинском районе, село Каменки. Меня, когда был в 2014 году обыск, в 2014 году, 10 сентября, там население татар очень маленькое. Когда меня вывели в наручниках и собирались увозить, население Каменки стояло православное, русские стояли. И кричали ОМОНовцам, ФСБшникам, будьте вы прокляты, вы знаете, кого забираете. Вот так отстаивали они меня. Они знают, это те люди, с которыми я вырос у них на глазах. Они знают меня с детства. Çok sağ olun, кто меня поддерживает. Şüphesiz vazifemiz. Allah razı olsun hepsine. Siz çok sağ olunuz Нариман Бей. Yayınımızga çıkıp bularını aydınlatkanınız ve aytkanınız için Allah sağlığınızı bersin. Ve nevbetteki yayınlarımızda da inşallah görüşkence. Çok sağ olunuz. Нариман Аметов bizle canlı bağdaydı sevgili arkadaşlar. Eski Kırım vatandaşımız geçenlere işgal edilgen Kırım'da işgalciler tarafından işkenceye uğragan vatandaşımız tafsiyatlıca ona karşı yapılganlarını ve bu yapılganlar neticesinde o artık o'zini nasıl alıp baracağı hakkında tavsiyatlarını tarif etti ve bütün bu vakit devamında Kurultay delegesi ve Milli Hareket iştirakçımız Edem Dudakov dinledi. Нариман Бей Аметов'nun aytkanlarını canlı bağda bizle şimdi ve o'zining fikirlerini, tesuratlarını da paylaşmağa hazır. Edem ağa, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Selam aleyküm. Нариман аға, мына bağışlanыз, Edem ağa, şimdi Нариман ağanın aytkanlarını da siz de dinlediniz bizle beraber yayınımızın aman en başından. Ne aytarsınız, ne düşünüyorsunuz bu aytılganlı, yukarıda aytılganlar ile bağlı? İşte oldu geldi oluyor diye. Onlar bir cinayi iş açsalar bunu doldurmak gerekir. Ne kadar çok adam tapsalar o kadar yaxşı. Onun için kıynap, korkutup bu cedveli ceza alacak cedveli çok edecekler. Kıdıracaklar. Evet de Nariman korkmadı onlardan. Onun için Bekim onu çekmedi. Ama içinde bu denirleri korkan adamlar da var. Onun için ya stukaçundan yapaylar ya da
bu gizli şart etip yaparlar. Öyle şeyler yapmaya mümkündür. Onun için ne etmeli? Aslında bu her gün, her hafta olacak şeyler. Bunu her gün işlediğimiz adamları kınaylar. Ve böylesem mahkemelerde bana bu gizli şartlar çoksu böyle alıp giden, kıynalgan ve mecburi olan adamlar da çok içinde. Evet de bu onları aklamay bu şey. Ama göremiz, internette dolu. Onlar Rusya'da ne yapkanlarını. Bunda evet de bu bizim milletke karşı da beter kuduruydur. Aslı acımaya bir imkan da vermiyorlar birbirlerine. Bekim anda en böyle nasıl diyeyim teröristler, uzları terörist. Bu adamlar terörist gibi çalışıyorlar. Onun için ne etmeyi mümkün? Evet de korkutuyorlar adamları. Yazık olsun ama halkımız da anlamak gerek. Eğer bir kere taysan son sene er vakit böyle şeylerge çekecekler. Milletine karşı çalışmaya. Markurtları nasıl etip yapar der. Adamları ezip son çıkaran piyazlar kendilerine çekerler. Bana böyle şeylerden korkmak gerekler çünkü halkımız korkmak gerek. Çünkü cevap verecek yerimiz var. Hepsimiz bu dünyada misafirimiz. Yazık. Evet de milletimizi kıraylar. Buna pek yazık. Gençlerimizni qaraylar, daha çok görgenimizge көрemін şimdi. Nariman Ametov 33 yaşındaki vatandaşımızga karşı yapılganların dinlegenimiz vaqt asılda aytmaga bir dinlemege bile ağır bularını men tasavvur etem aytmagan ne kadar ağır olganını Nariman Bey'nin ve fakat bularını aşikar etkenin bu vaqt indi cesaretke sahip olmak demektir ve aytkanı bugün bütün dünya eşitkendir. Kırımda işgal etilgen Kırımda yapılganlarını. Ya edemağa mına Nariman Ağa Celal'nın davasına sizin fikrinizce daha da digerlerinin celp etilmesi bu nenin göstergecidir? Ne için şimdi Rus sözde hukuk qarşılayıcı organları demek bu davaga daha da digerlerini celp etmeye tırışalar ki Nariman Bey Ametov'dan gayrı da Kurtumir Çalgozov'nu da celp etkenidiler ve bugün yayınımın başında Nikolay Polozov'un aytkanına göre daha 3. kişiye de karşı işkenceler yapılgan ama o sakınganı sebebinden o'zining adını ve belgiletmey, yani vaziyetini aşikar etmey ama endi 3 kişiye karşı bu gibi baskılar yapılganını bilemiz. Nege yani celp etildi daha fazla kişiler davaga? Düşman kazanıyorlar. Kıraylar. Böyle aytayım da cinayi işi böyle cinayetçilerinin dolduruyorlar. Ne kadar çok olsa o kadar yakın. O iki taraftan da faydalı olur için. Birinciden halkımızı yok ediyorlar. İkinciden, ben bilirsem halkımızı yok etkeni tepeden var ruhsat aldılar. İkinciden kendini bu yıldızları hoşaylar. Ne kadar büyük teşkilat olsa, ne kadar çok adam çıksalar, onlarda öyle bir işte zvanya veriyorlar, orderler veriyorlar, para veriyorlar, kvartiralar veriyorlar. Çünkü bu FSB'den çok kazangan insanlar yok. Generalları hepsi bana tutaylar birbirinden adı. Hepsi milyarder. Kanda milyarder oluyorlar. Bana böyle adamları tek siyaset taraftan değil. Business taraftan da kıynap ne kadar paralarını çekip alıyorlar. Onun için öyle bir struktura. 37-38 seneleri ÇK, VÇK, NKVD, KGB, FSB bir türlü farkı yok. Geniş adamlar. O adamların balları çalışıyor. Onun için yapan işleri de bu. Evvelden dedelerimizi de böyle kıynap oldurdu. Alakat faciasında dedelerimizi gördük biz. Bunları da böyle kıynap bana
Ukrayna'da şimdi o cinayi işlerin bütün sıfırlanı malumatları çıktı. Evet. Onun için ne edeceğim? Hepsi görünür. Aslı bir şey değişmedi. Bir metotları belki değişkendir ama ne kadar bana şimdi ne kadar videolar çıktı. Adamları nasıl hapishanelerde kıynaylar. Nasıl ulardan stukaç yapaylar. Bana bu bir türlü yanılık yok. Ya mına demağaşımda biz Nariman Ağametovнен laf ettik. Bularının yapısını gösterdik. Demek işgal etilgen Kırım'da yüz bergenlerini ve ilahire ve bilesin şimdi ATR telekanalının kene probleması mevcut ve bu gece büyük ihtimal Sputnik'ten biz endi sonduruluyuz ve Kırım'dan aman bağımız kesile sadece internet platforması kala ve Ukrayna hükümeti deyip ki işte ATR bu şahsi telekanal, kommersiyon telekanal ve zaten bugünkü yayınımızını bile bakacak olsak ATR telekanalının kommersiyayla hiçbir bağı olmağını aşikar şekilde görmege mümkündür. Çünkü bizim esas vazifemiz Kırım'da yapılganlarını anlatmak ve göstermek Ukrayna'ga, Kırım'a ve dünyaya. Ama herhalde devlet tarafından bizge ayrılgan bütçe blok eteler şimdi hükümette ne yazık ki kendi ve bu sebepten işte borçlarını төлep olamağını için ATR Sputnik hizmeti için bu gece kapanabilir, sondurulabilir. Ama YouTube'da çalışacağımız bu elbette ki ayrı bir mesele ama kendi de Sputnik'ten sondurulmak bu Kırım'da aman bağının sondurulması manasına geliyor. Ne düşünüyorsunuz bu mesele etrafında? Nasıl sizge görünüyor bu vaziyet ve nasıl bir tehlikelerini hem Kırım için hem Ukrayna hem dünya için taşımakta? Bakınız, ben reis olganda, çalışganda ATR'ge para biz böyle ayırırdık. Mesela için ATR'den bir kontrakt yapamız. Televizyon, ana telimizi çıkarmak, sinema çıkarmak, multfilmler çıkarmak, bu şeyleri yapamız. Ve o vakitlerde para vermeye mümkün idi. Çünkü bu bir zakaz olarak hükümet sizge ATR'ge veri bir zakaz. Bu şeyler yapmak için. Ben bilmiyorum şimdi nasıl kanun değişti sizde orada. Niçin bu hıyın? Ama aytmaya isteyeyim. 3 tane deputatımız var. Biz buna kullanıyız. Bir tane 2 tane nazır muavinlerimiz var. Aslında bu yolları tapmak gerek. Ben bilesem bu tapılacak yollar. Hıyın bir şey görmeyeyim onda. Devlet olmaz. Devlet zakası versin. Bu ana tilde sohbet etmek, ana tilde televizyon yayınları yapmak. Ben bilesem bu bir türlü probleminde olmaması gerek. Şaşayım. Ne o kadar dikişti kanunda da. Çünkü ona para verip ayrıp olmayacak. Ama bizim seçicilerimize de aytmayız. Bana bu uç deputatımıza. Eğer siz Kırım'ın bağını coysanız ben bilmeyeyim halk iştir mi sizi? Çünkü internette bu yaşlar çok faydalanıyorlar internet vasıtasından. Halkımız ve çok aileleri bileyim ATR sabah koyuyorlar, akşam sonduruyorlar. Öyle için bilmeyeyim bir şeyleri düşünmek gerektirler. Belki de kısmından çok şeyge haberimiz yok ama bana kalsa ayıp şeyler olup kalıyor. Çok sağ olun Sedem Ağa. Bu sözleriniz için, bizni destek ettiğiniz için biz çok umut edemiz ki bu gibi Sputniksiz müddet çok devam etmez ve yukarıda etip geçkeniz liderlerimizin de dahilliginin bu mesele tezden çözülür. Teşekkürler Demağa yayınımızga bağlanıp kıymetli fikirlerinizle paylaşkanız ve suallerimizge cevap vergeniz için çok sağ olunuz. Millet iştirakçımız Kurultay delegesi Edem Dudakov bizle canlı bağda edi. Sevgili arkadaşlar, men size yazık ki bu bölükünü yekunlemek mecburiyetindeyim. Fakat siz ATR telekanalının ekranlar başında ayrılmanız, aman
artık 4 dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması devam etti. Ukrayn tilinde bizim muhbirlerimiz sizlerge son ve en aktual haberlerini tarif edecektir. Sonra biz bu studiyaga qaytıp yayınımızga teşrif buyuracak musafirlerinin Ukrayn informasyon vasıtalarında alıp geçken hadiselerini ve Rusiyanın büyük çarptı savaş başlatması ihtimalini laf edecekmiz. ATR olunuz görüşkence. Kırım Tatarım, bu büyük bir gururumdur. Kırım Tatarım, katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım Tatarım, ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, erşege karşı turdun. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım. Kırım Tatarım, yüreğim kuneştir. Bulut örtse bile sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem o günümüzde. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım Tatardır milletim. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Викрили з власної домівки, катували струмом та принижували. Наріман Аметов розповів про тортури, яких зазнав від окупантів. Минулої п'ятниці його викрили з власної оселі у Старому Криму з мішком на голові та привезли до якогось міста. Каже, ймовірно, до Сімферополя. ФСБівці провели його в якийсь підвал і повідомили, що підозрюють у диверсії на газопроводі та запропонували пройти перевірку на детекторі брехні. Я сказал, я расскажу вам все. Но за аппарат полиграфа я не сяду. По той причине, я не доверяю этому аппарату. Я это им сказал. У меня в данный момент, я переживаю. Я боюсь. От них идет давление. Матом. Разным методом. И я боюсь этого. Что они в чем-то могут меня обвинить, с чего я не совершал. Он мне сказал на это, что до потери пульса моего или его я сяду за аппарат этот.
За півгодини у нього запитали, чи не змінив він своє рішення. Коли Наріман відповів, що не довіряє цьому апарату, до нього підійшов один зі співробітників, який був у приміщенні. Он подошел ко мне и громко, басами, такими голосом и говорит: «Тебя как зовут?» Я ответил ему: «Нариман». На что он мне ответил: «Меня зовут Максим». И на что он сказал: «Ты знаешь, кто я?» И я ему сказал: «Нет». Но я боюсь, я понимаю, я нахожусь в мешке, и что сейчас будет происходить, я не понимаю, откуда он может прилететь. Я не ожидал пыток просто. А он мне отвечает: «Я, говорит, тот, кто развязывает языки. Я машина, говорит. Я, говорит, государство. Я приехал в Крым, говорит, давить таких, как ты, говорит». Я говорю: это неправильно, я ничего не совершал. Он сказал: «Я сделаю все, ты все расскажешь, и мне за это ничего не будет». Но это все было матами, с оскорблением личности, но я этого говорить не буду. Коли Наріман попросив адвоката, його схопили ФСБівці та посадили на стілець. Ноги скотчем примотали до ніжок стільця, а тіло до спинки. Голову так само обмотали скотчем, не знімаючи мішок, а до вух підключили електричні дроти і пустили струм. Он был болючий. С моими мозгами что-то происходило. Ну, я протерпел. Он был секунды 2-3, я не знаю. Он был такой протяжной. Я протерпел, ни слова не пикнул. Я в себе прокрутил: я буду держаться, сказал. Но я понимал, я так долго не продержусь, смотря сколько они будут бить. Следом пришел второй удар. Я тоже продержался. Но тут, я не знаю, у них, может, этот аппарат меняет, видать, усиливает, есть, они, может, регулировка. Я получил третий удар такой, который я не могу объяснить, что со мной происходило. У меня мозги в тот момент поплыли. Я не контролировал ничего. Я ничего не контролировал. Но после этого удара я прокричал: все, я сяду за аппарат. Ну, на что Максим мне ответил: теперь я буду решать, когда ты сядешь. И продолжал наносить удары. Таких сильних ударів було 4, каже Наріман. На прохання припинити кати ніяк не реагували і дали ще 2 заряди. Они остановили. И я сразу прокричал: все, я возьму все на себя, все, что вы пожелаете, даже смерть Сталина. Вроде бы я так сказал, я не помню. Это потому что у меня были мозги, я то состояние не могу передать, что со мной происходило. З Нарімана зрізали намотаний скотч та посадили за стіл і дали йому підписати якісь папери. За словами Нарімана, це були документи, де було сказано, що він не має претензій до силовиків, про визнання злочинів та про співробітництво. Після того, як він трохи заспокоївся, його підключили до поліграфа. Їх цікавили питання відносин Аметова з українськими органами влади та спецслужбами, його ставлення до терористичних організацій. Це тривало протягом 1,5 години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. И сказал: прочти это.
Я прочел несколько раз. После этого он спросил, запомнил ли я это. Я сказал нет. И он говорит, я тогда держу этот лист и снимаю на телефон. И ты читаешь с листа то, что там написано. Там было написано, дословно не помню, я был в шоке, но там было написано. Я не имею претензий к сотрудникам ФСБ. И они надо мной никаких опытов и не били меня, не проводилось ничего такого. Наріману сказали, що поліграф показав його невинуватість. Они мне сказали, если я расскажу о пытках, то, что происходило здесь, в подвале, они под давлением, у них есть бумага, где я написал о сотрудничестве с ними. И мы покажем это Крыму, мы покажем это крымскому народу, если ты расскажешь вот то, что здесь произошло. Через своих, говорит, татар, крымскому народу, и сделаем тебя предателем. И в тебе разочаруются. После этого, через определенное время, ты пропадешь неофициально. А наши методы тебе знакомы. Я сказал, хорошо, я говорить не буду. Но они сделали ошибку. Они бы лучше бы убили меня. Потому что я буду рассказывать все, что происходит. Згодом Нарімана вивели з того підвалу, посадивши з мішком на голові до тієї ж автівки, та везли близько 1,5 години. Неподалік Старого Криму, де живе Наріман, його виштовхнули з машини та поїхали геть. Уперше оселю Нарімана Аметова обшукали у вересні 2014 року. Того дня його забрали в управління окупаційного ФСБ, змушуючи дати потрібні свідчення. В разі відмови обіцяли залишити його дослівно гнити у в'язниці. Пізніше неодноразово силовики намагалися схилити його до співпраці, погрозами вимагаючи виступити в ролі перехованого свідка. Штраф у 4 тисячі рублів залишили чинним. Окупаційний Верховний суд Криму залишив без змін покарання адвоката Едема Сімідляєва, якого звинуватили у непокорі окупаційним поліціянтам. За словами Сімідляєва, окупаційні судді проігнорували усі зауваження. Суд поправил нас в этом, указав на то, что якобы требования раздеться догола не было, но было требование предоставить на осмотр нижнее белье. Поэтому, как кто понимает, я, например, понимаю, что это надо было раздеться догола, отдать всю свою одежду ему, и пока он что-то будет искать на моем теле. С его слов, какие-то запрещенные надписи, либо рисунки. Едем Сімідляєв оскаржуватиме і це рішення окупаційного суду. Роздягтися догола адвоката змушував горизвісний співробітник Центру протидії екстремізму Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців. Та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. Сімідляєв переконаний, що і його переслідування не має нічого спільного з законом. Я считаю, это мое мнение, что это была какая-то личная неприязнь, потому что нормами закона они не апеллировали, и основания, по которым составлены были протоколы, постоянно она менялась. То мне вменяли, что я веду аудиозапись, то вменяли, что я веду видеозапись, потом говорили, что я и то делал. Во время раздевания, так называемого, он тоже на ходу придумывал, для чего это ему надо.
для обнаружения объекта преступления, ну, телефон, на который я якобы снимал, либо записывал, он был на столе, и для этого не надо было осматривать мое нижнее белье, если он хотел осмотреть именно объект преступления. Рішенням окупаційного суду Сімферополя Едем Сімідляєв відбув 12 діб в ізоляторі тимчасового тримання за непокору вимогам окупантів. Позитивна динаміка зберігається. На материковій частині України виявили трохи більше 6 тисяч хворих на ковід. Одужали утричі більше. Ще 349 українців померли від ковідних ускладнень. За даними Міністерства охорони здоров'я, перший пацієнт з підтвердженим штамом Омікрон уже одужав. Він вакцинований і швидко подолав хворобу. В МОЗі наголошують, що Омікрон не має незвичних симптомів, але здатен швидше розповсюджуватись. Фактом залишається те, що у боротьбі з пандемією COVID-19 вирішальною залишається саме вакцинація. Щодо випадку Омікрону, виявленого в Україні, завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест. Саме тому закликаю вакцинуватись, адже це єдиний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті. В МОЗі закликають не зволікати зі щепленням від ковіду, оскільки саме коронавірус забирає життя та створює тяжкі наслідки для здоров'я. Натомість вакцинація дозволяє створити безпечний імунітет. Уже більше 13 мільйонів українців отримали обидві дози вакцини та є цілком вакцинованими. Вакцинація – це керований спосіб сформувати імунітет до коронавірусу без ризиків для здоров'я. Дослідження свідчать, що у третини з тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу. Водночас, повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла. Окрім того, люди, які перенесли COVID-19 та потім вакцинувались, майже у 2,5 рази мають нижчий ризик захворіти на COVID-19, ніж ті, хто перехворів, але не отримав щеплення. За повідомленням МОЗу, Україна має домовленості на постачання ще 42 мільйонів доз вакцини у прийдешньому році. Йдеться про 25 мільйонів вакцини Pfizer, 6,5 мільйонів доз вакцини CoronaVac та 10 мільйонів доз по механізму COVAX. Тобто в нас уже гарантовані надходження, щоб 70% дорослого населення країни мали повноцінну ревакцинацію 2 дозами. Ялинки встановили, але заборонили туди ходити. В окупованому Криму заборонили масові новорічні гуляння навіть на відкритому повітрі. Крім того, у дитячих садках, школах та спортивних гуртках дозволили святкові ранки лише без батьків. Дитячі святкування дозволили проводити в закритих приміщеннях театрів, цирків, концертних залах, кінотеатрах і сільських клубах. При цьому, за сумнівними підрахунками окупаційної влади Криму, захворюваність на ковід продовжує спадати. Напередодні там виявили 262 нові випадки COVID-19. 29 людей не змогли подолати цю хворобу. Ходили на референдум, а отримали усі кола пекла. Жителі Фороса, які минулого року записали колективне відеозвернення до російського президента Владимира Путіна, нині звертаються до його окупаційної маріонетки Сергія Аксьонова. 150 людей вже 8-й рік доводять право власності на 2 земельні масиви, які вони отримали ще до окупації Криму. У 2013 році власники кількох десятків ділянок почали оформлювати документи. Дехто встиг отримати державні акти. Але після окупації, кажуть, потрапили в бюрократичне пекло. Та й тим, хто встиг отримати документи, забороняють будівництво на власних ділянках. Тепер люди жаліються, мовляв, ходили на усі вибори, але окупаційна влада їх проблеми ігнорує. Підозрюють, що ділянки на південному узбережжі вже хтось пригледів для себе і хоче забрати землю у законних власників. Мы устали уже. 8-й год начинает идти, ничего не меняется, с нами на диалог не идут, все застопорилось и путь решения с нами не найден. Мы требуем, чтобы это все уже в конце концов закончилось, чтобы мы смогли завершить, оформить свои земельные участки, потому что по закону мы не потеряли это право.
собственники, которые имеют здесь право собственности, хотят тоже строиться и жить на своей земле. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқаға телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Сен де келмедің. Тек айлар де келде, yıllar да кечкен. Қарт фақыр бабайым, ачлықтан өлген. Сен де қартанайым, 60-та екен, біздерге көз тіккен. Сен де келмедің. Артық урве сербест олғанымыз вақыт, епіміз іш көріп, çalışқаны вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт. Eskisін söylegen, sen de gelmedin. Eşitesiniz mi? Meni unuttınız mı? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening Qrimim. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaydıp kelgen son, başta Baku
шээринде нешретилген Хаят адлы газетада муарир олып чалышты. Соңра Карасу базар шээринде Абдурашид Медиев иле бераберликте Ветан Хадимы намында газета чыгардылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Кырымга авдет олган сон 1913 сенесинден башлап Кадими Бакчасарайда Исмаил Газпралы тарафындан чыгарылган Терджиман газетасында чалышы башлады. Исмаил Газпралы 1914 сенесі вефат еткен. Соңра Асан Сабри Айвазов Терджиманның баш муарири oldu. Соңра о Ахмеджит шээринде Миллет деп адландырылган газета нешр етті ве айны заманда Кырым Милли Курултай рейси вазифесинде булунду. Асан Сабри Айвазов публицист олмақ иле бераберликте эм язычы, эм драматург, эмде ажайып эдеби терджиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден бу алға қалдық, кебі беди эсерлер иле бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Ленгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Кырым татар тилине терджиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади умыр фаалияты гайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафындан репрессияға уғрап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вахшиже өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізде соқыныз. Ана лисаныңызға терджимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур исе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарыр. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олыр исе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Салям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Вы можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также можете звонить по скайпу. atr.tv это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку на экраны периодически выводят режиссеры. Вот сейчас можете пройти по этой ссылке, которую видите, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии Богдан Бондаренко, політичний експерт, медіатор Національної асоціації медіаторів України. Пане Богдане, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый день. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей. Вы знаете, что на протяжении последнего месяца наши западные партнеры, разведка Украины, разведка Европейского Союза, НАТО, Америки предупреждают Украину о возможном дальнейшем вторжении России в Украину. И руководители разведки Британии предупредили в очередной раз министров об очень реальной возможности вторжения России в Украину накануне рождения
Рождества, поскольку дата совпадает с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан. На границе с Украиной сосредоточено до 100 тысяч российских военных. Издание пишет, что Министерство обороны и Министерство иностранных дел отказались комментировать действия, которые Великобритания может предпринять в случае российского вторжения в Украину. Пане Богдане, вообще в целом, как вам видится ситуация с стягиванием российского железа к границам Украины, как с южной, как с восточной, так и с северной частей? Как вам вот те сообщения, которые мы получаем с Запада, от наших западных партнеров, в частности, вот последнее сообщение разведки Великобританії? Ну, насправді, якщо ми почнемо аналізувати всі ці заяви, і наші, і партнерів, і неофіційні заяви, які були опубліковані в серйозних засобах масової інформації, сьогодні Washington Post нас порадував новою новиною, то ми зрозуміємо, по-перше, що більшість цієї інформації суперечлива, ну, взаємосуперечлива між собою. Друга теза пов'язана з тим, що у нас є проблеми з оцінкою виключно цих факторів, тому що сьогодні ми говоримо про те, що як починалося, да? Політико і інші публікують інформацію про те, що стягуються війська російські, це може бути, ну, я маю на увазі період початок листопада, да? Це повідомлення ці. Стягується інформація про нарощення сил, потім наші на рівні РНБО, якщо я не помиляюся, ГУРМО говорять про те, що як такої конкретної загрози ми сьогодні не бачимо. Проходить 10 днів, говорять про те, що ні, загроза все-таки є. Основна комунікація, яка відбувається між країнами, нашими партнерами, Великобританією, Штатами, на будь-якому рівні, де вона все відбувається через призму цієї загрози. Виходить секретар РНБО на днях і каже про те, що да, 92 тисячі за його інформацією росіян скупчені біля наших кордонів, але це не вперше. І сьогодні він не бачить ніякої загрози, вона може виникнути завтра. Відповідно, якщо я тільки частину цих фактів навів... Да, и при этом выходит еще и начальник главного управления разведки Минобороны Украины Буданов и говорит о том, что вполне вероятно, что Россия начнет наступление в январе. А после, помните, он сказал, что без помощи наших западных партнеров Украина не выстоит. От, якщо просто веду до того, що якщо починати аналізувати всі ці речі, то вони стають взаємосуперечливими. В тому то і проблема на сьогодні. Тому що проаналізувати і зрозуміти, що насправді там відбувається, досить складно. Чому? Тому що, в принципі, у нас і не має бути цієї інформації, як ми говоримо про експертів або там журналістів, тому подібного, пов'язано, тому що ця інформація все-таки з обмеженим доступом, пов'язана з даними розвідки, які, до речі, і змінюються ледь не щодня. Та? З іншого боку, ми бачимо, ми зараз обговорюємо ЗМІ, інфоматеріали і обговорюємо офіційні коментарі тих чи інших речників відповідних безпекових відомств західних, наших тощо. А ці тези, вони просто взаємосуперечливі. Британці, вони спочатку з'явилася інформація про те, що може бути надісланий в короткий срок контингент 600 чоловік на територію України, а вчора чи позавчора міністр оборони Сполученого Королівства говорить, та ні, якби не буде такого. І я до чого веду? До того, що масове збільшення цієї інформації, насправді, в ЗМІ за останні 1,5 місяці, вона наштовхує на думку про те, що, до речі, дивіться, ЗМІ абсолютно різних. Українських, російських, американських різних, ті, які можна там відносити до демократів, до республіканців, всі так чи інакше збільшили згадки про цю тему. А фактично, якби виходить в кінці Данілов, який у нас дуже спеціаліст по всім питанням, це правда, виходить і говорить, що, власне, та ні, нічого особливого в цьому немає, все як завжди. Да, ризик є, ризик збільшення цієї ситуації, умовно, завтра є, але якби, ми дивимося це таким чином. Тому, якщо підсумувати, я тут навряд чи щось особливе скажу. Ми знаходимося в стані перманентного військового конфлікту з Російською Федерацією, починаючи з 2014 року. Так. Почалося з анексії Кримського півострова, продовжилося в військових діях в Донецькій і Луганській області. Зараз продовжується, власне, ситуація в окремих районах Донецької і Луганської області, Криму тощо, вже такий триваючий процес. У нас
Є величезна власне територія, якою ми межуємо з Російською Федерацією і з Білорусі відповідно. Ну як ви згадали, знизу Крим, зліва Придністров'я тощо. Чи є ризики того, що це може бути якесь посилення ескалації? Я зараз не використовую термін повномасштабне вторгнення. Так є. Чи ці ризики сьогодні є актуальними? В силу того, що недостатньо цієї інформації, як ми визначили її, і не має у мене бути достатньо. По-друге, в силу взаємосуперечливості цієї інформації, яка кількість якої тотально збільшилася за останні місяці, якоїсь однозначної відповіді вам просто ніхто не дасть. І паралельно все це відбувається на фоні перемовин Байдена і Путіна, на фоні взаємних дзвінків, які, власне, здійснюються з Зеленським, з Шольцем і з Макроном. І як сьогодні, знову-таки, росіяни спілкувалися з тими ж самими Шольцем і Макроном. Тобто, процес якби досить цікавий. Єдине, що я закликаю всі ці речі розглядати, безумовно, з україноцентричної позиції, але, не лише через призму України дивитися на ці відносини, які на сьогоднішньому світі розвиваються. Є багато тем у них для розмови, і Україна, мені видається, одна з тем. Може бути в певному етапі ключова, але не єдина. Олександр Самарський, дипломат, надзвичайний повноважений посол України в Ісламській Республіці Іран у 2010-2014 роках, експерт ГО Центру дослідження Росії. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Да, доброго дня. Да, пан Александр, действительно, в последнее время мы видим такое нагнетение ситуации со стороны различных средств массовой информации, которые, ссылаясь на свои источники в разведывательных структурах, говорят о том, что Россия может начать в ближайшей перспективе очередное военное вторжение в Украину. И только вот недавно британская пресса, ссылаясь на разведывательные данные Британии, сообщила о том, что Россия готовит такое вторжение накануне Рождества и мотивирует тем, что вот якобы эта дата совпадает с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан. Какова вероятность, на ваш взгляд? Я оцениваю вероятность того, что вторжение будет ниже, чем вероятность того, что мы имеем дело с сценарием блефа, как любит делать Путин, взять на понт. Если в двух словах. Если в трех словах, то меня не столько тревожат вот эти вот заявления, которые звучат за рубежом, американской разведки, различных иностранных газет, сколько заявления нашего руководителя военной разведки, ГУР, который сказал в интервью, по-моему, The New York Times, дней 10 назад, что вооруженные силы Украины не имеют возможности защититься от России в случае полномасштабной войны. Давайте даже подумаем, что является большей угрозой. То, что нам рассказывают, что на нас нападут, или что один из высокопоставленных наших военных командиров, который, кстати, перед этим распространил, о чем мы уже с вами говорили в передаче, распространил карту, где предвидится наступление и захват России Киева, что из этого более опасно. А какую это несет опасность? Это несет опасность хаоса в стране, неверия в способность государства страну защитить. Это является элементом информационной психологической операции, которую обычно враг проводит на чужой территории. Понимаете? Я не знаю, какие у кого выводы из киевлян, кто сделал, кто читал и смотрел и вот эти вот новости. Вооруженные силы не смогут сами без Запада. Не будет за нас Запад воевать. Мы знаем. Что делать? Паковать чемоданы, иметь в виду это правительство, это руководство страны. Что? Сигнал должен быть обратный, сигнал должен быть простой. И не надо ничего выдумывать. Враг будет разбит, победа будет за нами. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погиб. Мы делаем все для того, чтобы Украину защитить, враг умоется кровью. Какой идиот военный говорит о том, что мы не способны обороняться, наша армия? Ну о чем разговор? Я, возможно,
ушел от той темы, которую вы хотели поднять, но я готов к ней вернуться. Да, я предлагаю нам к ней вернуться. А тема, которую я хотела с вами еще поднять, это встреча президента Украины Владимира Зеленского с послами в ГУТе. Как человек, который долгое время проработал в дипломатических ведомствах. Как оцениваете такую встречу? Что она может нам дать? У меня совесть чиста, в ГУТе я не был. Это первое. Второе. А что, собственно, вас интересует в данном вопросе? Потому что я практически ничего не читал. Форма встречи президента с послами – это практика, в общем-то, широко распространенная во всем мире. Она была всегда. Лично я, честно говоря, всегда к этой практике относился несколько скептически по простой причине. Это еще тянется с пионерско-комсомольских времен. Все эти партсобрания, как правило, они никакого значительного эффекта не носят. Да, иногда мы видим, опять же, в мировой практике, что на том или ином совещании послов президенты толкают речь с какой-то концептуальной новизной. Например, Путин что сказал? Да мы всем дадим. Мы будем вести дальше подрывную работу. Вот квинтэссенция его тезиса. Пару лет назад Макрон выдвинул на совещание послов свое видение места Франции во всем мире, которое, кстати, тоже отдавало таким себе французским империализмом. То есть все это, насколько они эффективные, в 90-х годах это были весьма эффективные заседания. Я помню, даже доходило иногда до таких резких разговоров, но не по типу «сам дурак», а по типу «лучше сделать так», «лучше сделать нет», вот так. Политика должна или конкретные тактические шаги проходить в том-то и том-то. Чем я был свидетель позже, это, конечно, чисто партактивный, так сказать, разговор. Есть докладчик, он выступил, еще кто-то что-то сказал из тех, кто определен. Возможно, задали какие-то вопросы. Да, есть была возможность задавать вопросы президенту, но, в принципе, эффект от таких совещаний был не очень. С моей точки зрения, не очень весом. Почему сейчас проводится, вот для меня загадка только одна. Почему проводится в ГУТе? Это далеко. То есть, понимаете, в совещании послов принимает участие не только послы. Принимает участие весь руководящий состав или практически весь руководящий состав министерства. Если проводится неизвестно где, это значит, что министерство сейчас пустое. Все там. Мы вот перед этим говорили, коллега перед этим говорил о том, что вот война и непонятно. 7-го, не 7-го, завтра, послезавтра у нас мы на пороге войны. Не имеет значения, какова вероятность наступления. Это возможно. Вот что для нас главное, из этого мы должны исходить. Если это возможно, то для чего уезжать, откуда невозможно вернуть послов, а возможно даже потом нельзя будет отправить их в место работы? Так, зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чухсагло, що наше время і підключились к нам в ефір. Олександр Самарський був з нами на прямому зв'язку. Дипломат, надзвичайний повноважений посол України в Исламской Республике Иран. Но так или иначе, сегодня президент Украины, выступая на встрече с послами, заявил о том, что Украина хочет получить очень четкую временную перспективу членства от НАТО. То есть президент сказал, что не будем ждать 30-50 лет. И все же сейчас на фоне тех гарантий, которые публикует Министерство иностранных дел РФ, о так называемых гарантиях, заявление президента Украины, заявление Столтенберга. Какова вероятность того, что мы в ближайшей перспективе получим хотя бы ПДЧ? Найближча перспектива – це скільки? Ну, вот 2022 год, как говорит президент України. Близька до нуля. Але справа зараз в іншому. От ми, коли ви питаєте з огляду на ті заяви, останнім часом викликає запитання цінність взагалі тих чи інших заяв. Повертаючись до попередньої теми. 1 листопада, сайт Міністерства оборони, мається на увазі, да? За даними ГУРМО, станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів не зафіксовано. Да. Це тоді, коли вже відбувається далі. Потім у нас 12 листопада
секретар Радбезу те саме, в принципі, говорить. 19 листопада міністр оборони говорить про те, що він не вірить в наступ повномасштабний. Паралельно наші власне, заяви, які ми оцінюємо з там президента, то, що вони базуються на тому, що у нас є проблеми з росіянами, вони зараз загострені, тому давайте з огляду на це щось робити. Там Північний потік-2, гарантії, якісь додаткові строки дайте і тому подібне. Воно все виходить якраз з тої інформації, яка аналітично змісту пов'язана з ризиками нападу Російської Федерації саме зараз, саме в листопаді. І паралельно те, що ми читаємо, що у нас говорить Буданов, Резніков, Данілов і Зеленський, вони ці заяви далеко не завжди однакового змісту. Хоча, по суті, все безпековий сектор. А с чем связан такой дисконнект, на ваш взгляд? Что Я происходит? поняття не маю, я просто перераховую, що у нас закінчується тим, що це інтерв'ю, яке останнє Данілова, буквально нещодавно, яке Апострофу давав, теж він згадує про що Вашингтон-Пост почала роздмухувати ситуацію, коли писали про велике скупчення військ, але чи є зараз збільшення військової присутності є, чи воно критичне, ні, не критичне. Тобто, власне, і це сьогоднішня ситуація. Паралельно ми говоримо про те, що ми запитуємо про якісь строки. Дивіться, по-перше, хіба ця заява Зеленського може вважатися новиною? Не новиною вона могла б вважатися, якби вона була вперше прозвучала. Питання конкретне, яке ставить про строки, воно звучить вже далеко не вперше. Він, власне, можете згадати, була там серія така його інтерв'ю на Frankfurter Allgemeine Zeitung, потім було на одному з американських, власне, ресурсів, просто зараз вилетіло з голови його назва. І потім серія «Коли ми будемо в НАТО». По-перше, базові речі, але це проблема не, знаєте, іноді є факт, а є його інтерпретація. Іноді є тема НАТО, а є його рівень дискусії в українському політикумі. Ми обговорюємо НАТО, вступ, не вступ, так чи ні, тобто в базових таких, знаєте, в полярних точках зору. І їх проблема в тому, що ми в цій дискусії забуваємо говорити про ключове. Що таке НАТО? НАТО – військово-політичний союз. Країни, якому рішення приймають консенсусом. І, власне, ставити запитання про те, що начебто існує якийсь чек-ліст, конкретний перелік, який можна пройти, галочки поставити про виконання і вступити в НАТО, воно ж не так працює. Хорошо, а что лежит в основе принятия политического решения? Сам політичний інтерес. Конкретний момент. Безумовно, можемо сказати, що рішення консенсусом означає, що всі мають висловитися за. Так, це правда. І правда так рівною мірою те, що є країни рівні, а є рівніші в НАТО. І є Сполучені Штати Америки, які можуть здатні нав'язати свою волю тим чи іншим країнам. Не завжди там треба дивитися, про яку країну говоримо, про умови тощо, але це все можливо. Питання полягає в тому, що якщо вони зацікавлені в цей момент, не стільки навіть бюрократія НАТО, а ще й конкретні члени країни, виходячи з їх геополітичних інтересів, які можуть виходити за межі НАТО. Подивіться, зараз росіяни з Штатами говорять не по лінії НАТО. І ті згадані вами, проект документу, який був оприлюднений. Це теж дуже важливий момент. Він був оприлюднений. Там, кстати, і к НАТО, і к Соединенным Штатам. Але направляють куди? В США. Не в Брюссель, власне, не туди. І розмови з Шольцем і з Макроном відбуваються вже опісля того. Тому що там мова йде все-таки, вони розмовляють, я до чого це все повертаємося до теми, того, що ми говорили. Яким чином визначається цей момент, я кажу, момент політичних інтересів. Політичні інтереси вичерпуються лише питанням НАТО. Не лише в межах НАТО розглядається питання безпеки. Ні. Є ще й двосторонні певні процеси, які теж мають місце. І ситуація має скластися таким чином, якщо ми говоримо про безпосередній вступ, що в один момент ми з однієї сторони були готові по формальним якимось там ознакам пов'язані зі стандартами, тому що це не моє питання, це більше до військових експертів. А з іншого боку, з політичної точки зору, всі, хто там знаходиться, сказали, от зараз той момент, коли треба це робити. Чи на сьогоднішній день той момент, який в нас передбачає, що ми там в 2002 році можемо почути якусь конкретну відповідь? Чи невже є очікування відвертого нашого президента, що хтось з бюрократії НАТО не буде там рішення країн, а хтось від НАТО вийде і скаже конкретну дату. Це неможливо за своєю суттю. І тепер виникає запитання, для чого такі питання ставити? Іноді коли ти задаєш питання, на яке завідомо очевидна відповідь, тобі скажуть або ні, або тобі скажуть ні в більш приємній формі. В нашій ситуації на сьогоднішній друга частина. Для чого його повторювати, задавати?
Ну, якщо ти його повторюєш задавати, якщо раціонально думати, да, ти саме цю відповідь і хочеш почути і використати її, наприклад, далі в внутрішньополітичному якомусь дискурсі. Допускаємо, але президент це вже робить вдруге. І після того, як він перше це питання поставив, ну, ніяких дій подальшого не було. Ну, поставив запитання, да? Ну, це ж не просто так, розумієте, цілий президент. В контексті якраз двох своїх основних напрямків конституційної в компетенції міжнародної політики і безпеки. В цьому ключі піднімає, ну, справді досить важливе запитання потенційного членства в НАТО. Але робить це в формі серії так, коли ми будемо, да, в НАТО? Йому дають відповідь, що ну, так не працює. Логічна абсолютно відповідь. Що ти далі робиш? Повторюєш схоже запитання через півроку. В чому сенс? В мене немає відповіді на це запитання. Я не можу це пояснити. Сергій Братчук, координатор групи «Інформаційний спротив Південь», в групі «Інформаційний спротив» зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум. Пане Сергію, я вас не чую, на жаль. Алло? Алло, чути мене? Так, зараз Доброго чую. вечора. Так, доброго вечора. Салям алейкум. Алейкум салям. Пане Сергею, разведка Великобритании сообщает о том, что Россия может начать очередное вторжение в Украину накануне Рождества. Учитывая ту концентрацию войск у границ с Украиной, насколько это вероятно? Этого достаточно для того, чтобы начать полномасштабное вторжение или нет? Ще раз вітаю студія. Доброго вечора. Звичайно, як завжди, хочу побажати усім нам, особливо у ці передноворічні дні, перемоги та миру. Бо розуміємо, що без перемоги миру в Україні і навколо нашої держави не настане. Відповідаючи на ваше запитання, я хотів би відразу зазначити, що це не британська розвідка повідомляє про те, що вторгнення, широкомасштабний наступ російських військ проти нашої держави з території, тимчасово окупованої території, розпочнеться саме в ті дні, про які говорить одна з британських газет. Про це повідомляє джерело, яке наближено начебто до британської розвідки. Ви знаєте, два моменти, на які хотілося б звернути увагу, перш за все, це мова про інформаційну складову цього питання. Ну, по-перше, коли говорять про те, що, ми журналісти добре це знаємо, говорять про джерело наближене до якогось там відомства чи комітету, то, як правило, ці джерела, м'яко кажучи, ненадійні, і вони виникають для того, щоб надати матеріалу, інформації, скажімо так, якусь політичну, економічну або військову вагу. Це перший момент. Другий момент, на який хотів би ще звернути увагу, ми зразу маємо реагувати на те, що подібні заяви, вірніше, подібні публікації відразу підхоплюють російські та проросійські видання, масово то тиражують, і ми прекрасно з вами розуміємо, що це як мінімум, ну, в мене особисто, звичайно, не викликає подиву, а навпаки вкладається в ту парадигму, про яку я сказав, що це один з елементів гібридної інформаційної війни в тому числі. Що стосується, скажімо так, військової складової, звичайно, ми не можемо говорити, що все суперово, все класно, все добре. Підкреслюю, що війна проти України, ми добре це знаємо, відчуваємо, триває проти нашої держави вже 8-й рік. Ми говоримо про те, про військову складову. Сьогодні те угруповання, яке є на східних кордонах нашої держави, складає понад 100 тисяч російських військовослужбовців. Звичайно, ми розуміємо, що якщо ці російські солдати, офіцери, що виконують злочинні накази Кремля, готові на самогубство або, вибачте, стати добривом для українського чорнозему, то вони можуть вирушати на нашу територію, де їх чекають Збройні сили України, не інші силові відомства, принаймні ЗСУ точно вже не є Збройними силами зразка 2014 року. Не забуваємо, у нас закінчується 2021 рік, і, як кажуть, у нас в Одесі є дві великі різниці між тим, що було і що сьогодні є. Звичайно, ми можемо говорити про те, що для повномасштабного або широкомасштабного чергового наступу на Україну Росії необхідно, ну, принаймні, на мою думку, власне, десь 150, 175 від 200 тисяч особового складу, звичайно, озброєння, техніки і такого іншого. Це саме для наступу. Але хочу ще раз зазначити, це ніяким чином не спростить завдання для Збройних сил Російської Федерації, для
чергового угруповання, яке намагатиметься посунути територію України. Звичайно, в цьому контексті не треба забувати і про Білорусь, про ті заяви, які лунають від мінського диктатора. І ми сьогодні вже можемо говорити про те, що маємо кордон з ворогом не лише східний, а і білоруський кордон вже став кордоном фактично. Я думаю, незабаром і юридично може стати кордоном з так званою союзною республікою. Де-факто, читайте, це Російська Федерація. Звичайно, ще раз хочу сказати, що ті наративи, які сьогодні тиражують російські та проросійські видання, вони мають на меті, перш за все, на мій погляд, показати чергове, що Україна має здатися, бо Україну полишають усі союзники. Україна залишається наодинці з російським агресором. Ну, насправді, дивіться, дійсно розумію і з цим певен, і ви погодитеся, що нам робити своє. І, звичайно, сюди навряд чи, майже на 100%, так, на 99% до України не приїдуть воювати представники армії Її Величності, британські солдати, наприклад, чи американці, або представники інших, в тому числі європейських армій. Ну, так вони об этом открыто и говорят. Так, але тут є питання постачання озброєння, і наразі воно дуже актуальне, і я знаю, що це питання для України, з користю для України, воно вирішується. Дякую вам дуже, пане Сергію, за таку змістовну відповідь. Чохсагл, що наше время і підключились к нам в ефір. Сергій Брачук був з нами на прямому зв'язку. Координатор групи «Інформаційний спротив Південь» в групі «Інформаційний спротив» був з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, действительно, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз согласовали позицию относительно того, что в случае возможного вторжения России в Украину, дальнейшей агрессии, те будут применять довольно жесткие санкции против России. Недавно Европарламент в своей резолюции призвал и вовсе Россию в случае такой агрессии отключить от SWIFT. Как вы думаете, есть ли в этом смысл постфактум, или же нужно уже применять как превентивная мера? Для мене, як для громадянина України, будь-які негативні санкції, які можна зробити зараз до росіян, треба було зробити раніше і треба зробити зараз. Якщо для мене, як для аналітика в цій частині, то тут це частина переговорів, в якому йде якраз оце от бряцання зброєю. Що якщо ви, то ми. Ну, ті розповідають, що світ не страшен і тому подібне. Ну, це поки що частина все одно цієї інформаційної складової. Можете згадати про відключення від Росії від SWIFT, що окремо говорилося в одному із пакетів з нових таких там законопроєктів по драконівським санкціям. Зв'язалося це більше до Північного потоку, ну і тому подібне. Ну, якби, да, ми це вже дискутували. Я не знаю, наскільки це технічно можливо, ну, от прям, щоб 100% сказати, наскільки це не обходиться, але цей крок навіть в інформаційному просторі буде сприйнято як один із найпотужніших, тому що він сьогоднішній день вводиться в найпотужнішу складову. Наша проблема полягає в тому, що для того, щоб, якщо ми говоримо про наш український дискурс, для того, щоб не розчаровуватися, не варто зачаровуватися. Ми одним з елементів серйозно дискутуємо можливість того, що за нас будуть воювати країни, там, Сполучені Штати, Великобританія, будь-хто. Ну, якщо, розумієте, просто після того, як ми зачаровуємося інформацією, допускаємо її можливість в такому вигляді, нас потім дуже сильно засмучує, що ця інформація не підтверджується. А чому? Ми маємо собі поставити інакше питання. А чому вона могла підтвердитися? Ну, от які у нас є, добре, які у нас є зобов'язання навіть, які не просто підписані, витримані часом для того, щоб все це відбулося. Ну, цього немає. Ну, значить, ми можемо розраховувати і вимагати, і, навіть неправильний термін буде вимагати, розраховувати і наполягати на тому, що теоретично можливо. Санкції, допомога в тому чи іншому вигляді, якісь, поставки, можливо, про летальну зброю, це окрема частина, вона складніша. Але це те, з приводу чого варто говорити. І це теж реальність всіх цих процесів треба оцінювати з огляду на контекст. З огляду на контекст, якому дивимося не тільки ми на цей світ, що відбувається, і намагатися оцінювати те, як на цей світ дивляться ті самі Штати, те саме Великобританія. Но, тем не менее, мы видим, как Соединенные Штаты и
Европейский Союз, коллективный Запад, что мы называем, да, готов Не вводить... можна говорити, в принципі, про колективний захід. Ну, Так. да, ми коли для спрощення, ми часто використовуємо цей термін, але навіть в сьогоднішньому контексті, подивіться, відносини росіян і Сполучених Штатів Полная на одному поляризация рівні. идет, да. Не сказав би, ні. Не В сказав. Европейском Союзе. Європейський Союз як інституція одне, заяви Бореля можна згадати нещодавно. Да, Країни Європейського позиции стран Союзу і нет. різні, правильно. Конечно, здесь идет поляризация. Лінія НАТО, Росія, третя. А заяви, які ви чули від країн Північної і, власне, Східної Європи, якщо ми говоримо про Балкани, Данію, тощо нещодавно, вони взагалі четвертого характеру. Країни Східної Європи, які теж ходять, власне, до блоку НАТО, вони інакше на це дивляться. Тобто, от коли ми говоримо про цей колективне, ми спрощуємо, тому що треба простіше на світ дивитися, а насправді світ в цьому плані набагато складніше влаштований. Я перепрошую, я вас перебив, коли ви почали про це говорити, і там було питання. Да, но так или иначе, Европарламент в своей резолюции, это общее заявление стран Европейского Союза, сказал, что мы готовы вводить санкции в отношении России в случае ее вторжения. В том-то и специфика, не стран же. Представителей европарламентариев, выбранных на территории определенных стран. Это часть структуры, власне, собственно, это не представители всех стран. То есть нельзя сказать, что они были делегированы. Если бы мы говорили, например, о конференции министров, міністри закордонних справ цих країн, на якому вони спільне якісь рішення ухвалили. Це можна було б говорити, що це є спільне рішення країн, міністри, яких були представлені. А тут специфіка інша. От коли всі ці речі починаєш так от дивитися, ти розумієш, якби, що воно все-таки має досить суттєву різницю. Станом на сьогодні, якщо так спробувати це підсумувати і вивести в якусь логіку, то є взаємні відносини росіян і Сполучених Штатів Америки. До чого вони приведуть? Ці переговори, які відбувалися спочатку в Женеві, а потім відеоконференція і наслідком оцей зараз широко дискутований проект, який росіяни надіслали. До чого вони приведе? Я не думаю, що є людина в світі, яка може прийти і сказати, ну от я знаю приблизно, що відбувається. Тобто воно там іде на злагодження, тощо. Ні, навряд чи є така людина. Можна говорити про те, що росіяни намагаються в сьогоднішній момент з протистояння Штатів і Китаю використати на свою користь і пограти в умовну типу золоту акцію. Так вони це намагаються робити. Чи намагаються Сполучені Штати на сьогоднішній день зменшити для себе больові точки по світу для того, щоб мати можливість повністю акумулювати свої сили на боротьбу з Китаєм? Так, це є все. Але яким чином українське питання в цих всіх процесах розвернеться? Я прогнозувати просто елементарно не беруся. Для нас виключно єдині висновки полягають в тому, що аналізувати всі ці процеси варто. Я не спеціалізуюся на міжнародній політиці, є набагато більше людей, які цим займаються. І їх, власне, слухати і оцінювати, і, зокрема, не тільки в інформаційному просторі, в владних кабінетах, це теж треба робити. Те, що треба українській державі робити, це дійсно займатися чим? Займатися тим, щоб мати можливість повноцінно захищати себе, щоб наша концепція, яка, власне, була висловлена, я не впевнений, що вона Горбуліним була вперше висловлена, здається, він активніше про це говорив, і його слова мають серйозну вагу, про те, що завдання всієї державної політики в цьому контексті – провести ситуацію в один статус, коли втрати від наступу, агресії, як хочете, так і називайте, збільшення ескалації, тощо для росіян будуть більше, ніж ті переваги, які вони здатні отримати. Що для цього зробити? Треба неймовірна кількість речей, починаючи від побудови своїх внутрішніх інституцій, економіки тощо, але так це треба робити, у нас іншого варіанту немає. Тоді буде простіше на світ дивитися. Дякую вам дуже, пане Богдане. Чухсалон, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Богдан Бондаренко, політичний експерт, медіатор Національної асоціації медіаторів України, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас переходим к новостям. Информационная программа «Заман» продолжает эфир, а после мы вернемся в эту студию и продолжим программу «Бугунь». Не переключайтесь, Кошкинчик.
Викрили з власної домівки, катували струмом та принижували. Наріман Аметов розповів про тортури, яких зазнав від окупантів. Минулої п'ятниці його викрили з власної оселі у Старому Криму з мішком на голові та привезли до якогось міста. Каже, ймовірно, до Сімферополя. ФСБівці провели його в якийсь підвал і повідомили, що підозрюють у диверсії на газопроводі та запропонували пройти перевірку на детекторі брехні. Я сказал, я расскажу вам все. Но за аппарат полиграфа я не сяду. По той причине, я не доверяю этому аппарату. Я это им сказал. У меня в данный момент, я переживаю, я боюсь. От них идет давление, матом, разным методом. И я боюсь этого, что они в чем-то могут меня обвинить, с чего я не совершал. Он мне сказал на это, что до потери пульса моего или его я сяду за аппарат этот. За півгодини у нього запитали, чи не змінив він своє рішення. Коли Наріман відповів, що не довіряє цьому апарату, до нього підійшов один зі співробітників, який був у приміщенні. Он подошел ко мне и громко, басами, такими голосом и говорит: тебя как зовут? Я ответил ему: Нариман. На что он мне ответил: меня зовут Максим. И на что он сказал: ты знаешь, кто я? И я ему сказал: нет. Но я боюсь, я понимаю, я нахожусь в мешке, и что сейчас будет происходить, я не понимаю, откуда он может прилететь. Я не ожидал пыток просто. А он мне отвечает: я, говорит, тот, кто развязывает языки. Я машина, говорит. Я, говорит, государство. Я приехал в Крым, говорит, давить таких, как ты, говорит. Я говорю, это неправильно. Я ничего не совершал. Он сказал: я сделаю все. Ты все расскажешь, и мне за это ничего не будет. Но это все было матами, с оскорблением личности. Но я этого говорить не буду. Коли Наріман попросив адвоката, його схопили ФСБівці та посадили на стілець. Ноги скотчем примотали до ніжок стільця, а тіло до спинки. Голову так само обмотали скотчем, не знімаючи мішок. А до вух підключили електричні дроти і пустили струм. Он был болючий. С моими мозгами что-то происходило. Ну, я протерпел. Он был секунды 2-3, я не знаю. Он был такой протяжной. Я протерпел, ни слова не пикнул. Я в себе прокрутил, я буду держаться, сказал. Но я понимал, я так долго не продержусь, смотря сколько они будут бить. Следом пришел второй удар. Я тоже продержался. Но тут, я не знаю, у них, может, этот аппарат меняет, видать, усиливает, есть, они, может, регулировка. Я получил третий удар такой, который я не могу объяснить, что со мной происходило. У меня мозги в тот момент поплыли. Я не контролировал ничего. Я ничего не контролировал. Но после этого удара я прокричал: все, я сяду за аппарат. Ну, на что Максим мне ответил: теперь я буду решать, когда ты сядешь. И продолжал наносить удары.
Таких сильних ударів було 4, каже Наріман. На прохання припинити кати ніяк не реагували і дали ще 2 заряди. Они остановили, и я сразу прокричал: все, я возьму все на себя, все, что вы пожелаете, даже смерть Сталина. Вроде бы я так сказал, я не помню. Это потому что у меня были мозги, я то состояние не могу передать, что со мной происходило. З Нарімана зрізали намотаний скотч та посадили за стіл і дали йому підписати якісь папери. За словами Нарімана, це були документи, де було сказано, що він не має претензій до силовиків, про визнання злочинів та про співробітництво. Після того, як він трохи заспокоївся, його підключили до поліграфа. Їх цікавили питання відносин Аметова з українськими органами влади та спецслужбами, його ставлення до терористичних організацій. Це тривало протягом 1,5 години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. И сказал: прочти это. Я прочел несколько раз. После этого он спросил, запомнил ли я это. Я сказал нет. И он говорит: я тогда держу этот лист и снимаю на телефон. И ты читаешь с листа то, что там написано. Там было написано, дословно не помню, я был в шоке, но там было написано: я не имею претензий сотрудникам ФСБ, и они надо мной никаких опытов и не били меня, не проводилось ничего такого. Наріману сказали, що поліграф показав його невинуватість. Они мне сказали, если я расскажу о пытках, то, что происходило здесь, в подвале, они под давлением, у них есть бумага, где я написал о сотрудничестве с ними. И мы покажем это Крыму, мы покажем это крымскому народу, если ты расскажешь вот то, что здесь произошло. Через своих, говорит, татар, крымскому народу, и сделаем тебя предателем. И в тебе разочаруются. После этого, через определенное время, ты пропадешь неофициально. А наши методы тебе знакомы. Я сказал: хорошо, я говорить не буду. Но они сделали ошибку. Они бы лучше бы убили меня, потому что я буду рассказывать все, что происходит. Згодом Нарімана вивели з того підвалу, посадивши з мішком на голові до тієї ж автівки, та везли близько 1,5 години. Неподалік Старого Криму, де живе Наріман, його виштовхнули з машини та поїхали геть. Уперше оселю Нарімана Аметова обшукали у вересні 2014 року. Того дня його забрали в управління окупаційного ФСБ, змушуючи дати потрібні свідчення. В разі відмови обіцяли залишити його дослівно гнити у в'язниці. Пізніше неодноразово силовики намагалися схилити його до співпраці, погрозами вимагаючи виступити в ролі прихованого свідка. Штраф у 4 тисячі рублів залишили чинним. Окупаційний Верховний суд Криму залишив без змін покарання адвоката Едема Сімідляєва, якого звинуватили у непокорі окупаційним поліціянтам. За словами Сімідляєва, окупаційні судді проігнорували усі зауваження. Суд поправил нас в этом, указав на то, что якобы требования раздеться догола не было, но было требование предоставить на осмотр нижнее белье. Поэтому, как кто понимает, я, например, понимаю, что это надо было раздеться догола, отдать всю свою одежду ему, и пока он что-то будет искать на моем теле.
с его слов, какие-то запрещенные надписи, либо рисунки. Едем Сімідляєв оскаржуватиме і це рішення окупаційного суду. Роздягтися догола адвоката змушував горизвісний співробітник Центру протидії екстремізму Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців. Та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбєдінова. Сімідляєв переконаний, що і його переслідування не має нічого спільного з законом. Я считаю, это мое мнение, что это была какая-то личная неприязнь, потому что нормами закона они не апеллировали, и основания, по которым составлены были протоколы, постоянно она менялась. То мне вменяли, что я веду аудиозапись, то вменяли, что я веду видеозапись, потом говорили, что я и то делал. Во время раздевания, так называемого, он тоже на ходу придумывал, для чего это ему надо. Для обнаружения объекта преступления, ну, телефон, на который я якобы снимал, либо записывал, он был на столе, и для этого не надо было осматривать мое нижнее белье, если он хотел осмотреть именно объект преступления. Рішенням окупаційного суду Сімферополя Едем Сімідляєв відбув 12 діб в ізоляторі тимчасового тримання за непокору вимогам окупантів. Позитивна динаміка зберігається. На материковій частині України виявили трохи більше 6 тисяч хворих на ковід. Одужали утричі більше. Ще 349 українців померли від ковідних ускладнень. За даними Міністерства охорони здоров'я, перший пацієнт з підтвердженим штамом Омікрон уже одужав. Він вакцинований і швидко подолав хворобу. В МОЗі наголошують, що Омікрон не має незвичних симптомів, але здатен швидше розповсюджуватись. Фактом залишається те, що у боротьбі з пандемією COVID-19 вирішальною залишається саме вакцинація. Щодо випадку Омікрону, виявленого в Україні, завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест. Саме тому закликаю вакцинуватись, адже це єдиний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті. В МОЗі закликають не зволікати зі щепленням від ковіду, оскільки саме коронавірус забирає життя та створює тяжкі наслідки для здоров'я. Натомість вакцинація дозволяє створити безпечний імунітет. Уже більше 13 мільйонів українців отримали обидві дози вакцини та є цілком вакцинованими. Вакцинація – це керований спосіб сформувати імунітет до коронавірусу без ризиків для здоров'я. Дослідження свідчать, що у третини з тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу. Водночас, повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла. Окрім того, люди, які перенесли COVID-19 та потім вакцинувались, майже у 2,5 рази мають нижчий ризик захворіти на COVID-19, ніж ті, хто перехворів, але не отримав щеплення. За повідомленням МОЗу, Україна має домовленості на постачання ще 42 мільйонів доз вакцини у прийдешньому році. Йдеться про 25 мільйонів вакцини Pfizer, 6,5 мільйонів доз вакцини CoronaVac та 10 мільйонів доз по механізму COVAX. Тобто в нас уже гарантовані надходження, щоб 70% дорослого населення країни мали повноцінну ревакцинацію 2 дозами. Ялинки встановили, але заборонили туди ходити. В окупованому Криму заборонили масові новорічні гуляння навіть на відкритому повітрі. Крім того, у дитячих садках, школах та спортивних гуртках дозволили святкові ранки лише без батьків. Дитячі святкування дозволили проводити в закритих приміщеннях театрів, цирків, концертних залах, кінотеатрах і сільських клубах. При цьому, за сумнівними підрахунками окупаційної влади Криму, захворюваність на ковід продовжує спадати. Напередодні там виявили 262 нові випадки COVID-19. 29 людей не змогли подолати цю хворобу.
Ходили на референдум, а отримали усі кола пекла. Жителі Фороса, які минулого року записали колективне відеозвернення до російського президента Владимира Путіна, нині звертаються до його окупаційної маріонетки Сергія Аксьонова. 150 людей вже 8-й рік доводять право власності на 2 земельні масиви, які вони отримали ще до окупації Криму. У 2013 році власники кількох десятків ділянок почали оформлювати документи, дехто встиг отримати державні акти. Але після окупації, кажуть, потрапили в бюрократичне пекло. Та й тим, хто встиг отримати документи, забороняють будівництво на власних ділянках. Тепер люди жаліються, мовляв, ходили на усі вибори, але окупаційна влада їх проблеми ігнорує. Підозрюють, що ділянки на південному узбережжі вже хтось пригледів для себе і хоче забрати землю у законних власників. Мы устали уже. 8-й год начинает идти, ничего не меняется, с нами на диалог не идут, все застопорилось и путь решения с нами не найден. Мы требуем, чтобы это все уже в конце концов закончилось, чтобы мы смогли завершить, оформить свои земельные участки, потому что по закону мы не потеряли это право. Собственники, которые имеют здесь право собственности, хотят тоже строиться и жить на своей земле. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Селям алейкум, харлахшамлар, сайгыла ТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве невбеттеки бөлігімізні біз Қырым татар тілінде ве Украин рус тілерінде алып барамыз ве күн девамында юз берген ве ТР телеканалының вазиеті меселесіні шубесіз музакире етеміз. Мен хатырлатам ки бүгін ТР телеканалы яры кежеде бұйық ихтимал спутниктен сондырылейджек девлет тарафындан бізге айралған бюджетінің бұйық бір қысмы АТР-ге берілмегені себебінден идарейчилик спутник қызметіні төлеп оламай, спутник қызметлеріне берілген ве олған борчыларыны төлеп оламай. Бұл себептен бүгін Spacecom компаниясы, яғни бізге бұл спутник қызметіні берген компания АТР-ны сондырмесі ихтималы чоқ yüksek ве ярындан башлап АТР телеканалы YouTube-ларда жанлы яйын япажақ. О себептен біздің YouTube сайфемізге абоне олмаға unutmаны сайғылы arkadaşlar ve YouTube'dan bizim haberlerimizni, yapkan programmalarımızını yarından başlap seyretme imkanına sahip olacaksınız. Bizler şimdi canlı bağda jurnalist ve ATR telekanalının tesisçilerinden biri Şevket Ağa Mehmetov var. Onun bu meseleni laf etmege isteyimiz. Şevket Ağa, selam aleykum, hayırlı akşamlar. Алейкум selam, hayırlı akşamlar. Şevket Ağa, sizge işte Kırım'dan nasıl көріне АТР-ге karşı yapılgan bu hareket? Ne dersiniz? Ben doğrusunu aytayım, bu АТР-ге karşı değil. Bu hareket yapılgan vahşilik ve baskıncılık bütün milletimizge karşı dep anlamak isteyim. Ve öyle de anlatmak isteyim. Bilirsin, ben bu informasyon vasıtalarının Kırım'da açılmasına ve onun beraber teşvikat edilmesine onların içerisinde bulungan insanım. Mesela ATR kanalı olsun, ondan evvel Meydan Radyosu olsun. Umumen bütün bu medya vasıtalar benim için
en yakın ve doğmuş muhittir. Biz her vakit nasıl vaziyette olmayık, bütün zorluklarla beraber özümüzün hakkımızın ispatlamaya tırışaydık. Lakin çok yazık ki bu Ukrayna vaktinde başlangan şey. Biz çistata almak, dalgalarını almak, radyo ne bütün kırma tarqatmak bu biz için bir problemaydı. Bizlerge ATR açtık, ATR'ni bütün Kırım'a tarqatmak problema oldu. İşte bu problemalar Ukrayna'nın bağlı. Naциональный радио по телевидению, радиовещание teşkilatla, bu kurumla bağlıydı. Uyduğa çıktı. Kırım'da uyduğa çıkan bir tane kanal yok idi. Birinci kanal Kırım'da, Kırım Tatar dilinde ATR televizyon kanalı oldu. İşte bu, buna siz bakınız 2014 senesinden başlap bugünkü kadar hiçbir yayın zorluksuz olmadı. Niye? De insanların maaşları verilip olmay, de kira binası verilip olmay, de elektrik paraları, de araba cöremeleri, de teknika, de insanların yaşayışı. Ben aytmaya isteyeyim ki bütün sıkıntılar bugün devam ediyor. İşte bu bir. İkinciden bizim siyasi erbaplarımız var. Başta evvelden 2 tane deputat olsa şimdi yukarıda 3 tane deputat var. Başta hiçbir türlü zam ministri olmasa bugün 2 tane zam ministri var. 2 tane eksisi büyük tesirge malik olan zam ministri. Ben aytmaya isteyeyim bu ministerliklerde, nazariyetliklerde çok adamlar değişiyor, yolbaşçılar değişiyor. Lakin bu Irina Vereshchuk diyeyim, o kadın kelgen son men umudum var edi, büyük umut. İşte bu kelgen son başkaca nefes algan insan edi, bizim yayınlarımıza geldi, yayınlarımıza koşuldu, problemi bildi. Şimdi aytkan fikri частный kanal eken. Ya bütün Kırım hakkında, Kırım Tatarları hakkında, Kırım muhitini Ukrayna'ya sezdirgen başka bir kanalını aytınız bakayım. Var mı? Men bir tane şeyin duyam, o da Kırım Reali. İkincisi ATR. Daha doğrusu birinci ATR sonra Kırım Reali. Ben başka bir şey, bir matbuat vasıtasını görmeyeyim. Onlar Dom diyen kanal açtılar ya da Naş diyen bir tane kanallar var. Hatta bizim vatandaşlarımız, soydaşlarımız çalışıyor aranda. Lakin ben anda bizim meseleni görmeyeyim. Bizim davamızın görmeyeyim. Bizim ihtiyaçlarımızın görmeyeyim. Olsun bizim yırlarımız, türkülerimiz, milli ananelerimizini görmeyeyim. Siyaset yapma, kıyın olsa, olmasa işte ben bu şeylerini görmeyeyim. Ama bu şeylerini doğurtmak için ne yapabilemiz? Bizim kolumuzda ne? Ukrayna bugün oldukça ket-keti Kırım'dan uzaklaşar. Eğer uydudan, Sputnik'ten bizlerini ayırsalar, demek bir basamak daha artka sürerler. Buna siz dikkat edin. Siz de şimdi efirde yarım saate verirse bu harbi ekspertler çıkışta oldular. Nezaretçi oldu. Aytma isteyeyim. Onlar hepsi davan endişeli olacak, şimali taraftan gelecek ya da başlanacak cenk davası hakkında lakırdı etiler. Ama bu yerde ayağımızın tübünde böyle informasyon dava devam etken hakkında bir şey etmeyin. ATR'ni kapatmak, söndürmek demek daha bir davanın bir adım daha öge atılması. Demek siz susmak gereksiz. Kırım Tatarlar siz susunuz. Sizin etrafınızda başka Kırım Tatarları da var. Onların Türkiye'ye davet edilir. Onlar Türkiye'ye varırlar. Anda yırlaylar, oynaylar. Hani bizge endi hepsi yakşı, hepsi yerinde. Barıp anda videolar, kinolar gösterirler. Çıkışlar yaparlar. Mana bütün mesele kayda. Siz onu duymaysınız mı? Demek siyasette bizim sesimiz var. Bütün bizim sesimiz onlara tesir etken için, onların maddelerini bulandırgan için yapılgan şeyler. Men şayda anlayayım Gülsüm Hanım. Ya mına Şevket ağa sizin fikrinizce eğer ATR uydudan söndürülse bu gece bu Kırım için ne demek olacak? Yani işgal etilgen Kırım'da yaşayan vatandaşlarımız için ve umumen alganda mücadelemiz, davamız için bundan bir tehlikelerini taşımakta. Siz bilesiniz. Buna aytalar 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl degen şeyler çıktı ortaga. 1-2 yıldan sonra biz kaytarık degen bizim siyasi yolbaşçılarımız aytkanları var. 8 yıl geçti. Bilesiniz adamlar alışıp başladı bu muhitke. Alıştılar böyle bir formatlara alıştılar.
Hatta başka kanalların bakkan adamlar endi alıştılar bu şeyin bakmamağa. Eğer bu uydudan söndürseler, başka kanalda var da ananda yırlaylar da anda da kaytarma var, anda da bizim arkadaşlar ana tilinde laf edilir. İşte ben aytmak isteyeyim, oldukça bizlerini uzaklaştıralar. Adaletten, gerçekten, davadan. Bundan evvel sizin bugün göstergen gün devamında Nariman hakkında aytıldı. Ben aytmak isteyeyim, bizim Narimanlarımız onlar ne? Daha yüzlerine Narimanlar var. En esası biz bu Narimanlarga sahip çıkmak gerekmiz. Bu yönelişte ben aytmak isteyeyim ana babalarga, karbaba bitalarga, buna bundan fedakar oğlanlarımızını, kızlarımızını yetiştirmekle beraber onlara sahip çıkmak gerekmiz. Birçok şaşmalığın gençlerimiz var. Onlar dolanalar sanki dersin denizde yaldanan kayık gibi. Ama aytmak isteyeyim ki onlar hepsi aldanalar. Onun için bizler aldanmayık. Birbirimizni aldatmayık. Bizler birbirimizge açık yüzden bakmak için bilesiniz ne yapmak gerek Gülsüm? İki tane Kırım Tatarı konuştu de. İkisi de ana tilinde lakırd etmek gerek. Şüphesiz. Ama üçüncüsü koşulgandan bir keden yabancı tilge değil. Üçüncüsü de ana tilimizde lakırd etmek gerek. Biz bunu mecburen etmesek başka etecek adam yok. Biz şey ettirip Kırımlaşmakны, Kırım Tatarlaşmakны yerini mankurtlaşamız, anlaysın sen? Kütükleşemiz. Milli menligimizin joyamız. Adet boyunca dua etemiz. Adlarını Ahmet Mehmet Mustafa'ların koyamız. Ve bunun bütün milli gururumuz bir yerde biter. Buna boş şey var ortada. Nasıl Sizler bu şeyini açtap durasınız, siz bu vakta aytasınız, siz bunu davasını koteresiz, içten aytasınız, çıçtan aytasınız. Siz toktamay aytıp durasınız. Bütün mesele bunda. Ya mına Şevket ağa nasıl görüyorsunuz mına şimdi ogumuzda turgan esas vazifemizden ibaret. Mına 3-4 dakikamız da var. Buyurunuz aytmağa istegenizde bazı cümleler, ibareler olsun. Ben Gülsüm Hanım aytmak isteyeyim. Birinciden eğer böyle telaş içinde olsa kanalın yol başçıları mutlak bir pres konferansiya vermek gerekler. Matbuat vasıtalarını celp etmek gerekler. Bütün Ukrayna duydurmak gerekler. Bütün televizyon, radyo, kanallar, blogerlerini davet edip onlara seslendirmek gerekler. Yekane Kırım Tatar televizyon kanalı ağzını kapattıralar. Kapattıralar şimdiki siyasetçiler. Şimdi devlet yolbaşçıları, hükümet yolbaşçıları işte onlarga müracaat etmek gerek. Ben belki yalvarıp aytam. Bizim deputatlarımızla beraber bizim kanal yolbaşçıları mutlak barmak gerekler. Hem prezidentke kirmek gerekler, hükümet yolbaşçılarına kirmek gerekler, nasırlarga kirmek gerekler. Hem bu kirişlerin hepsini canlı yayında göstermek gerekler. Anlaysın? Bizler bilmek gerekmiz hükümetini, hakimiyetini ve devletini olgan bizge münasebetini. Halkımızga olgan münasebetini. Biz tamır halkımızın tamır halkını nasıl bildirmek? Kırım Tatar tili devlet tili mi? O devlet nasıl? Alo? Alo? Bağ uzuldu galiba. Şevket Mehmetov, jurnalist, bizle bağda edi ve ATR telekanalının tesisçilerinden biri. Bugün ATR telekanalında yüz bergen bu problema hakkında tafsilatlıca o'zning fikrlerini ve bu yönelişte ogumuzda turgan esas vazifeler neden ibaret olganını aytıp geçti. Yok mu da bağımız tıklenmedi mi acaba? Son sözünü aytmağa imkan bereyik Şevket ağa, çünkü kesildi bağımız. Şevket ağa, alo? Yok, ne yazık ki uzuldu bağımız. Şevket Mehmetov, ATR telekanalının tesisçisi ve jurnalist bizle canlı bağdaydı. Çok sağ olun Şevket ağa, bizle bağlanğanız için. Ben size Rus tiline geçeyim. Я рада поприветствовать гостя нашей студии. Александр Антонюк, политичный эксперт. Пан Александр, витаем вас. Селям алейкум. Пан Александр, мы вот сейчас вы слушали наш разговор на крымско-татарском с одним из основателей первого крымско-татарского телеканала АТР и журналистом Шевкетом Меметовым. Мы обсудили следующее, а именно в связи с
существенным недофинансированием телеканала АТР государством, сегодня в полночь телеканал АТР прекратит свое спутниковое вещание на временно оккупированный Крым. Естественно, в Крыму нас уже не смогут смотреть как раньше, а в Крыму нас смогут смотреть только на нашем YouTube-канале. Я еще раз хочу напомнить нашим телезрителям, подписывайтесь на нас на YouTube, там мы вещаем также 24/7 в прямом эфире, и туда же мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Вот как вам такая история? Ну, честно говоря, слова подбираю. Плохо. Очень плохо. И мне кажется, что бюджет Министерства реинтеграции, который уже сейчас возглавляет Ирина Андреевна Верещук, было достаточно. Потому что если мы сегодня... Я, конечно, не хочу противоставлять вас с телеканалом «Дом», который является государственным, но тем не менее я считаю, что там же не такая уже большая сумма, если говорить... Да, всего лишь 50 миллионов, в то время как телеканалу «Дом» выделено почти 1 миллиард. Да, то я думаю, что все-таки могли бы вот этих, скажем, даже если мы говорим там даже 100 миллионов, там 50 миллионов, да, то есть мне кажется, что в бюджете для канала «Дом» это было бы, при таком размере все-таки уже не так чувствительно. Вот как чувствительно вам. Да, но это если говорить... Как все-таки понимать эту всю ситуацию? Как это все укладывается в информационную стратегию Украины? Как это укладывается в стратегию деоккупации Крыма? И как это укладывается в концепцию защиты и развития крымско-татарского языка? То есть я просто не вижу здесь логики. Я ее тоже, честно говоря, не совсем вижу. Кроме того, вы пробовали, встречный вопрос, вы пробовали связаться с министром, вице-премьера, и что она вам сказала? Потому что в данном случае, когда я вчера смотрел ее бойкость на «Свободе слова» на телеканале СТВ, да, когда там стоит вопрос там, о государственной измене, это вот там есть. А когда вот ответить как бы прямо, то есть давайте поговорим действительно о стратегии информационной политики именно в части автономной республики Крым. Да, но тут в ответе ничего особенно не изменилось. Впрочем, нам говорят то же самое, что и говорили в прошлом году, что телеканал АТР это частный телеканал, что это коммерческая деятельность и так далее. Но мы ведь все понимаем, что телеканал АТР и поддержка телеканала АТР государством сегодня это политическое решение страны, потому что канал выехал на территорию материка еще в 2015 году, и о какой-то коммерции вообще речи идти не может. Буквально час назад в нашем эфире был Нариман Аметов, крымский татарин, который сегодня открыто рассказал то, каким пыткам он подвергался со стороны ФСБ России в Крыму. И в таком контексте между репрессиями, программами репрессий давать какие-то рекламы и превращаться... это невозможно, вы понимаете. Я понял с ответа Ирины Андреевны, что в принципе их ведомство в дальнейшем не предусматривает сотрудничество с вашим телеканалом. Но если мы говорим о междустрок, может, я ошибаюсь, я очень бы хотел в это верить, конечно. Но в данном случае, если мы говорим о государственной политике, именно государственной, то моя позиция всегда, то есть вот если есть инициатива даже частных телеканалов, даже частных, но это вопрос каким-то образом усиливает информационную поддержку или информационное присутствие на оккупированной территории, а также мы же все-таки понимаем, что канал АТР смотрят также и в Турции, если говорить, давайте говорить. В Румынии, в Болгарии, в Соединенных Штатах, в странах Балтии. Я считаю, что государство, учитывая даже судьбу канала АТР, все-таки должно было бы поддерживать эту инициативу частную. Хорошо, пускай будет именно так, чтобы сейчас там в полемику. И без лишних вопросов как-то, слава богу, в предыдущие года это все-таки эта история имела какую-то практику, да, почему, и кроме того, да, вот я помню эту всю историю, когда там поднимали там и счетная палата, если мы говорим, есть какие-то там были, как вы говорите, политическое как бы решение, но я считаю, что в данном случае, тут могу пока что сказать, как бы держитесь, но скорее всего уже следующая сессия, когда уже начнется, я считаю, что тут вопрос
ну, конечно, нужно будет поднимать именно на уровне гуманитарной политики. То есть это комитет, который возглавляет Никита Потураев. Да? И мне кажется, все-таки вопрос задать именно вице-премьеру все-таки следует. И, скорее всего, где-то, возможно, частично волонтаристским методом все-таки настоять на том, чтобы финансирование было, ну, как и обещано, и надлежащим путем, опять же, не разделяя инициативу государственной и частной, потому что, давайте говорить откровенно, не хочу в критику впадать, но если мы говорим, вот смотрите, большая стройка, великое будівництво, да, есть программа, но я что-то там не вижу государственных предприятий, как правило, осваивают бюджеты кто? Частные компании. Если мы уже говорим на таком языке, ну так хорошо, тогда покажите мне в программе великое будівництво, какой процент государственных компаний осваивают бюджет и какой процент осваивают частные. И если процент, ну, скажем так, в отношении частных компаний будет более чем 50%, то я считаю, что высказывания Ирины Андреевны Верещук или других, ну, скажем, должностных лиц, ну, как минимум, некорректно. Так или иначе, руководство... Ну, как минимум, я вам аргумент навел для того, чтобы и, скажем, и депутаты, которые будут сейчас вот эти вопросы поднимать, когда услышат этот аргумент, чтобы они вот как бы вот моим аргументом, который я только что озвучил, все-таки тоже воспользовались, потому что вот когда вот идет соревнование вот таких вот позиций, то я думаю, они должны быть как минимум конструктивны. Так или иначе, руководство телеканала АТР сегодня прикладывает все усилия для поиска других ресурсов для возобновления спутникового вещания АТР. Уточняющий вопрос. Я хочу перейти просто к следующим важным новостям. Для меня лично. Скажите, пожалуйста, вот проблемы сейчас были или все-таки при Алексее Юрьевиче Резникове тоже какие-то были? Да, проблема с 2019 года довольно серьезная. Да, и в прошлом году мы делали марафоны в эфирах. Это когда мы будем видеться там где-то в парламенте и так далее, чтобы... Более серьезная ситуация наблюдается. Я хочу перейти к следующим, не менее важным новостям и успеть их с вами обсудить. Руководители разведки Великобритании предупредили министров об очень реальной возможности вторжения России в Украину накануне Рождества, поскольку дата совпадает с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан. На границу с Украиной сосредоточено до 100 тысяч российских военных. Издание пишет, что Министерство обороны и Министерство иностранных дел отказались комментировать действия, которые Британия может предпринять в случае российского вторжения в Украину. Бывший командующий в Афганистане полковник Ричард Кемп заявил, нет возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину. Наиболее вероятный вариант – дипломатические и экономические санкции, то, о чем, впрочем, и говорят в руководстве Соединенных Штатов Америки, в Британии и Европейском Союзе. Пан Александр, если посмотреть на то, что происходит сейчас вокруг Украины, есть ли реальная возможность вторжения России в Украину в более широкомасштабном формате? Я считаю, она уже 8-й год идет у нас. Более широко. Да, но сейчас как раз речь идет о возможном блицкриге, о возможном широкомасштабном вторжении в Украину. Помните публикацию Bild немецкого издания? Смотрите, риски есть всегда. И мы должны уже понимать и принимать уже как бы не только во внимание, а жить с этим уже всегда. То, что Россия всегда будет держать уже усиленную армию на границах Украины и, опять же, в России. Да? То есть, а теперь почему я говорю, что по существу мы многие вещи упускаем, потому что, вот смотрите, 3 недели назад состоялось событие, ну я просто к чему веду, которое по существу изменило всю, на мое глубокое убеждение, всю ситуацию истории на Донбассе. Как раньше, какая была позиция России? Что их там нет? Что это гражданский конфликт? Да. Что договоритесь напрямую, а они как бы сторона примирения. Так вот, я хочу сообщить... Миротворцы, так Миротворцы. сказать. Так вот, а что-то изменилось в этой конечно. позиции? А что? Дело в том, что 3 недели назад Россия по существу признала, вручив партбилеты «Единой России» Пушилину, Пасечнику. То есть
как они теперь они официально члены этой партии власти. Ну, Аксенов уже тоже член партии власти «Единая Россия». Да. То есть, по существу мы должны уже на официальном уровне говорить о том, что вот эти квазиреспублики, вот эти анклавы возглавляют представители «Единой России», партии власти Российской Федерации. О чем это говорит? Это говорит, что Россия по существу ведет войну против Украины, уже широкомасштабно. То есть мы говорим об обстрелах как государство и политическую, как партия власти. И меня очень удивляет, что даже вот на сегодняшних вот этих мероприятиях, которых берет или в Люблинской вот этой тройке президент Украины как-то ни одного слова об этом не сказал. А это же позиция, которая по существу видоизменяет нормандский формат. Это, то есть вот помните, я говорил несколько предложений, когда алгоритмы там единого юридического статуса оккупированной территории. А по существу сегодня вот карты в козырь. И когда вот мы говорим о позиции Великобритании, если завтра или сегодня у нас идут оттуда обстрелы, мы должны уже говорить, что Россия обстреливает. Ну, то есть, если люди там, то есть, докажите, что мы россияне, то вот, пожалуйста, вот единороссы. И почему до сих пор ни МЗС Украины не подняла вопрос, что Единая Россия должна попасть как партия, условно, партия, которая не только войну против государства Украины поддерживает, а поддерживает терроризм, приравнять их к политическим силам, которые в свое время поддерживали Талибан. Ну, и так ведь в Европейском Союзе и наши западные партнеры понимают, что то, что происходит на Востоке, это в принципе российские оккупационные силы обстреливают украинские неоккупированные части. Понимать и предпринимать, смотрите, мы же говорим о нескольких каких-то мероприятиях, которые, скажем, будут идти на опережение. Да. А сегодня мы извиняемся, даже не реагируем на то, что уже случилось. О чем мы говорим дальше? Вот как должна Великобритания говорить? Ну, если мы условно не даем официальную позицию, ну, западные уважаемые наши партнеры, ну, с такого-то числа Россия признала в том, что они являются стороной конфликта. И опять же, назвать аргументы. Я считаю, что больше других доказательств быть не может, потому что, ну, извините меня, там что, должен появиться Жириновский или сам Владимир Путин приехать туда и возглавить ведь вот эти оккупационные администрации, для того, чтобы все поняли, что, и что нужно с этим предпринимать. Все. И мы должны поставить вопрос, что Россия сорвала Минские соглашения. Точка. А теперь возвращаемся к Будапештскому меморандуму. И то есть тут же вопрос другой. То есть есть гаранты нашей территориальной безопасности и суверенности. То есть этот вопрос, который вот я поднимаю всегда. То есть да, Великобритания свои войска ввести не может, как и американцы, и немцы, или другая страна. Но ввести миротворческие войска, наверное, таки можно. Статут ООН это позволяет. Наверное, мне так кажется. Я просто сегодня не хочу уже комментировать вот политику двойных стандартов. Ну, просто вот пришло время, когда вещи нужно называть своими именами, даже если они не всегда дипломатичны. Потому что вот эти заявления, которые делают наши партнеры, мне кажется, это наоборот где-то усиливает позиции России, потому что, ну, если вы не будете воевать на территории Украины, ну, так мы, наверное, сюда зайдем. Ну, попробуем еще каким-то образом спровоцировать то или иное конфликт. Ну хорошо, а вот те санкции, которыми сегодня Запад, можно сказать, угрожает России в случае ее вторжения в Украину, отключение от SWIFT, ограничение конвертации рубля, введение эмбарго на нефть, то есть это превентивные же меры или нет? Если бы сегодня эти санкции были введены и просто сказать, то есть если условно там в России план, условно ПДЧ назовем там, да, вот условно, то есть смотрите, то есть да, условно там квартал, за следующие 2 квартала вы должны вывести с Донбасса ваши войска и условно те, кто хочет переехать в Россию, ну, должны принять как сторону, условно, там, внутренние перемещения и так далее, то есть значения не имеем. То есть дать время неисполнения этого плана, как говорите, отключение от SWIFT. Но в таком случае дальше. Это должны были делать в 2014 году? К августу месяца вы должны освободить полуостров Крым, то есть вернуть к статус-кво. Не освобождение, не выполнение вот этого ПДЧ, ну, значит, допустим, мы вводим эмбарго на нефть. То есть
вот это, я считаю, уже действенный инструмент. То есть, да, Россия будет истерить или еще так далее. То есть, ну, условно, прошло 2 квартала, нет? Включили. Тогда посмотрим. Вот, это уже будет превентивно, и это действительно, ну, то есть, играться, условно, с преступным режимом. То есть, если, не дай бог, может, тогда мы будем рассматривать... То есть, это не работает, по-вашему, на Россию это не работает? Ну, давайте так, Россия не одну горячую точку в мире зажгла. Это как-то повлияло? Может быть, в Абхазии ситуация поменялась? Или в Приднестровье как-то поменялось? Что-то я там не вижу, каких-то там особо изменений, да? То есть и у нас она не поменялась. А дело в том, почему я сейчас так жестко выступаю, потому что я прекрасно понимаю, что с каждый день подокупаться эти территории, это на десятки лет проблем для Украины, даже в плане реинтеграции. Потому что Крым вернуть проще реинтегрировать, чем вернуть, извиняюсь, Луганск и Донецком. Почему? Потому что там были боевые действия, там вложено, как вам сказать, кроме пропаганды, там есть еще трагедии семей. Потому что кто-то пошел воевать против Украины, кто-то верит, кто-то за деньги. Там много убитых и так далее. То есть и родились уже дети, которые совсем по-другому уже вкладывают в голову отношение к нам с вами. Это проблема реально. И это, почему я говорю проблема? Потому что этот ребенок вырастет, он будет потом совершеннолетний с ненавистью к Украине, и его ребенок, то есть до его внуков, будет где-то с такой парадигмой. И это, ну, большая проблема, потому что это по существу мимо замедленных В таком случае на каком-то этапе Украине придется отказаться от Минских соглашений, которые предусматривают проведение там выборов и предоставление особого статуса Донбасса. Потому что даже если после деоккупации и реинтеграции этих территорий проводить там выборы, то кого там народ выберет? Ну, смотрите. Можно ли вообще тогда на такой территории проводить есть выборы? Понятие переходное правосудие и, ну, условно, давайте так, мы не можем, то есть, давайте так, особливый статус Донбасса. Вот, как видит Россия? Она видит легализацию так званых марионеточных режимов. Режимов, то есть республик, где есть что? Парламент, там, Кабмин, то есть, да, то есть они видят это именно так. То есть их задача с Украины сделать с унитарной республикой в конфедеративную республику. Ну, если Украина пойдет на этот шаг, то Украину в очень быстром времени ожидает развал. Потому что поднимет волну, в том числе через условных патриотов, ну, поддерживаем там теневым способом русским режимом, провокатором на Западной Украине. То есть мы будем иметь проблемы на Закарпатье, ну, на Буковыне, то есть в Черновецкой области. Во Львовской области, уверяю, волну сепаратизма даже во Львове можно раскрутить. Ну, это правда. Я же сам родом с Львова, я прекрасно знаю, как это можно раскрутить. Потому что, подождите, у них особенный статус, да, почему мы не можем, то есть мы тоже хотим республику. То есть там Одесса, то есть оно начнет колебаться, где-то выстрелит. Власти нет вот этих сил, вот эти все волны будет удержать. Естественно, потом, условно, кто-то скажет, так давайте проведем референдум, людям можно вложить все, что угодно в голове. Тут вариантов много, то есть технологически. Вот как Брексит в Великобритании, да, условно. Ну, я просто моделирую ситуацию. И тогда мы можем, скорее всего, пойти по этому югославскому сценарию. То есть в таком плане, ну, раз Харьков не хочет, условно, в Европу, а Львов хочет, так давайте будем каким-то образом разделяться. Или, условно, будет условное государство, ну, с условным названием, да, но уже с другим как бы устроем. Так, и как это предотвратить? Не идти на сценарий России. Очень просто. То есть первый аргумент я назвал, что Россия сорвала Минские соглашения. То есть Россия является условно, не условно, Россия является стороной конфликта. То есть Россия должна покинуть войска. То есть, опять же, они засветили своих представителей единороссов. То есть теперь и Ирина Верещук, и Кулеба, и президент Украины должны говорить, ну, подождите, ребята, то есть не говорить какие-то там незаконные там збройные угруппування и так далее, говорить представители Единой партии России. Это должно быть на повестке дня всех информационных каналов. То есть мы должны говорить, то есть в новостях диктора, то есть 1+1, там Интер, Эспрессо, то есть Прямой, то есть, да, Украина-24, Украина, должны говорить теперь от сегодняшнего дня или там от завтрашнего, то есть что мы должны говорить, то есть как заявил оккупационный там член партии Единая Россия, то есть это должно вставать вот этим нарративом и выходить на информационную повестку дня. То есть там является
партия «Единая Россия». Россия там оккупант. Точка. Это должно уже выходить на международные соглашения. То есть это вообще должно подняться на уровне ООН. Мы должны этот факт зафиксировать. Все, точка. То есть принцип вот этот уже не актуален, тот, что был подписан даже в коммюнике. Потому что, да, президент Зеленский подписывал вариант, что мы имплементируем формулу Штайнмайера. Мы можем его имплементировать по моему алгоритму. Это точно то, что я говорил, да, на момент, потому что нам нужно и Крым, и Донецк с Луганском возвращать в едином пакете, потому что и там была оккупация. Разница только одно. В Крыму по существу не стреляли. Мы говорим о военных действиях, да, а в Донецке и Луганске стреляли. Тот же один БУК, который сбил Боинг, да, чего стоит. То есть в данном случае закон о коллаборантах. То есть паспортизация граждан Украины, то есть перевод их на гражданство Российской Федерации было. То есть отсутствие закона Украины и там, и там, и там, да, то есть отсутствие украинской валюты. Это все как бы имеет место быть. То есть интегрировать эти территории нужно по одному законодательному пакету. И на какое-то время мы можем это объединить в едином юридическом статусе. Единый юридический статус это точно это некое правовое соотношение, да, отношение государства к этим территориям, опять же, потому что мы должны еще не забывать, что после оккупации Россия должна заплатить за это репарационные компенсации. Это один из моментов. Второй шаг, который должны были бы сделать наши власти, это до следующей крымской платформы, до августа, если не ошибаюсь, да, то есть должны встретиться через год. Так давайте мы и будем готовить законодательную базу, чтобы возобновить работу Верховной Рады Автономной Республики Крым, а также Кабинета министров Автономной Республики Крым. И уже на следующем, или представить этот план на следующей крымской платформе, то, что мы с вами говорили, правительство в экзиле, потому что нам нужны официальные представители по демократическим путем, да, Автономной Республики Крым. Это усилит позиции Украины, это усилит позицию, мне кажется, конкретного министерства, которое возглавляет Ирина Верещук. Вот я все-таки за того, что мы не просто какими-то общими слоганами говорили, да, тезисами, но мы предпринимали план А, план Б, план С. То есть, если мои идеи не подходят, предложите хотя бы на моем уровне альтернативу или объясните, почему мои идеи, условно, или те варианты, которые я сейчас в эфире предлагаю, невозможно реализовать. Правительство в экзиле, что для этого нужно? Что это даст? Выборы, то есть как работало до 2014 года? Это даст как минимум официальный статус людям, которые будут непосредственно заниматься вопросом мониторинга, что в каком состоянии сейчас Крым, в каком соблюдаются ли права человека, граждан Украины, то есть и на официальном уровне это говорить. Это усиливает, условно, опять же, позицию министерства реинтеграции, да, то есть, опять же, это официальный статус, согласно Конституции Украины. Если министр или премьер-министр Крыма будет делать заявление, а параллельно будет делать вице-премьер, и потом дальше выше, это уже другая позиция, это уже как бы для России как бы показатель, что Украина как-то этот вопрос не то, что не снимает с повестки дня, а наоборот актуализирует. Нам нужно зафиксировать, опять же, что у нас есть Конституция Украины и у нас есть органы власти. Что дает прокуратура Крыма? Она же работает, наверное, она, да. То есть нам нужно как-то вот это все, то есть не ждать, когда мы это все возобновим или не возобновим. То есть нам нужно, опять же, это представители, это прямая коммуникация, в том числе и с переселенцами, которые выехали из Крыма. То есть, опять же, это люди, которые живут в Киеве. Вы, условно, можете быть депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым. Вы, наверное, как депутат, вы же, наверное, будете знать, что делать. На что обращать и так далее. У вас официальный статус. Вы с нашими депутатами народными, с официальной делегацией можете ездить по международным делегациям и быть официальным представителем Крыма. Как минимум мы не даем возможность перетягивать информационный и политический канат России. А так такое ощущение, 8 лет, а мы как-то вот только говорим декларации.
Дякую вам дуже, пане Олександре. Чув сагну, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Политичный аналитик Олександр Антонюк был гостем нашей студии. Я с вами вынуждена попрощаться, но вы оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман». А после в этой студии вас поприветствует мой коллега в программе «Прайм» Айдер Муждабаев. Не пропустите, будет интересно. Коршкинч. Даян Кырымым. Біраз да сабыр еле. Ирадең бұйық. Қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Даққа якебе сусып тұрсаң біле. Даян. Тыш сылып. Юмруқларыны топлап. Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер çoқтыр. Кетежеклер. Теніңе остыкенің саплап. Сауышыр яраң. Сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз. Dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarmız. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var.
керек olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Көстер ona asırlarnen toplangan бар күчімні. Yenmegence omur billa көреş kene ve kene. Al dedeler al almagan intikam ve uçumna. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Ебінден хырсызлап тоқнен қиынап ашылағанлар. Нариман Аметов ешгалжы құветшілер тарафындан насыл азапларға оғратылғанны тариф етті. Кечкен жұма күні декабрінің 17-сінде оны рус құветшілері Сабайрте, ескі Қырымдан, ебінден башына чувал кидіріп, белі олмаған тарафқа алып кеткенлер. Нариманның тахминлеріне көре оны Ахмеджитке кетіргенлер. ФСБ хадимлер оны насылдыр мағызға түшіріп, о газ борусында япылған диверсияда шекленгенні хабер етіп, ялан белгілейджі аппарат құлланы выле соруға желпетлежегін айтқанлары. Я сказал, я расскажу вам все. Но за аппарат полиграфа я не сяду. По той причине я не доверяю этому аппарату. Я это им сказал. У меня в данный момент я переживаю. Я боюсь. От них идет давление. Матом. Разным методом. И я боюсь этого. Что они в чем-то могут меня обвинить, с чего я не совершал. Он мне сказал на это, что до потери пульса моего или его я сяду за аппарат этот. Ярым сааттан о қарарыны деңіштірдімі деп сұрағанлар. Нариман бұл аппаратқа инанмағанын айтқан сон, янына удада олған ФСБ хадимлерінің бірі яқынлашқан. Он подошел ко мне и громко, басами, такими голосом и говорит: тебя как зовут? Я ответил ему: Нариман. На что он мне ответил: меня зовут Максим. И на что он сказал: ты знаешь, кто я? И я ему сказал: нет. Но я боюсь, я понимаю, я нахожусь в мешке, и что сейчас будет происходить, я не понимаю, откуда он может прилететь. Я не ожидал пыток просто. А он мне отвечает: я, говорит, тот, кто развязывает языки. Я машина, говорит. Я, говорит, государство. Я приехал в Крым, говорит, давить таких, как ты, говорит. Я говорю, это неправильно, я ничего не совершал. Он сказал: я сделаю все, ты все расскажешь, и мне за это ничего не будет. Но это все было матами, с оскорблением личности, но я этого говорить не буду. Нариман адвокат чағырылмасыны талап еткен сон ФСБ хадимлер оны көчнен отырғычқа отыртқан. Аяқларына скотчнен отырғычнан аяқларына бағлағанлар. Беденні есе стулынан арқалығына. Башыны чувалны чықармаздан скотчнен сарғанлар. Құлақларына теллер илештіріп тоқи бергенлер. Он был болючий. С моими мозгами что-то происходило. Ну, я протерпел. Он был секунды 2-3, я не знаю. Он был такой протяжной. Я протерпел, ни слова не пикнул. Я в себе прокрутил: я буду держаться, сказал. Но я понимал, я так долго не продержусь, смотря сколько они будут бить. Следом пришел второй удар. Я тоже продержался.
Но тут, я не знаю, у них, может, этот аппарат меняет, видать, усиливает, есть, они, может, регулировка. Я получил третий удар такой, который я не могу объяснить, что со мной происходило. У меня мозги в тот момент поплыли. Я не контролировал ничего. Я ничего не контролировал. Но после этого удара я прокричал: все, я сяду за аппарат. Ну, на что Максим мне ответил: теперь я буду решать, когда ты сядешь. И продолжал наносить удары. Бөлек күчлі ток ақымлары 4 керeye берілген. Нариманнан рижасына қателер азапларға чектіруіні тоқтатмайып да 2 кере ток ебергенлер. Они остановили. И я сразу прокричал: все, я возьму все на себя, все, что вы пожелаете, даже смерть Сталина. Вроде бы я так сказал, я не помню. Это потому что у меня были мозги, я то состояние не могу передать, что со мной происходило. Нариманнан үстіне сарылған скотчна кесіп, оны стулға отыртып, насылдыр киятлар имзаламаға бергенлер. Нариманнан сөздеріне көре, бұның құбетшілерге идеялары олмағаны. Оны асылдыр жинаятлерде қабатлы олғанны танығаны ве ФСБ ile ишбірлік етежегі аққанда весиқалар екен. Обыраз тыншыланып, тютреві кечкен сон оны полиграф аппаратына бағлағанлар. Оларына Аметовның Украина кемиеті ве мақсус қызметлерінен бағлары. Украина қытасына шыққаны аққанда ве террористик тешкілатларынан олған алақасы мирақландырған. Сорғы тақменен 1,5 саат девам еткен. Сонра Нариманға камераға сеслендірмек керек олған метін yazı бергенлер. И сказал: прочти это. Я прочел несколько раз. После этого он спросил, запомнил ли я это. Я сказал: нет. И он говорит: я тогда держу этот лист и снимаю на телефон. И ты читаешь с листа то, что там написано. Там было написано, дословно не помню, я был в шоке, но там было написано: я не имею претензий к сотрудникам ФСБ, и они надо мной никаких опытов и не били меня, не проводилось ничего такого. Нариманға полиграф қабатлы олмағанны көстергенні қайдетіп тенбелегенлері. Они мне сказали: если я расскажу о пытках, то, что происходило здесь, в подвале, они под давлением, у них есть бумага, где я написал о сотрудничестве с ними. И мы покажем это Крыму, мы покажем это крымскому народу, если ты расскажешь вот то, что здесь произошло. Через своих, говорит, татар, крымскому народу, и сделаем тебя предателем. И в тебе разочаруются. После этого, через определенное время, ты пропадешь неофициально. А наши методы тебе знакомы. Я сказал: хорошо, я говорить не буду. Но они сделали ошибку. Они бы лучше бы убили меня, потому что я буду рассказывать все, что происходит.
Біраздан Нариманны мағаздан чықарып, башына кенеде чувал кийдіріп, арабаға миндіріп, тахменен 1,5 саат девамында алып кеткенлер. Ескі құрым янларында машинаны тоқтатып, башындан чувалны чықарып, Нариманны машинадан итеп чықарып, тез кеткенлер. Нариман бұл мавы түсте номерасыз Volkswagen транспортер арабасы олғанны көріп олған. Ләқайт олмаған инсанлар оны евіне қадар алып барған. Ишгалжелер бірінші сефер Нариманның евіне 2014 сенесі күзде келген еді. Ол вақыт оны ФСБ дәресіне алып кетіп, керекті шатлық берместі мечбур еткенлер. Қаршы чықса оны чүремек үшін түрмеге ташламаға ишандырғанлар. Сонра көветшілер дефаларже оны излеп, телефон етіп, ишбірлік етіп, сияси давалар черчевесінде гызлы шаат оларақ иштирак етмеге, мечбур етмеге тырышқанлар. 4,000 рублей пара жазасы лягу етілмеді. Қырамнан ишгалжілер. Юқары махкемесі полис хадимлері бойсунмағанында қабатланған адвокат Эдем Семедляевке пара жазасы белгіленмесіне шикаетні кері қайтарды. Семедляев айтқанына көре махкемежілер оның делиллеріні көзогіне алмады. Суд поправил нас в этом, указав на то, что якобы требования раздеться догола не было, но было требование предоставить на осмотр нижнее белье. Поэтому, как кто понимает, я, например, понимаю, что это надо было раздеться догола, отдать всю свою одежду ему, и пока он что-то будет искать на моем теле. С его слов, какие-то запрещенные надписи, либо рисунки. Эдем Семедляев ишгалжелер махкемесінің бұл қарарының да шикайет етежек. Оны сойындыртқан инсан экстремизмнен күреш бойынша мерkezінің хадимы Руслан Шамбазов. Ода Қырым татары Ринат Параламов ве башқа сияси мабуслерін азапларға чектірді ве адвокат Эдем Курбединовның тақып етілмесіне әлақасы бар. Семедляев оны тақып етілмесі қанунсыз деп айтты. Я считаю, это мое мнение, что это была какая-то личная неприязнь, потому что нормами закона они не апеллировали, и основания, по которым составлены были протоколы, постоянно она менялась. То мне вменяли, что я веду аудиозапись, то вменяли, что я веду видеозапись, потом говорили, что я и то делал. Во время раздевания, так называемого, он тоже на ходу придумывал, для чего это ему надо. Для обнаружения объекта преступления, телефон, на который я якобы снимал, либо записывал, он был на столе, и для этого не надо было осматривать мое нижнее белье, если он хотел осмотреть именно объект преступления. Ахмеджеттеки ишгалжелер махкемежесінің қарарынен Эдем Семедляев полис хадимлеріне бойсунмағанынан себеп 12 күнге изоляторға ташланған еді. Референдумда иштирак еттілер, енді есе ишгалжелерінің сынавларындан кечелер. Кечкен сене Фарус Сакинлері Русия президенті Владимир Путинге видео мураджат язды. Шымды есе ишгал етілген Қырымнан ел басшысы Сергей Аксеновқа хитап етелер. 150 инсан 8-й ел Қырымнан ишгалінден евел алған топраққа мүлкиет аққаны избатламаға тұрыша. 2013 сенесі весиқаларына ресмилештіріп башлаған онларжы дамартыларының базы сайыплері девлет актларыны алып етіштірді. Ама ярымада ишгал етілген сон олар адалетсізлікнен арас келгенні білдірелер. Атта бұл весиқаларыны алып етіштіргенлер біле, өз топрақларында иншаат етіп оламай. Шымды инсанлар сайлавларға барса да, ишгалжелер акимиеті оларының проблемаларынан назар итибарға алмағанына шикайет етелер. Сакинлер бұры Женеби ялыдаки топрақларына қануни сайыплерден алмаға істегенні білдіре. Мы устали уже. 8-й год начинает идти, ничего не меняется, с нами на диалог не идут, все застопорилось и путь решения с нами не найден. Мы требуем, чтобы это все уже в конце концов закончилось, чтобы мы смогли завершить, оформить свои земельные участки, потому что по закону мы не потеряли это право. Собственники, которые имеют здесь право собственности, хотят тоже строиться и жить на своей земле.
Украинада ковидтен бағлы вазиет ейлешмекте. Чин вирусы 6.000 Украинде белгіленді. Уч керезияды инсан түзелді. 349 кіші ковид ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Сағлық нәзірлігінің мәліметіне көре бірінші оларақ омикрон штаммына ұғыраған инсан енді түзелген. О ашыланғаны үшін хасталықны тез енген. Сағлық нәзірлігінде қайдеткенлеріне көре омикрон штаммынан хусуси алиметлері yok, ама о пек тез тарқалмақты. Фактом залишається те, що у боротьбі з пандемією COVID-19 вирішальною залишається саме вакцинація. Щодо випадку омікрону, виявленого в Україні, завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест. Саме тому закликаю вакцинуватись, адже це єдиний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті. Сағлық нәзірлігінде инсанларны ковидке қарышы мүмкін олғаны қадар тез ашыланмаға чағыралар, чүнки коронавирус инсан сағлығы үшін пек телекелі олып, өлімнің себебі ола біле. Ашылану фісе ковидке иммунитетні құветлештіре, 13 миллиондан зеді инсан екі ашы яптырған. Вакцинація – це керований спосіб сформувати імунітет до коронавірусу без ризиків для здоров'я. Дослідження свідчать, що у третини з тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу. Водночас, повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла. Окрім того, люди, які перенесли COVID-19 та потім вакцинувались, майже у 2,5 рази мають нижчий ризик захворіти на COVID-19, ніж ті, хто перехворів, але не отримав щеплення. Сағлық нәзірлігінің мәліметіне көре келешек ел Украинаға ковидке қаршы вакциналарынан да 42 миллион дозасы теслим етілежек. Йдеться про 25 мільйонів вакцини Pfizer, 6,5 мільйонів доз вакцини CoronaVac та 10 мільйонів доз по механізму COVAX. Тобто в нас уже гарантовані надходження, щоб 70% дорослого населення країни мали повноцінну ревакцинацію 2 дозами. Елбаш наратларына тікледілер, мауларға яқынлашмаға ясақтыр. Ижғал етілген Қырымда атта ачы қавада күтлеви елбаш тедбірлеріні кечірмеге ясақтыр. Бұндан ғайры балабақчалары, мектеплер ве спорт секцияларында байрам сабаларыны тек ана бабасыз өткермеге рұқсет берділер. Театр, цирк, концерт залы ве кой клубларында балалар үшін байрам тедбірлеріні кечірмеге изін бермеділер. Шусырада ижғалжылерінің шүбеле сапламаларына көре, Қырымда ковид хасталарының сайысы эксілмекте. Туневан анда Чин вирусы 262 инсанда белгіленді. 29 кіші хасталықны еңіп оламаған. Эшіт емшақ япырақларының түркілеріні, ярын келсе пенжереден ярық ұрса. Эшіт қырымымның дүлберлігіні, құшлар ерлап азбарыңдан ұчса. Эшіт, бұл қырларым көктен yüksek, құры өзенімнің қоқыларыны, гүллер ача, піші тазе отмек, тұз қоқысы, деңіз далғалары. Эшіт, насыл юзым sıcak ерден осе. Өзен суы ақа, күнеш ойнай. Қырым, эп ерлерден маңа güzel. Бұ sevgiden күчлі, sevgi олмай.
Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и всего человечества темы и беседуем с наиболее интересными, знающими людьми, с людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня у нас совершенно невероятный гость, который 100 лет ждал. Вот. И не то, чтобы он не хотел приходить, но как-то не складывалось. Вот и сегодня дождался. И так сегодня будет очень откровенный, очень хороший, я уверен, разговор с замечательным человеком, Владимиром Жемчуговым. Человеком, который пожертвовал ради своей страны всем, чем мог пожертвовать. Вот. Герой Украины. Здравствуй, Володь. Доброго дня. У нас тут не очень хорошие новости. Я только единственное призываю наших людей в Крыму не унывать, не вешать носа и не думать, что происходит что-то непоправимое. Да, через 2 часа 40 минут те, кто смотрит по спутнику телеканала АТР, вместо него увидят черный квадрат. Такой привет от заботливых чиновников, которые даже не хочу ничего характеризовывать. Я все-таки надеюсь, что где-то в глубине души у кого-нибудь в правительстве что-то пробудится, и они вспомнят, что есть такой коренной народ Украины, крымские татары, что есть телеканал, единственный в мире, который они цинично, многие, некоторые из них называют коммерческим, то есть то, что мы с вами смотрим сейчас, это обыски. Вот только что смотрели рассказ человека, которого пытали. Это коммерция, оказывается. Мы занимаемся прибыльным бизнесом, вот, по мнению некоторых чиновников. Ну, наверное, в представлении некоторых людей все вокруг бизнеса. Вот. Но это не так, как вы знаете. Мы говорим о боли, о страданиях, о репрессиях, и мы продолжим говорить, что бы с нами ни делали. Мы никогда не сдадимся, вообще даже об этом не думайте. Мы будем искать возможность, мы будем разговаривать с властями, убеждать, что нужно все переделать по-другому, что все-таки трансляция на Крым — это приоритет. Будем искать другие формы нашей поддержки. Вот призываем вас присоединяться к Патреону, телеканалу АТР, вносить свой вклад посильный с разных стран мира, где вы нас смотрите. Вот просто теперь не на спутнике, вот, а в YouTube, на нашем сайте. Мы там сделали кое-что, чтобы его сложнее было блокировать. Вот, и так далее. И на разных платформах, где вы нас найдете. Мы не прекращаем вещание, мы продолжаем работать так, как работали, и обязательно лучшие времена настанут, и этот морок, безусловно, пройдет, как и морок оккупации, так и морок равнодушия. Вот. Так было уже в истории, и если мы вспомним истории разных народов изгоев, которых преследовали в период до войн больших, в процессе больших войн, которых не обращали внимания, я не буду называть ничего, все понимаете, то в принципе равнодушных было больше всего на самом деле. Вот. Но удивительно, конечно, что это происходит в нашей собственной стране. Но я думаю, что это тоже пройдет. Я надеюсь на здравый смысл и на, не знаю, какое-то чувство, на сердце, что ли. Я не знаю, может, я дурак, конечно. Ну, продолжим. Вот Владимир Жемчугов, человек, которого тоже, наверное, кто-то назовет сумасшедшим. Вот. Человек, который жил в Грузии, делал там бизнес, все было хорошо. И с какого года, Володя, в Грузии? Я приехал в 2007 году. И даже не думали уезжать, и там думали жить? Ну как, в принципе, была у меня уже в 2014-м, у меня вообще были планы на 2014 Не, я год. вообще даже без революции. Да, я в 2007 году приехал в Грузию, открыл фирму, там успешно работал. В 2011 году я вошел в десятку самых успешных предпринимателей украинцев в Грузии. Меня даже Саакашвили хотел к ордену там представить. Была такая Вера Кабалия, министр экономики. Когда увидела в списке русскую фамилию, она просто меня вычеркнула. И я она, наверное, не подумала, что вы украинец. Да, она не подумала. А знаете, почему нет? В принципе, я ее заочно хоть знаю, это такая странная течение обстоятельств, потому что Вера в свое время была автором нескольких колонок политических, таких демократических, антироссийских в газете, где я когда-то работал. Потом уехал в Казахстан, по-моему, вот, и я ее лично не видел, но общался. Я не думаю, что она, наверное, подумала, что в русский просто. Она такая, да. Ну, возможно. Я в 2012 году продал там бизнес, еще какое-то время меня просили там помочь, я помогал некоторым предпринимателям. И у меня был план в 2014 году вернуться
в Украину. В 2013 году мы с супругой ездили уже по Украине, ну, приезжали раз там 2 месяца, в 3 месяца, искали место, куда переехать. После Кавказа, понимаете, что такое Донбасс? Это, ну, это вообще невозможно было сравнить. Горы, зелень, леса, море. Ну, мы искали место, мы ездили и в Карпаты, и в Днепр, и в Киев, и в Крым. И мы решили в 2014 году переезжать в Севастополь. И у нас там друзья, родственники, ну, кумовья. И мы решили все. В 2014 году мы едем в Севастополь, покупаем дом и там живем. Но сначала началась революция, потом захватили Крым. И все планы рухнули. А мысли остаться в Грузии? Вы знаете, после пережитой войны 2008 года, после того, что вот я, ну, после тех встреч я был во всех тех местах, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, я объехал все эти места, и везде ненавидели русских. Ну, я ездил как предприниматель, но на Кавказе тебя воспринимают, я говорю, что я гражданин Украины, но на Кавказе такой обычай. Скажи, как зовут тебя, кто твой отец, тот и ты. То есть меня все равно все воспринимали русским. Да, коммерческие договора, но всегда после них и шли в ресторан, там начиналось бытовые беседы, и там уже как бы я понимал, что везде кавказцы, вот я был поражен, они помнят в 5-м поколении, даже в 10-м поколении некоторые помнят, как их убили какие-то русские. Или это были русские там 1855 года, или были русские там 1922 года, или ну, какие-то русские, или 2008 года, или 2091, 93 года. В 89 году события в Тбилиси. Да, то есть какие-то русские были всегда виновны в смерти их родных. И мне было как бы очень неприятно, ну, в душе так, понимаете. Просто из-за фамилии, да? Да, из-за фамилии. Мне, конечно, никто не делал какие-то личные там обвинения, меня ни в чем не обвинял, но как бы так вот всегда говорили. А когда я пережил войну 2008 года в Грузии и увидел то, что делали русские, мне тогда вот действительно мне стало стыдно, что я русский. Вот вы не поверите. Вы русский этнический, да? Ну да, мой отец русский, с Волги, приехал, это же были 60-е годы, из колхозов бежали, молодежь бежала, паспортов же не давали, был же рабовладельческий коммунистический строй. Чтобы куда-то убежать, чтобы, ну, продуктов не хватало, отец говорит, что бежали на Донбасс, но дешевле строили на заработки, давали хорошие зарплаты, были всегда продукты в магазинах, и отец, вот и мама моя из Беларуси, они как молодежь все бежали от коммунистического этого рабовладельческого строя на эти стройки, чтобы, ну, как-то выжить. Ну да, кто на БАМ бежал, я помню, у меня одноклассница с родителями уехала в начальной школе. Ну, я когда вот молодежи объясняю, молодежь, я часто с ними разговариваю, они не понимают, что такое было Донбасс, что такое Целина, что такое БАМ. А почему вы во Францию не поехали, или в Германию, или в Америку? А что мешало? Взял билет и полетел. Да? Я объясняю, что были такие искусственно созданные экономически привлекательные зоны, БАМ, Целина, Донбасс, где всегда в магазинах была колбаса, сгущенка, где... Ну, и пломбир был вкусный, да. По 20 копеек один, но по 20 копеек. Все это было, и туда вот бежала молодежь. А называлась это коммунистическая стройка, комсомольская стройка. Там такое. Стройки века. Да, да. Последнюю, кстати, стройку просто вообще ни к селу, ни к городу вспомнил. Я был когда-то в командировке в 90 каком-то году. Газопровод последний, оттуда уходили последние средства КСМ, был 85-й год, по-моему, уходили 86-й. Туда отправляли последний строительный отряд комсомольский. Естественно, все они оказались украинцы практически. И я слышал украинские песни там вот просто в Тюменской области. Они строили вот этот газопровод. Тоже люди, вот так, люди с Украины туда поехали, а вы, вот ваши родители так поехали. И вообще Советский Союз, конечно, был уникальным селекционером. Я уж про судьбу нашего народа молчу, как мы где и были, и что с нами все произошло. Я хотел вот про что спросить. В Грузии мы еще, кстати, вернемся в другом смысле. Вот вы все-таки сначала об этом спрошу. А как так получилось, вот на ваш взгляд, Володь, что вы говорите, что они так помнят все, что не прощают, и вдруг Грузия нынешняя, пророссийское правительство, слово «война» табуировано во власти, оккупация не упоминает. Я с ужасом на это смотрю, на все, и думаю,
Неужели забыли? Или что произошло? Русские, желанные гости. Вот, может, надо было просто подождать и на фамилию вообще ни на кто внимания не обращал. Просто русского чуть не на улице уже ловит. Заходи, мы тебе споем, там, нальем и так далее, и так далее. Что случилось? Где сломалось? Я объясню вам. Понимаете, Кавказ — это очень многонациональное общество. На всем Кавказе были две привилегированные нации. Это грузины, на втором месте армяне. Да, грузины немножко по-другому. Грузин Сталин создал для них благоприятные очень условия. Грузия жила очень богато в советские времена. Там просто был, не знаю, какой-то развитой коммунизм. Ну и чуть-чуть капитализм, как вы рассказывали, вроде там и бизнес был какой-то. Да, то есть, чтобы вы понимали, Сталин это сделал одно, а второе, я был такой третий секретарь Георгадзе. Я ему говорю, что вы ему памятник не поставил? Он просто закачивал, он был и при Хрущеве, и при Брежневе. Он при Брежневе был номинальным главой государства. Верховный Совет, он же Георгадзе был, по-моему. Он просто закачивал туда сумасшедшие деньги. Эти деньги просто, знаете, на грузинском тоже так оно звучит, мы просто деребанили деньги, и все жили очень хорошо. Чтобы понимали, нормально было в советское время, начальники имели по 3 трудовые книжки, на 3 предприятиях получали зарплату. То есть все решалось, все жили очень богато. И этим их русские коммунисты подкупили. То есть они как бы простили им все. 22-й год простили им, расстрел 53-го года простили. За вот эту сладкую жизнь при Брежневе. Но потом, что произошло? Начался 89-й год, разделение, 91-й год началась война за Абхазию, за Южно-Осетинский регион. И в Грузии стали очень просто бедно жить. Понимаете, это я просто вот сколько людьми беседовал, это вот как у наркомана, какой-то, знаете, ломка. Вот они жили очень хорошо, и вдруг произошло, и они просто, едва не хуже всех жили в СССР. Там же вырубали деревья, чтобы просто книгами топили. За хлебом стояли всю ночь, чтобы купить буханку хлеба для из кормовой пшеницы сделанной. То есть это было очень тяжелые времена. И сейчас вот прошла война 2008 года, они очень ненавидели русских. Саакашвили создал информационную программу очень хорошую. В информационной войне Саакашвили выиграл в Грузии в 2008 году. Мы в 2014 году проиграли информационную войну в Украине. А Саакашвили в 2008-2009 году выиграл информационную войну в Грузии. Народ поддержал его очень сильно. Но Саакашвили ушел, и пришел новый президент Иванишвили, пророссийский бизнесмен с грузинскими корнями, и он нашел подход к грузинам. То есть он начал заводить, популистский, скорее всего. Он начал заводить российский бизнес. То есть, чтобы вы понимали, открыл границу, опять хлынуло вино грузинское вино, пиво, лимонад. Володь, разве не Саакашвили, вот была ошибка, когда он сказал, приезжайте без виз, вы нас не пускаете. Я помню, просто вином встречали прямо в аэропорту. Паспортный контроль, да, вино, бутылку давали. Да. Но лишь Россия поставила экономическое эмбарго. Когда сменился президент... они отменили, не Грузия. Россия отменила экономическое эмбарго, и опять испортилось грузинское вино. Почему? Потому что его начали покупать просто с неимоверными количествами в Россию. Естественно, погнали за объемом, за валом, и грузинское вино испортилось. Коньяк. Из винных материалов стали делать, просто столько нет винограда. Есть такое, да. Там физически нельзя столько вырастить винограда. И хлынули российские туристы, потому что как бы остался вот этот, знаете, мимино, вот эта вся... кино грузинское, да. И, чтобы вы понимали, вот у меня в Боржоме есть там друзья, у них, для примера вам скажу, сын их не работал, возил по Боржомскому ущелью на машине российских туристов. Он в месяц зарабатывал водителям $1000, вот чисто на руки. Таких денег просто, это просто возят туристов. Это, наверное, сейчас много даже. Сейчас уже меньше. Я вот вернулся месяц назад, 1,5 месяца вернулся из Тбилиси. Я был там тоже 10 дней. Мне остался там дом, винный погреб. Приглашайте. Приглашаю.
И как бы я вот был в Боржоме тоже, проехал туда, посмотрел. Ну, туристы есть российские, но меньше. Ну, зима сейчас, пока пандемия, но все равно они ездят туда, все равно ездят. И вот этим они подкупили грузинов. Грузины закрыли глаза на вот эту вот обиду. Деньги сделали свое пагубное дело. Да. Скажите, ну вы же сказали, недавно были в Грузии. Ваша версия того, что происходит с Саакашвили? Вот я думаю, украинцам будет интересно, потому что не каждый украинец имеет и такой бэкграунд грузинский тоже. Вот что с Саакашвили произошло? Понимаете, ну, к сожалению, это очень большая проблема. На сегодняшний день в Грузии есть две политические силы, ну, реальные, которые могут добиться власти. Это партия Саакашвили и партия вот эта пророссийского бизнесмена Иванишвили. Мечта такая. Да, но, к сожалению, мы знаем, что Иванишвили это пророссийская партия. С приходом Иванишвили пророссийский бизнес вернулся в Грузию, они все скупают там, завоевывают рынки, подкупают политиков. Ну, как везде, в России действует такими же методами. Но партия Иванишвили, Саакашвили, ну, конечно, у нее есть очень плохая черта. Понимаете, я называю, кто такой Саакашвили? Саакашвили это такой демократический Сталин. Так. Это демократический Сталин. То есть он Сталин-демократ. Ну, как вам? Я просто пример вам приведу. Значит, вот когда Саакашвили начал там поднимать бизнес, грузинов очень было тяжело заставить что-то создавать. То есть грузины, да, любят отдыхать, там, торговать, но что-то производством заниматься было очень тяжело их заставить. И вот пример такой. Саакашвили, налоговая очень жестко работала, они собирали полностью всю информацию. В Грузии при Саакашвили не надо, чтобы получить прослушивание телефона там, или слежку, не надо было получать никакого решения суда. Все это решало в срочном режиме. Никакой не было там, ну, свободы в таком плане свобод. Все было полностью гестапо в таком плане. Ну, вы такими словами. Ну, я сейчас расскажу. То есть Саакашвили, допустим, докладывает, что вот есть там на рынке мебелью торгуют там, или продуктами вот какие-то предприниматели, они очень хорошо поднялись там, купили там себе дома, сыну там машины, квартиры, там ездят за границу. Он говорит, приглашайте ко мне их на разговор. И вот он кого-то там приглашает, к нему бизнесмен, он говорит, что я знаю, что вот у тебя хорошо получается с бизнесом, но надо, для Грузии надо, чтобы вот ты поехал там на лыжном курорте Бакуряне, там где-то там на повороте поставил кафешку для туристов, и поехал там в Зугдиди, там вот старый разрушенный заводик по производству чая восстановил, начал производить чай. Он говорит, да не надо, это я не хочу этим заниматься, вот у меня хорошо получается, я настаиваю, чтобы ты вот это для Грузии надо, займись этим. Говорит, извините, я это делать не буду. Ну, я тебе даю день подумать и потом дашь ответ. Он уходит, через день ему звонят и говорят, что вы приняли решение? Нет, я ответил, что я не буду этим заниматься. На следующий день к нему приходит налоговая инспекция и просто пишет $1 миллион штраф. И это невозможно нигде оспорить. И он понимает, что все, уже арестовывают квартиру, машины, все, его бизнес арестовывают, конфисковывают. Он прибегает к Саакашвили еще через день и говорит, я в Зугдиди построю 2 чайных заводика, и там Бакуряне сделал 3 кафешки. Все. Вот так Саакашвили делал. Так правильно он делал или нет? Правильно он делал или нет? Ну, вы знаете, когда я рассказал это немцам, они были вообще в шоке. Ну, в принципе, ну как вот сказать, вот за это грузины, в принципе, его простили, обычные грузины. Ему переизбрали на 2-й срок же, что да, но все равно грузины гордый такой народ, маленький, но гордый народ. И вот когда вскрылось вот это вот то, что он делал, как он сажал предпринимателей в тюрьму, которые не соглашались, как их потом пытали там, заставляли. То есть вот это тоже было? Ну, после издевательства человека привозили вечером в Банк Грузии, прошу прощения, в ТБС, и он там подписывал, там, что он берет кредит какой-то, эти деньги куда-то уходили, непонятно. Ну, то есть грабил предпринимателей, вымогал деньги, то есть заставлял их силой, ну, физической силой, унижениями, там, делать какие-то программы государственные. Но вот это грузины ему не простили.
Да, интересно. Я просто слышал такую версию, ну, правда, от сторонников Михаила Саакашвили, что, понимаете, ну, вот посмотрели, в принципе, то, что вы сказали, что Советский Союз развратил. Люди не хотели работать, как бы, потом это беднота, безнадега, оккупация и так далее. Значит, и вот Саакашвили другого способа заставить народ работать просто не было, как мне говорили. Искоренить коррупцию, то есть вот такими методами, то есть они этому в плюс ставили, но в итоге все-таки нет. Да, в итоге все-таки... Понимаете, можно было это делать до, ну да, вот какой-то период, но потом Саакашвили пошел во вкус, как все говорят. Он вошел во вкус, и все его там команда вошла во вкус. То есть, и они уже, когда, вот чтобы объяснить вам, грузины любят монополии. То есть, вот, ну это, понимаете, отдельная передача, я мог вам рассказать. То есть, я послушал ситуацию, вам расскажу, что такое грузинское чудо. Значит, это рассказал мне человек, который был на этом совещании. Когда революция РОС победила, Саакашвили собрал всю свою команду в кабинете и говорит, что вот как будем строить нашу страну. Не американцы нам дают деньги, мы платим всем зарплату, полицейским минимальную, там чиновникам минимальную зарплату, то есть нормально там 300-350 долларов, тогда это были очень хорошие деньги в Грузии. Все остальные вы получаете там по 2, по 3, по 5 тысяч долларов, и мы строим страну. В результате его члены команды, то есть министры там и ну, ключевые чиновники сказали, прямо ему сказали: Миша, ты что, идиот? Мы с тобой делали революцию, мы рисковали своей жизнью, своей свободой, меняли власть, мы нарушали, нас могли просто арестовать всех, посадить в тюрьму или просто расстрелять там где-то, никто бы нас не нашел. И мы рисковали жизнью, чтобы ты мне дал министру 5 тысяч долларов зарплаты. Ты что, идиот? Миша тогда принял мудрое решение. Но, скорее всего, подсказал ему это ну, кто-то другой. Он говорит: хорошо. Мирабишвили, министр МВД. Был такой. Твой брат завтра идет в налоговую, открывает фирму, и все мясо, которое завозится в Грузию, завозится только твоим братом. Больше никто не может завозить. Нино Буджанадзе. Завтра твой брат идет в налоговую, регистрирует фирму, и вся мука, которая завозится в Грузию, все заводит только... Ну, это такой косвенный доход. Вы не берете никаких взяток, не устраиваете какую-то параллель, там, вертикаль там, по своих чиновники, чтобы вам там передавали, собирали взятки и передавали. Вы ничего этого не делаете. Все ваши сотрудники живут на зарплату. Но ваша семья накормлена вот таким путем. И они вот так сломали эту вертикаль. Никто не брал взяток. Ну, начиная там, все равно как бы решали эти вопросы, ну, по-другому. И вот эта машина так поехала. Действительно, демократическая страна начала двигаться в правильном направлении. Коррупцию, взяточество побороли на низшем и среднем уровне. На высшем уровне, ну, как бы оно осталось вот в таком виде. И что произошло дальше? То есть, да, эта модель помогла вырваться Грузии. Рывок сделать. Но когда Грузия зажила, туда увидели, что там нормальный бизнес. Туда начали приходить международные корпорации. И когда они пришли туда со своими товарами, там были созданы монополии на товары. То есть, чтобы вы понимали, мясо, сахар, масло, мука, машины, газ, нефть, вот эти ключевые хлебные бизнесы были все поделены между министрами. И когда начали приходить международные корпорации, им начали делать проблемы. То есть, они как бы приезжают на таможню, растамаживают свои товары, им говорят: ждите там, ждите. Все понятно. И в результате простой транспорта съедал маржу, и они банкротились. Ну, сделки эти... Володь, а вас это касалось? Вы же тоже иностранный бизнесмен. У меня был высокотехнологический бизнес, и грузины в высокотехнологическом бизнесе не могли ничего сделать. И поэтому мой бизнес был это упаковка для продуктов, ну, это жидких товаров, это боржоми, вода, пиво, лимонад. Я был поставщиком боржоми, кока-колы, пепси-колы. Ничего себе, это вот это все, что мы пили, вот это все... Я пришел, был турецкий рынок, я его сломал, и в 2011 году я стал монополистом не искусственным, а коммерческим путем. Я поборол турков и украинский, болгарский. Вот, ну, то есть вам лично Саакашвили ничего плохого не сделал? Нет, он мне сделал плохое. Когда я продавал свой бизнес корпорациям крупным, пришли крупные корпорации в Грузию в 2011 году,
Я понял, что я не смогу конкурировать. Крупная такая корпорация «Ритал» международная. И мне предложили просто продать бизнес, или же меня съели. И я продал им бизнес. И такой был контракт, что я закрываю свою фирму, все контракты перевожу на эту новую фирму международную и помогаю им с продажами. В результате я закрыл свою фирму. Естественно, по закрытию в налоговую инспекцию надо сдать документы. И вот при Саакашвили я попал под эту раздачу, вот когда вот у всех крупных бизнесменов, Доили, да. И я вот попал под доильную эту машину. Значит, по грузинскому законодательству какая ситуация? Если приходит налоговая инспекция и находит у тебя подозрение, что ты не доплатил $50 тысяч, в долларах я скажу, налог, до решения вынесения акта, до решения суда тебя сразу приходят, арестовывают и садят в камеру, в СИЗО. Прекрасно. То есть вот тут это придумал Саакашвили. Вы там сидели? Вот мне сказали, что написали мне штраф $350 тысяч. И мне мягко объяснили, что все или ты платишь штраф, или то есть через неделю мы тебя посадим в СИЗО. Но я вынужден был, я знал, что я прав, и они там воспользовались ошибкой юридической, когда после войны 2008 года Грузия вышла из СНГ, то они потеряли все права, все контракты, потеряли вот эту льготу, 10% пошлину, льготу, если у тебя и сертификат происхождения европейский. То есть, так как вроде как из СНГ вышли, Грузия надо... и расторгли все договора по СНГ между Украиной и Грузией. То есть у меня были товары из Украины, я был представителем нескольких украинских компаний, товары, которые шли из Украины не через Россию, а паромом из Украины на Турцию, и из Турции уже заезжали в Грузию, они покидали по пути по территории СНГ. То есть они теряли эту 10% льготу. И вот этим им насчитали на все машины, которые я получал с товаром, $350 тысяч. С помощью украинского посольства мне помогли доказать грузинской налоговой, что кроме договоров по СНГ, оказывается, в 1995 году был договор двухсторонний между Шеварднадзе еще и Украиной о одностороннем льготах по вот этому налогу. И так как думали, что все это забыли, а посольство наше это подняло, то есть вас спасли? Меня спасло украинское посольство. Но жить там больше особого желания нет. Вы знаете, я вам честно скажу, с грузинами хорошо отдыхать, веселиться, ездить, путешествовать, но с грузинами работать, очень сложно. Так, понятно. Я вот хотел спросить, все-таки замыкая вопрос Грузии, Саакашвили, все-таки что в Украине делать сейчас в этой ситуации, в которую он попал? И какой именно? Он сидит в тюрьме. Саакашвили в тюрьме. Видите, он все продумал хитро. Он взял... Теперь он гражданин Украины. Мы должны за него заступаться, поддерживать его права гражданина Украины, владельца украинского паспорта. Что мы можем сделать? Вообще я вижу, как и президент, и глава офиса знают о проблемах Саакашвили, беспокоятся, выражают, пишут МИД заявления. То есть, в принципе, внимание уделяется. Хорошо. Вот хорошо, что уделяют внимание нашей власти. Вот. А там как решат, уже так решат. Мы переходим от темы Грузии. Хотя еще раз хочу спросить, я так понимаю, что вы оказались под бомбежками в 2008 году, там, в Грузии, да, и сейчас мы, когда стоим на пороге войны, вот можете рассказать, люди у нас многие не понимают, вот даже в Киеве разговаривают, говорят, да что тут такое, да что будет? Я говорю, вы понимаете, что русские любят бомбить? И любят стрелять ракетами, что вы русского солдата очень долго не увидите, даже если войну начнут. Потому что они будут просто крыть кварталами, выбирать и так далее. Вот каково оно под бомбежками? Расскажите нашим мирным жителям, которые не очень понимают вообще, что может произойти. Я помню август 2008 года, когда уже вся молодежь эвакуировалась из Тбилиси уже. И вот я жил в Аке, на улице Палиашвили. В моем подъезде осталась моя семья, семья пенсионеров напротив и семья пенсионеров там снизу. Каждое утро, все Тбилиси, кто остались, каждое утро в 5 утра все выходили на балкон и смотрели в небо.
с 5 до 6 утра в этот промежуток прилетал российский бомбардировщик, он делал круг над Тбилиси. Тбилиси, ну, вдоль реки, на 2 ущелья. С одной стороны, на левом берегу стоят вышки гражданского аэропорта, с правой стороны военного аэропорта. И вот он делал круг вокруг Тбилиси и бомбил какую-то одну из вышек, выбирал. И это все видела, почти все Тбилиси все это видело. Знаете, это как бы такой взгляд, тогда вот такое чувство в душе. Ты смотришь на большом расстоянии на этот российский бомбардировщик, как в глаза смерти там. То есть он летит как коршун и выбирает беззащитных жертв, в принципе, да, под собой. Да. Уже тогда ПВО было сломлено. Россия предупредила, что если вы еще собьете один наш самолет, мы начнем бомбить Тбилиси, мирные квартала, и ПВО полностью отключилось от защиты неба. И они прилетали, бомбили и улетали. Ну, я же попал под бомбежками в 2014 году, в августе 2014 года, когда в Красном Луче начались бои между Житомирской бригадой, которая пришла нас освобождать, Красный Луч, и зашла со стороны антрацита уже батальоны уже эти российских войск, там, как они называли себя, Рязанская десантная дивизия, там дагестанские батальоны, там из Чечни батальоны, и уже они, вот эти 2 поселка, которые были на окраине Красного Луча, Миусинск и Новопавловка, где стояла украинская армия, они накрывали ураганами, вот этими кассетными, ураган летит, это раскрывается, и кассеты разлетаются и накрывают кварталами конкретно полностью. Я все это видел и в 2014 году в августе месяце. То есть никаких сомнений в то, что бомбить мирные кварталы, там, что вот это у русского летчика мысли не будет. Никаких ни у летчиков, ни вот у водителей этих РСЗО, Град, Ураган, ничего этого, у них нет никаких барьеров психологических. Нет. Я это увидел сам. Вообще, конечно, я не знаю, каково это. Наверное, какую-то часть жизни вы себя чувствовали русским, так? Да, да. Сейчас даже вот подумать о том, что вы какой-то ассоциируете с Россией, вы герой Украины, человек, который ну, практически жизнь отдал, ну, готов был отдать жизнь за Украину. Вот, и такие тяжелые ранения и так далее. Ну, понятно, что вы сейчас, я думаю, себя украинцем считаете. И никак. Я считаю себя гражданином Украины, от родителей не отказываются. Нет, я, конечно, не призываю. Но я знаю украинскую мову, но я продолжаю общаться с теми людьми, которые находятся в Луганске и в Донецке. Я что-то делаю для этого, и только из-за этого я продолжаю разговаривать на русском языке, потому что, ну, чтобы меня просто хорошо там понимали. Кроме этого, я хочу, чтобы меня слышали и понимали в России. Вы знаете, за тот год, который я был в плену, я претерпел столько унижений. Мне там предрекали, что я сдохну под забором, от голода, от болезни. Украина тебя бросит. Там, вот это... И меня как-то тыкали по несколько раз в день, что я специально, только из-за этого я веду активно социальные сети свои, Инстаграм, показываю, что посмотрите, никто меня не бросил, и я сам не дурак, и жизнь не заканчивается, есть, да. И я всегда очень много работал, и продолжаю работать, и все у меня хорошо. Все, это у ваших там, за своими там следите, ранеными, там, безрукими, безногими, которых вы бросили. А у нас в Украине все хорошо. Ну, вообще, ваша жизнь, Володя, она вообще невероятная какая-то. Ну, просто, я не знаю. У нас почему-то в Украине мало снимают фильмов про героев. Что-то все ищут где-то в истории, в основном, героев. Вот они. И истории такие, их просто сценарий такой не напишешь. Вот заходит, вот как так? Успешный бизнесмен все бросает и едет в Луганскую область. Я домой еду. Домой. Там жила моя мама, там жили мои сестры. Я там родился и вырос. Понимаете? Вот я был в Чечне, я был в Дагестане. Я же вам говорю, от Чечни до
Карабаха, я объехал все там. Я везде там был и все это видел, и слышал, как проклинают русских солдат. И когда я в 2014 году, в апреле месяце на Пасху приехал маму проведать, и я увидел российских солдат у себя дома в Луганске, я понял, что я должен что-то сделать. Я не могу уже, все уже. Я ходил вокруг войны, война за мной, или я за мной. Она за вами, и все. наверное. И война уже пришла ко мне домой. Вот моя мама пережила Вторую мировую войну. И она, когда доходила домой, когда видела этих российских солдат, которые ходили по улицам с автоматами, да, они без опознавательных знаков, но в военной форме, с автоматами, этот БТР ездил по улице Новой. Она в шоке приходила, что Вова, опять война. Она помнит, как ей было, когда война была, 4 годика, но она помнит бомбежки, как они убегали за село, там в окопы выкопанные, и когда накрывали артиллерией, она помнит это все. Я не знаю, как она это помнит. И когда я пошел, я честно говорю, я не думал там идти за Украину, там не было таких у меня еще высоких каких-то взглядов. Я пошел за маму. Когда я увидел вот этот испуг в глазах мамы, я пошел за маму. Там были рядом мои друзья, были знакомые, которые были слабые, не могли постоять за себя. Там были мои сестры. Я пошел просто за них. Там же сначала появились военные, а потом же начались бандитизм, грабеж был неимоверный. То есть, чтобы вы понимали, днем вроде было все спокойно, а по ночам вот эти казачье, понаехавшие россияне, они по ночам приезжали, знали, в каких подъездах кто живет там, ну, состоятельный человек, не обязательно быть богатым, просто у тебя иномарка, просто у тебя там хорошая мебель, какие-то там сбережения, как они это узнавали, кто им это говорил. Они приходили по ночам, взламывали дверь, били, пытали людей всю ночь. Еще летом 2014 года работали нотариусы. После пыток людей привозили в нотариусы, и они подписывали дарственные на квартиру, на машину. Это про то, что Путин приди, Володь, как некоторые у нас тут безумные, и в Киеве некоторые сидят, да все равно, да какая разница, ну подумаешь, придут русские, я такой слышал от предпринимателей мелких там и так далее. Сумасшедшие, реально. Я вам больше скажу, я тогда поднимал людей, говорю, давайте что-то делать, давайте, тогда их еще было мало, давайте соберемся, выйдем, ну не может быть большая толпа, если мы соберемся, у них патронов не хватит, по 36 патронов в обойме не хватит у них всех нас перестрелять. Они говорят, да, это грабят богатых, нас не тронут. И что получилось? В 2014 году грабили богатых. Богатые быстро закончились, разбежались там, или перешли на их сторону. В 2015 году начали грабить средний класс. А в 2016 году грабили всех подряд. Приходили, в Красном Куте приходили, вот эта известная ситуация, там кто знает, в Красный Кут под Красным Лучом, женщина, там 2 коровы, молоко продавала, каждый день у нее были деньги. Ее приходили, и уже до этого пришли, давай, ты нам должна каждый день отстегивать какие-то деньги. До этого дошло. Что-то мне вспоминается какие-то совсем 90-е годы, вот когда людей просто закапывали там, ну, вот такое. То же самое фактически. Ну вот. И я потом говорил им, людей, вы помните, я говорил в 2014, давайте остановим. Да мы же думали, что на богатых закончится. Да. Богатые просто закончились. Вот, знаете, психология человека, Володь, что никогда на себя он не примеряет. Вот вы один из людей, вам книги надо писать. На самом деле, вот реально, я не знаю, вот у вас столько информации, не столько прям, чтобы что-то не знает кто-то, но вы это пережили, и поэтому, когда человек рассказывает такой, как вы, ну, наверное, до кого-то все-таки дойдет, что никакая разница, не все равно, и что русский оккупант – это русский оккупант. Тем более, что вы человек, этнически, происхождение ваш папа русский, и вы это поняли, ну, благодаря, наверное, еще Кавказу. Вот как вы думаете, кстати, вот наша нынешняя война – это продолжение кавказских войн чеченских, или как? Связаны эти вещи? Ну, они действительно, они первые поднялись против российской оккупации. Я же только поднялись потому, что они до 10-го поколения, до 5-10-го поколения помнили, кто убил их. Ну, резни, да. Геноцид, по сути. А у нас здесь, ну, не знаю, вот на западе Украины, там еще помнят, действительно, они многие еще помнят. Но в средняя Украина и там на восток Украины, там уже перемешалось, и там уже... Голодомор, там замена населения. Да, замена населения произошла. Там вообще не помнят уже. Там только про пломбир, про 20 копеек говорят. Больше ни про что. Они больше ничего не помнят. Вот, к сожалению, так.
Что думаете, Володь, про то, что сейчас в стране происходит? Какие ваши мысли насчет угрозы войны, насчет вот просто все, что думаете, насчет того, что во внутренней политике происходит? Вот эта вся история с уголовным делом против Порошенко, другими историями всякими. Что вас волнует? Знаете, столько много информации с разных сторон, и я, вот насколько у меня есть то, что я, из каких источников я получаю информацию, я вижу, что все идет к тому, что нас Россия мягко принуждает запугиванием, экономическим давлением, вот этими энергетическими шантажами, войной на границах и боевыми действиями на оккупированных территориях, принуждают к федерализации, к тому, чтобы мы сдались. И я уже, если раньше мы понимали, что нас просто сейчас заставляют, чтобы признать ЛНР, ДНР, то сейчас, то, что сейчас тезисы какие звучат, сейчас у нас уже полностью федерализация. И я не знаю, уже... Я как у одного русского прочитал, но это же не он придумал, это с Кремля продиктовали. Я же знаю, кто это пишет, да, я представления имею, как, кто там продался и как конфедерацию они хотят создать у нас. Даже до конфедерации Украины и Донбасса договорились, уже дописались. То есть такие идеи витают. Серьезно. То есть, для меня это оккупация, таким путем оккупация Украины, уничтожение сопротивления, уничтожение идентичности. После того, как мы это подпишем, я просто знаю, что будет. Придут бизнесмены, как пришли в Грузию, как пришли в Молдову, как пришли там в Азербайджан, придут и, да, будут стоять войска рядом, но придут эти бизнесмены и начнут просто все покупать, инвестировать и просто купят на лояльность нашу, молчание купят. И так потихонечку нас заставят Яндекс.Такси на русском языке, Яндекс.Музыка на русском такси, как это все, как сейчас уже в Грузии, сейчас уже есть. Российские туристы на русском языке, русский бизнес на русском языке, телевидение, фильмы и все. И так потихонечку не будет Украины. Не будет Украины. Насколько вы реально думаете, что такое возможно? Вот мне кажется, даже слово такое конфедерация, федерализация нельзя произнести в Верховной Раде. Ну, может быть, там ОПЗЖ зааплодирует, но остальные, даже кто может в уме там где-то пророссийские, они как-то испугаются. Это не то, что голосовать за это, но даже говорить об этом. Но у нас же уже было это при партии регионов. У нас же уже было при партии регионов. Партия регионов, она же победила на большинстве территорий Украины. Ну и что с ней? Но тогда была сила еще, которая смогла. Сейчас мы видим ключевых людей, которые являются, ну, не скрою, да, финансировали оппозицию, проукраинскую, патриотичную оппозицию. Их сейчас разгонят, запугают, посадят. И один народ, просто один народ, очень тяжело выйти. Понимаете, я 25 лет работал менеджером, я руководителем работал на разных, ну, коммерческих структурах. И я понимаю, что такое организовать что-то. Сопротивление, митинг. В любом случае нужны финансы. Просто без финансов, без организаторов, ну, люди эмоционально соберутся до обеда, потом холодно, кому-то надо детей забирать из детского садика, кто-то проголодался, все, разойдутся по домам, все. Не будет организаторов, не будет, кто будет это финансировать, поддерживать, не будет большого протеста. Все. Вы думаете, что... Ну, просто я когда думаю, вот, когда я думаю о том, что может быть у нас сейчас вот, ну, что-то массовое и так далее, я думаю, что этим тут же воспользуются русские. Тут же просто. Ну, опыт же был уже. Ну, есть, да. Есть такая особенность. То есть непонятно, как реагировать на это. Сейчас... Янукович вернется, да. Признают его легитимным. Ну, не знаю, что может произойти. И на российских штыках заведут его в Киев. Знаете, вы человек, который ничего не боится, я уверен в этом, уж точно. Но от вас такие прогнозы слушать как-то... Нет, ну я-то не боюсь, но я-то понимаю, как думает народ, обычные люди, как делают технологии работают. Я просто вот понимаю это, я понимаю, как это можно организовать.
Организовать хаос, например. Вот честно, вот было у меня несколько интервью с львовскими журналистами после моего освобождения из плена. Там пару таких было журналистов, не очень приятные мне вопросы задавали. Они говорят, вы какие-то на Донбассе не такие. Я говорю, уважаемая, дайте мне 3 чемодана с долларами, 2 КАМАЗа с автоматами и 50 российских спецназовцев. Я приеду во Львов к вам и за неделю вам сделаю Львовскую Народную Республику. Без проблем. Я знаю, я видел, как это делается. Технологии именно. Я видел эти технологии. Я завтра подойду, приеду вот с долларами на вашу эту площадь рынок, подойду к этому какому-то, кто тут подметает или мороженым торгует, или каким-то таким людям с низкой социальной позицией, и скажу, что хочешь быть завтра министром торговли? Вот тебе $2000, вот будут тебя охранять эти люди, и квартиру тебе вот у мэра заберу и поселю тебя туда. Все, я найду таких вот социальных слабых людей, создам видимость, картинку для телевидения, что это же местные, это львовские люди. Ну и плюс грубая сила, у него убийство. прописка львовская. Да. И вот они тут создали революцию. Как я видел в Красном Луче, 300 человек собрались под администрацией, 300 человек. Из них половина были завезенные автобусами. И сделали картинку, что 300 человек избрали мэра за весь город. 300 человек избрали мэра, назначили новую власть. Все, это вот так делается. Но мы это видели везде, где это получилось. Вот. То, что насчет Львова, там до сих пор, кстати, живут потомки тех людей, НКВДшников, и ничего с ними не произошло. И там, да, я думаю, что да, нашлись бы и там желающие, к сожалению. Поэтому то, что может произойти в Киеве, и может произойти все, что угодно. До российской границы один марш-бросок БТРа, даже не надо дозаправляться. То есть они выедут и без дозаправки доедут без проблем. Но у нас же все-таки есть армия сейчас, в отличие от 2014 года, когда она была, Ну вот только на это одна надежда. Честно, вот это единственное, на что я надеюсь. На политику вы не рассчитываете? Нет, политика у нас какая-то она. Вы же видите, с чего началась эта новая власть. С 2019 года Ермак пытался подписать какие-то там примирения, совместные там с ЛНР, с ДНР какие-то документы подписывать от имени Украины. Собирались же с этого начать. Но в итоге-то ничего, сколько ты не желаешь взглянуть в глаза Путину, он-то на нас смотреть ни на кого не хочет. Он же прямо сказал, что... Да, а вы посмотрите, что сейчас, вот, что Зеленский же говорит, а за нас никто не заступается. Нас принуждают мы ничего не можем. Почему же Зеленский хочет встретиться с Путиным? Что его принуждают. Надо встречаться один на один с Путиным и договариваться, потому что нам никто не помогает. А кто принуждает? Я прошу прощения, я что-то не слышал такого. Ну, как с слов сказанных, что Меркель нам слабо помогает. Меркель раскритиковали, вы помните, тогда критиковали сильно Меркель. Макрон тоже какой-то то туда, то сюда. Все, мы остались почти один на один с Путиным, и у нас тут армия стоит, за нас сказали, что не будут воевать, санкции только включат, но вряд ли Путина санкции экономические остановят. То есть мы стоим на границе оккупации, экономическая блокада, все, нас принуждает, мы один на один с Путиным. Все, у него страх в глазах, вы же видите, у Зеленского страх в глазах уже, он боится Путина. Вы уверены, да? Я уверен, что он боится. Когда, вспомните, спросили его, что, а вдруг война? Он же, когда не по бумажечке, он же теряется. Он же говорит, а что? Такого не может быть, мы будем воевать, должны пойти воевать. Он растерялся. Вы же помните мимику. Вот в последнее время риторика у президента Зеленского очень достаточно воинственная. Мы будем воевать. Министр обороны говорит, мы будем воевать. Будет воевать каждый. Это война, дело каждого. И такого, что мы сдадимся, я, по крайней мере, не слышал от них. Да, никто не говорит, что во время войны мы сдадимся. Все говорят о том, что мы должны принять условия Путина, поднимается же вопрос, я боюсь принять этот вопрос, давайте вынесем на референдум, сделаем электронное голосование, и тут какие-то циферки нам нарисуют. Про референдум я слышал, да. И референдум нам и по Крыму, и референдум по Донбассу, и референдум по федерализации. Мы все это сбросим на народ, нас народ избрал. И мы теперь, народ пусть будет теперь... зачем тогда нужны политики? Вы тут сидите. Давайте разгоним, уволим президента, разгоним Верховную Раду, сделаем какую-то тут казацкую раду, казацкий референдум, как оно было. Казацьке це б ще непогано було. А то просто через приложение. Казацкое приложение референдум. Все. Как-то так. Вы зачем нам?
Мы приняли, народ избирал вас, потому что нужны специалисты, нужны фахівці, которые в дипломатии, в юриспруденции, военной, ну, в экономической, юридической. Это не только даже фахівців багато, а те, кто берут на себя ответственность. Да. А вы, получается, мы вас избрали, вы сбросили на народ, естественно, все, теперь, а мы при чем? У нас каждый президент, вы приняли решение, мы же не... Мне просто, знаете, учитывая все предыдущие выборы, я подчеркиваю, все, мы видим, насколько легко манипулировать обществом. Вот и все. И можно из любого человека сделать дьявола, из любого человека сделать Бога, и также в обратном направлении. Вот почему у нас так работает? Почему у нас избиратель такой впечатлительный, как будто ему 5 лет, и вот он ждет... А нам 5 лет. В историческом плане нам 5 лет. Что такое украинцы? 30 лет. Нам только 30 лет. В историческом промежутке мы маленькие детки. Ну, в плане осознания государственности, независимости. Да, мы еще живем вот тем, вот постсоветская страна. Наверное. Мы постсоветская страна, разделить и поделить. Мы тут Тысячу нам дадут. Вот. Ну почему? Это очень хорошее. Вы вспомните, Юля, как купила народ. За те 2000, что она дала компенсации, 1000, а потом через этих гривен, там, через курбованцев, я не помню, что это было. Она же как она купила, сколько она купила электорат? Полстраны купила. За его же деньги. За его же деньги. Вообще, конечно, продаться за свои же деньги, это какой-то... Это только мы можем. Это только мы можем, понимаете? Это постсоветская страна. Постсоветская страна. Мы допустили большую ошибку по сравнению с Польшей. Мы недалеко были от Польши ментально, но поляки сделали когда получили независимость, они сделали полную иллюстрацию и всех поляков, коммунистов и КГБшников всех отстранили от власти. У нас коммунисты, комсомольцы, КГБшники... До сих пор. До сих пор, да. Или перекрасились, стали демократами, и до сих пор. Но там был нюанс. В Польше, когда первые свободные выборы прошли, коммунистическая партия получила 0% голосов. Их просто смели как веником просто в ведро, да? А у нас Черновол набрал 25, если мне память не изменяет, да? Ну, примерно. Четверть. 25, да. А остальное это были те же самые коммунисты, которые просто сказали, что все будет хорошо. Мы теперь хорошие коммунисты. Надо было просто им исключить их из списка избирателей, иллюстрировать, и вот тогда бы у нас действительно было все хорошо. Знаете, больше всего обидно, наверное, потому что когда крымские татары возвращались в Украину, это как раз был 89-й, мои бабушки с дедушкой, родственники все туда, 89-й, 91-й год и первые выборы. И я всегда говорю, когда спрашивают, а кто такие крымские татары, а что их там так мало, а что вот они такие там, что у нас так мало, это вообще вопрос фашистский, окей. Я говорю, знаете, кто такие крымские татары? Это люди, которые в 91 году проголосовали за Черновола с большинством 99% из Народный рух Украины. И как-то люди немножко умолкают, потому что для нас просто, мы может, тут не наша заслуга, а наша судьба такая, что русские нас не считали не то что за низших, они не считали нас за лишних, вообще совсем за лишних. Вот. Да. Спасибо большое, Володя. Я неимоверно рад, что вы пришли. Неимоверно рад. Тут вот вне студии сидит ваша супруга, Олена. Респект великий. Вот, потому что всем бы быть такими супругами, как вы с Володей. Очень рад за вас. Я уверен, несмотря на то, что вы все свои мысли о возможных плохих ситуациях сказали, я думаю, что все равно в решающий момент мы должны все-таки сплотиться, потому что это никуда не годится. То, что сейчас происходит в обществе, мне это очень не нравится. Спасибо, что пришли еще раз. Спасибо, что смотрели. Ничего больше говорить не буду. Я думаю, что всем ситуация, в принципе, понятна. Знайте только одно, что русский рейх будет разрушен. Вот помогайте в этом каналу АТР, помогайте. Давайте объединяться. Независимо от того, любишь ты, очень любишь Порошенко, не очень любишь, совсем не любишь. Вообще, что это за вопрос, как ты относишься к Порошенко? Что это за бред? Я иногда сижу в каких-то компаниях и думаю, с крыши, что ли, упали? Тут война на носу. Не в персоналиях дело совсем, а в Украине. Всего доброго. Смотрите АТР.
мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бурчак яққанда, яшын яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пеясыз осерім, керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күрсеге. Ассаляму алейкум, в эфире программа Геонуль Геонульден, и я рада представить гостя нашей сегодняшней программы, известную крымско-татарскую певицу, заслуженную артистку Крыма Гульсум Томах. Ассаляму алейкум. Алейкум салям. Гульсум Томах, Гульсум Ханом, вы свою жизнь посвятили классической музыке, и уже на протяжении 30 лет вы на сцене. А как начинался ваш путь? Почему именно академическая музыка? Да, я сама не знаю, почему именно академическая, потому что не было среди моих родственников музыкантов и среди родителей, там, как обычно бывает. Но почему-то вот я с детства всегда пела. В 2-3 года проявляла как бы. Ну и папа это заметил. И бабам сказал, наверное, бабала ерладжахм, ой наджахм. Я садилась на радио, там были клавиши, что-то там себе играла, пела. Вот. Ну и когда подросла, меня дали в музыкальную школу. Я была пианисткой, так как раньше не было вокального отделения в музыкальной школе. И поступая в музучилище, я тоже все-таки хотела быть пианисткой. Но меня услышали, ну, очень везде, я много на всяких конкурсах, фестивалях пела. И педагоги нашего музыкального училища Гулистанского услышали, подошли к моим родителям и сказали: вашей девочке надо петь. Мне тогда было 13 лет. И я должна была уже идти в 9 класс. А они мне говорят: а можно после 8 поступать в музыкальное училище? Хотя в то время на вокал брали только с 18 лет. Ну вот для меня сделали исключение, сказали, что от природы голос поставлен, и взяли в 14 лет. Так что я уже в 18 закончила музыкальное училище. И поступили в консерваторию? Поступила в консерваторию, да. Правда, я поступала в Московскую консерваторию, там все очень удивились и хотели меня на подготовительное отделение. А я говорю: так я уже музыкальное училище закончила. Как вы могли в 18 лет? Зара Долуханова, тогда народная артистка СССР, сказала: ну такое возможно только в Средней Азии, своим низким голосом. Вот. Ну и вот так я поступила в музучилище, и потихоньку пошла моя карьера именно академической певицы. Но по окончании мне пришлось работать в филармонии, и в филармонии у нас нет такого, что ты поешь только там классику. Если ты хочешь иметь больше зрителей на концерте, то ты должна петь и фольк, и эстраду, и джаз. Ну, то есть в концерте полный винегрет. А помните ваш первый выход на сцену? Ну вот, смотря, наверное, я все-таки буду считать свой первый выход на сцену. Это когда мне было 16 лет. Я поехала в город Нукус, Каракалпакская ССР в то время называлась, на конкурс вокалистов. Вот тогда я впервые как бы вышла на сцену, уже на такую, скажем, серьезную. Это было в 16 лет. У нас есть отрывок из вашего исполнения. Я предлагаю сейчас посмотреть, и далее мы продолжим нашу беседу.
В исполнении Гульсум Тумах прозвучала «Тарантелла» Джакомо Россини. И мы продолжаем нашу беседу. Гульсум Ханум, мы сейчас прослушали весьма сложное вокальное произведение, достаточно виртуозное. Вы много гастролировали, выступали на разных площадках, и мы сейчас увидели ваш сольный концерт. Это Крымский художественный музей. Вообще скучаете по тем временам? Ну да, конечно, наверное, каждый человек по своей молодости скучает. Вот это, кстати, был мой первый сольный концерт в Ташкенте, в Крыму. В Ташкенте-то я много как бы выступала везде, а в Крым, когда мы приехали, то очень сложно было пробить какую-то площадку. Вот с такими сложностями мы пробили